Давно не были. Сегодня 16 февраля, понедельник, сағат 21:38. Ну, решил сделать эфир, давно не делал. Эфир нужно, как говорится, соображать, хоть когда соседи орут, как обычно уж, ну, выхода нет, они будут сидеть, не знаю, до 2 ночи, наверное. Вот, так что сейчас я, как обычно, закидываю в телеграм-группу. Всем, кто хочет посидеть, лайк, подписка деген кебек. Шулай. Сәлем всем, кто есть, кто нет. Вот. Ну, сегодня будем говорить о текущих событиях деген кебек. Как вообще все это происходит в нашей жизни. Так. Всем, кому интересно, я закину. Так. Начнем, знаете, с чего, наверное? С последних слов, которые я вам ору уже 3 года, а так по жизни, наверное, это уже у меня происходит. Знаете, когда я осознал, кто такие турки, вот с тех пор. Не знаю, не могу сказать 5 лет, не могу сказать 10 лет. Ну, прилично. Прилично, как я это осознал. И самое интересное, вот как раз-таки давайте с этого момента начнем. Сейчас, тут очень много я что позакидывал за все это время. Сейчас. Но эти слова именно, вот я даже видосик загрузил. Слова это Кашапова. Вот, хочу прям процитировать, прочитать это. Так. Итак, находясь... Так, значит, слева ТикТок, справа Ютуб. Пока 1-2 человека. Ну, надеюсь, сейчас кто-нибудь присядет. Если видели, наверное, в последнее время очень много YouTube смотрят люди, комментируют. Я всем лайк, подписка. Ну, имеется в виду, лайкаю их тоже, как бы я одобряю. Какие не одобряю, я мимо прохожу, короче, там всякая дичь. Именно особенно о том, что как поляк там, как говорится, евреев выгонял. Об этом потом позже поговорим еще. Итак, вот самый вот момент, что происходило. Вы видели, наверное, лазил тут снова этот Кашапов, 2 Кашапова. Ну, мы же как бы из Башкортостана и Татарстана, так сказать, мы же за 2 государства как бы топим, да, за независимость и так далее. И все говорят, почему ты на русском говоришь. Ну, мен бетінде кушып сөйлеймін, орысшада сөйлеймін, өзбекшада, татаршада, короче, бүтінісін бетінде, біргеләшіп сөйлеймін бетінде. Урыс тілінде көбірек сөйлеймін. Почему? Потому что у меня аудитория бывает в ТикТоке украинцы, в Ютубе бывает тоже какие-то там русскоговорящие, там, допустим, Дагестан. Не могу же я им на своем говорить. Шундакаль. И вот хотел прочитать именно то, что у него было написано в Фейсбуке, оттуда, ну, не его, ну, чей-то Фейсбук, там, за Татарстан, да. И меня убило вот этот момент. Давайте я вам прочитаю. Находясь в Варшаве по просьбе тюрков, Рафис Кашапов, премьер-министр правительства независимого Татарстана в изгнании, написал эту статью для турецких СМИ. Башина той типкан инда хазар, наверное. Когда я в 24-м году, когда они меня выгоняли, они этого не понимали, наверное. Когда я с Аидой Абдрахмановой подцапался и с Кашаповым, ну, я вам уже об этом высказывался, ну, вот пришло время, наверное, на эфире полностью расчленить, как говорится, эти моменты, чтобы вы понимали. Я окончательно убедился, что в России татар и других нерусских народов ждет ассимиляция и русификация, то есть исчезновение, вымирание и гибель. Только одни татары, тюркские и финно-угорские народы в Русской империи не смогут противостоять русификации и ассимиляции. Мы, татары, всегда помним, Турция всегда объективно работала на сохранение и укрепление остальной части тюркского мира, однако на данное время мы, татары, башкорты, чуваши и другие тюркские народы, не видим реальной поддержки со стороны турецких властей. Вот, понимаете, не видим
поддержки со стороны турецких властей. Вот обращаясь к Кашапову, прям можете вырезать там, отправить ему, как говорится, заказным письмом. Кашапов, Рафис, мен вы когда-то говорил, но сейчас выкать даже не хочу. Почему? Потому что сен өзіңні татар халқы қырында соттың. Білесің, мына бұл сотқынлық дейді. Нәрсеге? Мына мен сколько мына мен топлю за все время, да, ведь мен hech qachon yugurganim yo'q turklarga, еще boshqa xalqqa yugurganim yo'q, ayda yordam ber deb. Men birinchi вопросni berdim, вот TikTok может подтвердить. Первый вопрос я дал вопрос казахам. Казахи поддержат меня или нет? Все, другое мне ничего не волновало. Казахи сказали, базар нет, мы поддержим dediler. А сен Кашапов 30 yıl Türklerin ortadan yugurib yurding, блядь. 30 yıl, блядь. 30 yıl, как можно уму непостижимо взрослому человеку бегать за турками, которые тебе даже салям да бермей. Сене бит олар бит салям да бермей. Если бы они были бы добросовестными правителями, то они бы курдам выделили бы свою землю. Потому что отжатые земли курдов, Азербайджан, Иран, еще там Сирия, вот эти 4 страны, это уничтожили Курдистан. Курдистан, почему-то слышно даже, да? Башкурдистан, а тут Курдистан. Очень как так звучно, да, вам не кажется? И вот эти вот 4 государства захапали, как они меня достали реально, захапали, получается, как эти, знаете, звук такой собак, да, ведь, блин, как будто собаки гавкают. Короче говоря, 4 вот эти государства захапали Курдистан. Ну, если сказать историю. После этого, как ты, Кашапов, можешь просить 3-9 земель у турков помощи против Москвы? Вот как это можно? Вот я не могу понять, блядь. Рядом сені қырыңда басып тұралар қазақтар, узбек, таджик, кыргыз. Шулар, блин, давай сөйлесеміз. Я же почему пытаюсь мост, блядь, создать? Этот мост, почему я это делаю? Почему я постоянно подзываю мына узбеклер, потом не то, что именно у меня үш қан менде бар. Үш қаным бар екен менің, өзбек, башқұрт, татар, қазақ қаны жоқ бит менде. А в том, что менің жақын, менің көршілерім бұл. Мои соседи это. А турки не соседи мои. И таким образом, как ты, сидя в набережных Челнах, представлял 3-9 земель, что тебе сейчас припрется Трамп и поможет. Подобие, да ведь? Эрдоган из пизды Кукуева придет и тебе будет помогать. Вот это я не могу понять. Как ты вот это, говорит, не видим реальной поддержки со стороны турецких властей. Да ты не увидишь. Sen o'lib ketasan, biz qolamiz. A seni yolg'on so'zlaring bizni унижать itib qoldiradi. Tatarni особенно. Allohga shukr, boshqurtlar so'ramay. Allohga shukr, Gabbasov so'ramay, блядь, нахуй. Boshqirdistonga turklar yordam bersin deb. Men hali bir eshitganim yo'q. Boshqirdni baribir ozgina гордоsi bor. Крути, не крути. Но Кашапов, seni гордосing yo'q. Sen меня можешь гордость ясарга, меня можешь наезжать, блядь, как молодому, да, Саиды Габдрахмановой. Ну, блядь, и все. Дальше ты не можешь быковать. Вот это твой минус. Шунарга мен seni qirg'inga kelganimda, bizda haligi o'zbekchilikda nima bor? Hali kattalarning yoniga borganda, shu manaqa deb boramiz biz. Там ради Аллаха идем, да, так сказать, опущенной головой. И когда я тебе подошел, ты что сделал? Какое-то время ты меня проверял, что-то делал со мной, что-то пытался со мной творить там, а потом хуякс, я против азеров и турков вышел, все, меня уничтожили там же. Понимаете? И теперь, пройдя 24-й год, это лето было 24-го года, приходим сейчас этому году, я осознаю, что вы, ну вот эти Кашаповые, Давид, поняли, что вот эта херня на самом деле что-то не то. А? Значит, получается, мен молодой болып тұрып сізге ақыл бергенмін. Сіз оңғыралар, блядь, баранлар, блядь. Қазіргіні оңнап жеттіңіз шуны. Понимаете смысл? Даже много ума не надо было, чтобы это понять. Понять это, знаете, как можно было? Просто даже.
Когда ты общаешься с людьми этой национальности, не то что правителями, ты общаешься с этой национальности, ты понимаешь уже, какая у тебя идет дистанция общения. Так сказать, вытянутой руки или вот такой согнутой руки. Как ты общаешься. От этого ты уже можешь понимать, как у тебя конструктивный диалог будет с ними или не конструктивный. И после этого мы прекрасно могли бы понять, что кашаповская дичь, вот эта линия Кашапова, это неправильная тактика по уничтожению Москвы там, или там, помощи Татарстану, или там, Башкортостану, или другим каким-то странам. Вот в чем прикол. Поэтому эти все вот эти движения кашаповские были, оказывается, против, ну, за бегание за турками, блин, вот напрасны. 30 лет, блядь, ожиданий не дали свои плоды. Одни унижения, блядь, нахуй. Унижения, которые, блядь, пиздец, нахуй. Ну, альхамдулилля, я этого не признаю. Я под них, нахуй, не подписываюсь. Я поэтому сам с собой вот веду свое, как говорится, действие по уничтожению Москвы. И поэтому башкирт белән татар буйсынмаска тиеш. Менің тактикам шундай. Буйсынырга түгел, нахуй. Біз уже буйсынган урысларга. Сіз еще урыстан алып тұрып, сізні Кашапов түрклерні түбіне тығырға улей, блядь, нахуй. Күтіне тығырға улей, блядь, bizні. Понимаете смысл какой получается здесь? Поэтому вы должны понимать, блядь, когда вы воротите нос, блядь, нахуй, в каких-то своих делах, вы научитесь воротить нос, нахуй, против Москвы и против турков, нахуй, блядь. Вот шунда гана син осознаешь, син башкиртлыгыңны, татарлыгыңны и так далее, там другим нациям тоже это касается. Вот шунда гана вы поймете это. А если вы вот этот свой высокомерный гордыню используете против нас, ты будешь в проигрыше всю жизнь. Всю жизнь. Поэтому вот этот, так сказать, пример кашаповский, вот вам в лицо. В лицо вам это. Теперь, если мы сравним теперь, как на днях Габбасов говорит, помощь Голодоморе американцев, почему-то какой-то там полковник или генерал помог от Голодомора башкиртам, это как было? Почему у него это произошло, а у того же Ататюрка в то время нихуя рука не поднялась помочь башкиртам? Вам до хрена я вам примеры привожу постоянно. После этого как вы можете мне еще что-то предъявить или сказать, что кто-то вам, кроме них, помогал? Какой-то крестоносец, американец помог башкиртам. Может, еще другим помог там от Голодомора. Зная эту историю, Кашапов опять наступает на ебучие грабли, нахуй, идет к этим туркам. Ну как это можно понимать? Объясните мне. Как это вообще можно понимать? Понимаете? Сори. Тут насморк постоянный. Дочитаю сейчас. Уже более 10 лет ФСБ РПЦ проводит православные религиозные процессии у стен Казанского Кремля, где торжественно отмечается государственный памятный праздник. Между тем, татарам в Поволжье запрещено отмечать День памяти татар. Ну да, Хатыр күні постоянно мне Иршад Хаби, который в Нью-Йорке тоже он пиздел про это. Но я вам скажу одно, что мындай айберларны в данный момент сіз даже не мечтайте. Это проводить буду, этого буду проводить, того буду проводить. Хазар сізда проводы только на войну. Вы сейчас своих, сыновей проводите на войну. Ниндинда Хатыр күні бұларға может. О чем вы думаете вообще? Я не могу понять, это нам не разрешает, это нам не разрешает. Вот эти взрослые мужики ходят, жалуются кому-то. Это нам нельзя, это нам нельзя. Будет так всегда. Нельзя будет, пока вы сами не возьмете в руки оружие. Вот когда вы возьмете кулыгызга құрал, тогда у нас может что-то появиться. Вот как в Сирии. Порядок будет. А до этого у вас ни хера ничего не будет, понимаете? Вы будете так же, как попрошайки, ходить, ой, Эрдоган помоги, ой, еще кто-то, там, блядь, у всех будете просить, блядь. Имея огромное, так, богатое государство в виде Татарстана и Башкортостана.
Поэтому, ну, так сказать, я не ожидал такого, блин, так сказать, конфуза, так сказать, от Кашапова, который ляпнул такое, блядь, поехав, так сказать, находясь в Варшаве. Бошына той тепкен, что ли, блядь, Варшаваға барып, есена шуны түшкен. А раньше об этом нельзя было сказать? Раньше, когда, блядь, нахуй, люди подтягивались к нему, блядь, об этом признать раньше нельзя было? У Кашапова, у всех, везде гонцы, там гонцы, у него там люди, как будто бы сидят у него люди, решалы такие, блядь. А он такой главнокомандующий, сидит в Англии и командует хуй знает чем, блядь. Чем ты командуешь, блядь? Чем ты гордишься? Чем ты командуешь, блядь? С этими ебучими плакатами, которые вы видели, наверное, тоже, я не знаю, я не могу найти сейчас сюда, не закидывал, наверное, или закидывал, как он вышел с плакатами по всей Варшаве, там везде они ходят с плакатами, там Татарстан флага, Лекина флага, то все, короче, вдобавок еще там почему-то Иран еще добавили, они нахуй, кому оно вообще нужно, блядь, нахуй, вот так, блядь. Как говорится, я за любой кипиш, нахуй. Вот такое выражение есть же, блядь. У Кашапов такой, наверное, блядь. Я за любой кипиш, давай, я иду, блядь. За любой кипиш подписываюсь, блядь. Вот с такой херней, ну, с такой повесткой, так хрен, блядь, ты далеко не пойдешь, блядь. Почему? Потому что я считаю, что без үзебезны халыкны жерге тиешбез. Мы не должны гоняться за какими-то национальностями, в которых нам как будто что-то нужно. Им мы не нужны. Поэтому мы должны искать в себе все минусы, плюсы. Үзебезден изләргә тиешбез, блядь. Без үзебезне халыкны бастырырга тиешбез. А не чьи-то там, блядь, нахуй, эти движухи, которые нам нахрен вообще не касается, блядь. Поэтому, когда идет распределение каких-то сил, так сказать, которые хотят диктовать какую-то свои движухи в виде Кашапова, блядь, нахуй, оно, до этого еще постоянно говорил, блядь, это так не делается. Нужно собираться вместе. Это значит кто? Это те, которые, блядь, относятся к этой республике. Этой республике, это значит башкортлар, хам татарлар. Вы где-нибудь видели, что Кашаповы собрались с Габбасовым? Нихуя я не видел. Я не видел, блядь. Кашапов когда-нибудь собирал башкиртов? Я не видел. А башкирты собирали когда-нибудь татар? Я тоже не видел, блядь. Что за нахуй, блядь? Мен сізні, блядь, 3 жылдан бері пытаюсь собрать, а вы ни хрена не собираетесь, блядь. Әттәк-сәттәк әллә кемнәр белән йөриләр, нахуй. А үзебезгә якын халыкны беркем йөргән юк. Беркем юк, блядь. Ну соберитесь, в конце концов. Казаклар белән. Казаклар кырда гына. Соберитесь чувашлар белән, марилар белән. Удмурт, вот рядом. Почему нам нужно, блядь, собирать именно какие-то другие движения в виде там, искать какие-то, блядь, нахуй, поддержки в Турции, блядь, еще у Айсена, блядь, нахуй. У Айсена, вот посмотрите, скоро у Айсена тоже так же будет, нахуй. Разочаруется от Айзеров, блядь. У Айсена такая же хуйня вылезет, вот скоро увидите, блядь, такая дичь будет. Он же до сих пор не ответил, как говорится, за мой, так сказать, наезд на него, когда этот Алиев сказал, что, блядь, Палестине не будем помогать. Он же до сих пор не ответил, блядь. Ни один эфир я еще не увидел, чтобы Руслан Айсен критиканул, блядь, Алиева. Нигде не видел, блядь. Если вы видели, закиньте мне куда-нибудь в Телеграм, мы посмотрим, поразмышляем. Шунды, килип шықса. Я еще не видел нигде. Никакого наезда, никакого ничего, ни хера, блядь. И, ну, мы к этому, может, еще раз вернемся, если я где-нибудь увижу. И вот, как этот Муса Джалиль. Это тоже мы, как сказать, давайте скажем, 15-го было вчера, да, ведь уж не будем это пропускать, более такие нас как бы касаемые темы, да, Муса Джалиль, очень много комментариев прочитал и в ТикТоке, и в Ютубе, еще где-то там, кто-то плохо пишет, кто-то хорошо пишет, и им тоже хотел ответить. Ему 120 лет было бы. Да, примерно, да, как так понимаем, 120 лет ему было бы, если человек был бы живой. Ну, живой, не живой, но 120 лет как с рождения. И вот получается,
Он прошел, там в комментариях очень много таких интересных, задевающих даже есть, но я пока не трогал, не удалял, не трогал, моментов, что, ну, типа, он же, типа, был не наш, такой момент, блядь, типа, он же был, типа, коммунист и так далее. Да, базара нет. Наши деды, бабушки тоже были коммунистами, базара нет. Но когда мы говорим именно о том, что 41-45, война 41-45, давайте мы его научимся как-то отделять, так сказать, момент этот отделять, знаете как, не вмешивать это ни с Украиной, там, я не знаю, блядь, еще с какой-то другой войной, блядь, не вмешивать эти. Почему? Потому что там война была конкретная, хоть она была лживая, блядь, не лживая, был, короче, нацистское, блядь, движение, Гитлер был, он же был, блядь. Движение внутри Сталина было нахрен, и это все как-то мы прошли, все. Если бы вот этой хуйни всей не было бы, нас, может, и не было бы. И я бы не сидел бы с вами, разговаривал бы. Поэтому вот этот момент мы как-то должны глотнуть. Тяжело, но сглотнуть и нахуй забыть, так сказать. Само собой это не забудется. Имеется в виду забыть какие-то терки над этим. Но, когда говорят, что он же был не наш и так далее. Базара нет. Базара нет. Он был коммунистом. Точнее, блядь, не коммунистом, а в коммунистической хуйне жили, как и наши все предки. Мы тоже, если что, дети коммунистов, блядь, если уж на то пошло. Вот нас так сделали, блядь. Поэтому акыл хазар бізге келгеннен кейін біз хазар шуны сөйлей башладық сізге. Мы прозрели, блядь. Альхамдулилля, мы прозрели. Мы пришли к какому-то, блядь, мыслью, что, блядь, мы неправильно жили, наши предки неправильно жили, это мы признали, везде мы признаем. И в этот момент именно в заточении человек, блядь, так сказать, грубо скажем, в рабстве, можно сказать, да, ведь он пишет свои на татарском языке, там, на русском, наверное, тоже писал, как бы я больно сильно много не читал, во время школы что-то мы проходили. И имеется в виду, что хотел сказать, таких же ценят же, допустим, до сих пор же узкожопые, допустим, своего Пушкина Кудрявого, нахуй, помнят, блядь, Крылова, блядь, нахуй, басни, блядь, постоянно мы вспоминаем. Ну, это вся хуйня, Достоевские читают люди, до сих пор. Поэтому я считаю, блядь, нахуй, такие люди бывают одного штука, блядь. Вот один штук такие люди бывают нахрен. Не бывает их 2-3, блядь. Поэтому, исходя от этого, мы как-то должны это принять. Да был такой человек. Оставил нам стихи того времени. Оставил нам какие-то, может, повести, я не знаю, что-то, историю. Оставил. Мы должны это признать. Признать то, что он был татар. Татар болган, он шипшин татар болган. И это мы должны признать. И тем самым, я считаю, что мынандай шундай кишилерге, допустим, даже вот мы всего сейчас давайте сравним, допустим, президентом Каримовым. Вот Каримов, нахуй, был дерьмом, блядь. Вот дерьмо это было. Это, понимаете, вот узбекское дерьмо это было. Неизвестно, он, блядь, еще подкидыш же, он же, блядь, с детдома уебок был. Вот он был чмо, блядь. И сравнивая Муса Джалиля с ним, блядь, ну вообще не в попад, блядь. Но сравнить можно. Получается, Муса Джалиль, хоть был коммуняга и так далее, был человеком, так сказать. Какое-то, блядь, так сказать, убийство для своего народа он не притащил. А Каримов мочил вовсю, блядь. Напомню, как всегда, я же с Андижана он замочил в крови, блядь. Утопил в крови, блядь, а рыки были полные. Вот это сравнение можно. Сравнение такое правильное, я думаю. А когда мы начинаем его говорить, блядь, он же, блядь, был каким-то манкуртом и так далее, базара нет. Манкурт там вообще не играет роль. Манкурт там не рулит. Коммуняга рулит. Коммуняга, потому что манкурт, так сказать, в того времени, ну, я считаю, что во время войны человек, который пошел тебя, так сказать, нас защищать, его говорить манкуртом как-то неправильно. А вот сейчас, которые идут на Украину убивать украинцев, вот эти вот манкурты. Вот их можно теперь назвать манкуртом. Почему? Потому что не мы, вот эти, так сказать, вот эти, они, наши деды, все они пошли защищаться. А эти ублюдки с Башкортостана, с Татарстана, наши манкурты пошли убиваться. Убиваться и убивать.
в одном флаконе оба, блин. Два в одном. Поэтому сравнение того, что Муса Джалиль был, ну, так сказать, идеальным или не идеальным, но сказать, ну, как-то свое, так сказать, он даже свои косяки, если даже он был бы, допустим, какой-то косячник, он, я думаю, блин, на этой войне, испытав вот эти все страдания, он свое откупил, я думаю. Вот как-то так. Но не скажу, что все такие. Не все такие, я думаю. Это вот, если мы будем про него говорить. И также, вспоминая Салават Юлаева, Салават Юлаев тоже также отсидел как сказать, до смерти, так сказать, в этом, ГУЛАГу нет, так сказать, когда его закрыли, как говорится, и закинули в тюрьму. Он тоже как бы умер, так сказать, в страданиях. Поэтому я считаю, что безнен тарихта bu мындай кишилер бир гана болгон, экинчи мартаба укшош гана болорго может кимдир, но и то вряд ли. Поэтому мы должны как-то, я думаю, помнить о таком, что такое было, вот, и как-то мы должны помнить об этом. Как-то так вот. Шундыхаль дуслар. Поэтому самые такие темы, которые последние, вот, так сказать, накипевшие, вот эти две темы конкретные, про, так сказать, Кашапова и про это, да, эти, как бы я вам, как говорится, дал разъяснение полное, надеюсь. И потом еще пройдемся мы по всяким этим, само собой, по группам. Ну и теперь давайте пройдем по Куштау-Байраму, там накипело, наверное, тоже 218 уже сообщений, которых я не заходил, получается, значит. Давайте посмотрим, что происходит вообще в мире. Перейдем, как бы, поговорим вообще о мире, что происходит. Само собой, там чуть-чуть я смотрел новости, Зеленский там что-то там, хотят, пытаются что-то, но что-то пока тишина. Так, ну вот последнее то, что закинуто Куштау-Байрам, башкирский экстремум. На объекте, расположенном примерно в комментарии, я вам потом про это прочитаю. Хайрлы Киш, откуда вещаете? С Европы. Хайрлы Киш. Комментарии давайте прочитаем, потом перейдем туда. Давайте, да. Вот эти две темы как бы обсудили. Давайте по чесноку посмотрим комментарии, потому что я не успею потом все прочитать их. Ну-ка, перемотаем вперед. Так, кто есть кто. Так, Латиф, салям. Нихуя непонятно, но очень интересно. Ну, залету непонятно, это понятно. Говори по-русски. Ты ваххабит? Причем тут ваххабит? Так, который из... Там драка? Да не драка здесь, тут вон сидят, так сказать, черные люди, орут. Там ребята что, это празднуют? Да нет, они играют этот футбол. Так, понятно. Часть Курдистана находится в Ираке. Ну, если в Ираке, то тоже надо, как говорится. Ирак, значит, я не посчитал, так сказать. Там ребята празднуют. Очень интересно, но ничего не понятно. Ну, понятно уж. Так. Ты чё супа против турков имеешь, Исмаил? Против турков? Ебал я вас всех, блядь, нахуй. Турков, пидорасов. Турки пидорасы, нахуй. Вся Турция, я блядь, за базар отвечу. Пидрилы те еще. Так, где? Так, займись другим, это не твое. Ну, нет, тоже не твое собачье дело, съебись отсюда. Так, тебя самого скоро уберут. Блять, нахуй, заебешься, нахуй, убирать, нахуй. Исмаил, кутағымны, нахуй, суырсың, ярмы, блять, таршағасты. Ты объясни, что и почему против турков. Ты хочешь сказать, почему, что сделали турки? Да потому... что сделали турки? Турки вот именно нихуя ничего не сделали, блядь, нахуй. Что они могут сделать, нахуй? Что они сделали, блядь? Вот что мне вот... Давайте перечисляем, блядь, что они сделали, нахуй. За все существование, нахуй. Вот за все существование турки что сделали, блядь?
Лицемерная помощь, блядь. Это раз. Лицемерная помощь, нахуй. Эрдоган сидит, как престол, блядь, отнял, так и сидит. Убил своего оппонента, так сказать. Потом, блядь, курдам дышать не дает, блядь. Помог в Сирии всех разъебать. Аль-Шара. Зачем, блядь? Зачем, блядь, нахуй? Из земель курдов выгонять курдов. Это то же самое, что, блядь, нахрен. Нас, получается, из Башкортостана, с Татарстана узкожопы выгнали бы куда-нибудь в Ебенянь, на Аляску. Это то же самое. Понимаете? Поэтому я же вам в тех эфирах всегда говорил, блядь, почему, пример привожу, почему в Узбекистане до сих пор нету свободного вот этого общения насчет каракалпаков. Почему Каракалпакстан внутри Узбекистана? Почему другая нация внутри Узбекистана? Я не могу понять вот этого. Я мелкий был, не понимал этого. Акл кельда? Теперь я понимаю. Это то же самое. Почему, блядь, турки, Ирак, еще вся вот эта дребедень ебучая тамошняя, блядь, забрала, блядь, Курдистан. И тут не надо там потом мне говорить, что там с курдами, там, вась-вась, туда-сюда, нахуй. Нет. У всех есть твари, блядь. У всех есть твари. Но когда твоя суть, что ты вот мы под Россией, как бы, да, они же к нам пришли, отняли наши земли. Они к нам пришли, блядь. Так сказать, блядь, заняли наши земли, так сказать, своим присутствием. А тут, получается, даже хуже. Отняли земли. Получается, отняли, увеличили Турцию. Отняли, увеличили Азербайджан. Увеличили Иран. Ирак, блядь, Сирию. Все это увеличилось, блядь. Нихуя себе. И хуя с курдов нахуй сказали. У вас нет государства. А было ведь? Как нет, блядь? Недавно, вот на днях я загружал, блядь, один видос. Там был спор какой-то. Он такой, он такой, он такой. Какой-то вот, я забыл его имя. Бейрут, что ли, или как-то Бейбани, что ли, Бейбарс вроде бы. Какой-то был полководец, Бейбарс, или я вот не путаю, ну, если кто помнит, это Бейбарс, кто-то загружал, короче, забыл это. Короче, вот он, кто-то написал, что он был, оказывается, курдом. Кто-то, а кто-то, говорит, кем-то был, там. Короче, спор. В итоге, исходя от этого, даже в те времена, в прошлом, курды имели какую-то власть. Они же, блядь, вот, понимаешь ли, Турция есть, Иран есть, это есть, Азера есть, все есть. Они же откуда-то не приперлись туда. Вот как они туда приперлись? Что, цыгане, что ли? Получается, значит, они где-то были там. И когда у тебя отбирают эту землю, как получается, блядь? Ты становишься, как мне в тот день на том эфире, я вам делал эфир, блядь, бомжом меня, блядь, нахуй, говорили мне, бомж, блядь. Вот, становишься бомжом, блядь. Понимаете, вот то же самое, что вышвырнуть любую нацию с его земли, он кем будет, блядь? Он будет вот, далеко идти не будем, блядь, Израиль. Евреи, кто они? Бомжарики, блядь. Бомжарики, которые там ищут землю, там, урвать, а там. Вот, евреи, бомжи, блядь. Вот как-то так, блядь. Поэтому, когда Турция что тебе сделала или что не сделала, вот именно нихуя не сделала она, блядь. Нихуя не сделала. Поэтому, когда вы полагаетесь, блядь, какому-то правителю, вы обосновываете, зачем вы полагаетесь, блядь. Вот же Кашапов даже осознал это. Кашапов, блядь, через 30 лет осознал, что он не там, блядь, ходит, блядь. А мне 40 лет, я это понял уже давно, блядь. Что там не там надо искать, блядь, нахуй помощь, блядь. Помощь надо искать, блядь, кушиларингнан, блядь. Кушниларингнан. Соседларингнан. Онайникилар. Понимаете? Надеюсь, ответил. Идем дальше. Революционно. В Сирии порядок, болезненный. Татары сами всем сила и хитрость алга. Само собой, блядь. Ты сам-то кто по жизни обозначься? Я что ли? Я уничтожитель Москвы. Нормально так? Пойдет? По жизни. Не задумывался о том, что тебя найти спецслужбы могут. Не задумывался о том, что тебя найти спецслужбы могут.
Да похуй мне. Походу, в парикмахерской работаешь. Не говори, блядь. Вот только, блядь, со сменой. Ты думаешь, если ты на татарском говоришь, тебя никто не понимает? Вот вопрос, да, слышали, да? Если я на татарском говорю, и меня никто не понимает, блядь, наоборот, чтобы понимали, я говорю, блядь. Не то, что чтобы не понимали. Мне предъява не... Вот первый раз такой предъява. Предъява мне бывает такое, что почему я не говорю на татарском или на узбекском, а говорю на вашем узкожопом ебучем языке, блядь. У тебя такая странная предъява была, конечно, блядь. Ебануться, блядь. Выключай давай, хватит нести чушь. Сыгалеп кот нахуй, выключай, блядь. И выключайся и уебывай нам, блядь, ташак. Дружище, давно тебя смотрю, слушаю. Ну, Рахмат. О, Башкирия, моя родина. Привет, брат. Я из Сартамака, нахожусь в больнице после того, как моя мать получила травму. Аллах ярдам берсин. Что не так с вашими республиками? Ну что ж не так с нашими республиками? Мы не хотим с вашими республиками жить. Можно так ответить? Красиво. Не хотим с вами жить, блин. Можно так, а? Вот не хотим. Ни Чечня, ни Дагестан, Башкортостан, Бурят. Мы не хотим с Москвой жить. Укатывайте нахрен к себе домой, блядь. Достали уже, блядь. Достали уже со своим, блядь, нахрен. Так, Башкорт это Баштарда, Куртулган, первые ряды войск Чингисхана. Угу. Привет из Булгакова. Салям. Я тебе скажу одно. С тобой скоро беседа будет. Давай, давай. Андрей Каш, приходи, побеседуем. Проведем эфир вместе. Ты в порядке, как дела? Аллаха шикр. Интересно, конечно, у тебя прическа. Да не говори, блядь. Не говори. Матов на татарском не существует? Нәрсе сүгіп ташлаймын сені. Татар тілінде де сүгіп ташларға могу. Проблема yok. Мен ведь сенге yüz айттым беден. Сігіліп қатығыз, нахуй. Татарша. Существует, конечно, блядь. Аха, прозревший аллахнутый. Всякое было, а уже вместе и никуда друг от друга не денемся. Единый как бы то ни было. С кем единый? Вот порой пишите какие-то комментарии интересные. С кем единый? Я не могу понять. Всегда это в комментариях бывает. Вы пишете комментарии, хотя бы кому, обозначайте, кому вы пишете. Такие интересные слова иногда читают. Целое предложение. Кому оно обозначено? Мы тут угадывать должны, что ли? Я под себя должен это взять? Или кто сидит, под что это комментарии? Вот не могу, блядь, я не могу. Хует такие комментарии. А сейчас правильно все живут? Конечно, неправильно живут. Так, мне кажется, вы вообще ничего в этой жизни не читали. Да. Случайно на вас наткнулся. Рахмат, где ты постоянно стримишь? Здесь я стримлю, здесь. Прям застремали меня аж. Интересная лекция. Чуть речь бы фильтровать. Сулема, блядь. Фильтровать. Меня компьютер yok, блядь. Я сколько говорил, я же об этом говорил, блядь. Компьютер был бы, хоть фильтры, блядь, там есть, говорят, блядь, чтобы мой мат пи-пи. Вот это, блядь. Наверное, каждую секунду пикало бы оно. Так, как сапожник, честно говоря, еще с татарским и со словами «Альхамдулилля» смешиваешь. Сулема, шулай да была, блядь. Муса Джалиль это величина. Так сказать, как говорит. Он не был в тюрьме, а был на каторге в Эстонии, учи историю. Неясно, о чем ты говоришь, но интересно. Что у вас там митинг? Что конкретно ты хотел бы изменить? Что там менять? Уничтожить Москву надо, менять мы ничего не будем, только уничтожать. Хайли Кеш, откуда вещаешь? Так, читал я это, доброе утро, дорогой. Так, какой доброе утро, блядь, какой доброе утро, я только присел, какой доброе утро, что у вас уже утро? О, Мухаммад, салам алейкум, что давно тебя нету, брат, салам алейкум, да. Башкортостан, Дагестан, алга.
турки умные люди. Да ну нахрен, блядь. Да, может, турки умные люди, но не Эрдоган, блядь. Турки, может, умные люди, базара нет, блядь. Мы не можем всех, блядь, под гребенку тупых, блядь, подводить. И озера умные есть, блядь, но правительство говно, понимаете? Вот всегда, когда я же вам еще раз говорю, блядь, я же вам, когда говорю какое-то движение, что вы должны понимать, что это правительство такое. А правительство воспитано вами. Получается, правительство нужно перевоспитать также вами перевоспитать надо это правительство. Понимаете? Поэтому это правительство на вас положило. Подавно оно на других тоже ложит. Понимаете? Чтобы не ложило правительство, надо их воспитывать. Поэтому менять надо, менять. Почему у нас правительство бардак Башкортостанда, Татарстанда? Потому что оно на нас положило уже давно. Моржовый хир положила она на нас, блядь. Мы вот тащим этот хир, не можем выкинуть от себя его. У вас то же самое. У вас то же самое. Поэтому, исходя от этого, у нас еще... У вас одно правительство, вы не можете избавиться. А у нас еще двойное. Это значит внутреннее правительство и еще путинососы. Еще путинососы целые куча есть, понимаете? Так сказать, блядь, узкожопых. Вот как-то так. Поэтому нам очень тяжело избавиться от всего этого. Так, привет из Татарстана, салям. Их предали, подставили и в Первую мировую, и они на коленях стояли до сих пор по шведскими столами, что не до помощи братьям, однако помогали ранее, обсуждая о той же Византии. Вы откуда? Отсюда, с Европы. Нормально чел не будет разговаривать, как ты. Ну, ничего страшного, как говорится, пройдет все. О чем разговариваете? Обо всем. Но это же все последствия Советского Союза, разве нет? Внушает людям манию величия. Вот последствия Советского Союза. Вот да, кстати, хорошо подметили. Последствия Советского Союза когда уже прошло? Когда оно уже прошло? Особенно в тех странах, которые мы говорим, 15 освобожденных стран. Ну, уже из 15 освобожденных стран, как бы, многие тут сидят. Узбекистан, так сказать, Казахстан, Азербайджан. Вы как бы освобожденные. И как вот, почему у вас до сих пор оно сидит? Правители-то ваши до сих пор коммуняги. Понимаете, как бы они в глубине души коммунисты они. В глубине они пока не могут отойти от этого. Вот на днях пример приведем имама Али Рахмона. Не могут найти. Таджика этого имама Али Рахмона. Где он, блядь? Где этот дебилоид, блядь? 73 года, оказывается, ему. А он в Китае, оказывается, вроде бы ездил. У него, блядь, самолет туда-сюда был в каком-то на острове в Китае, блядь. Че, поехал отдыхать или все-таки поехал, блядь, поздравлять каким-то хировым праздником китайцев, блядь, этого хира, Цзиньпиня этого, блядь. Куда он ездил, блядь? Или все-таки уже кряхтеть начал, ремонтировать поехал себя китайским, так сказать, курортом. Непонятно, где он был, блядь. Поэтому, как бы, люди, которые дружат, так сказать, блядь, Китаем, коммунистическим Китаем, блядь, ну, уже не в порядке, блядь. Уже не в порядке, я считаю. Потому что, блядь, нахрен с ними, я считаю, вот с китайцами дружить, ну, знаете, как-то, ну, себя не уважать, что ли, блядь, нахрен. Вот как-то так, блядь. Вот даже, когда я говорю, Башкортостан или Татарстан, если мы возьмем независимость, нам Китай, по сути, не нужен будет. Почему я постоянно говорю про Узбекистан? Потому что все, что есть в Китае, одежда, то, все есть в Узбекистане. Вообще проблем нет. Вообще, блядь. Просто в данный момент Узбекистан тоже, блядь, вот этими чала правителями, блядь, хуйней страдает. Завезли китайцев, блядь. Скоро над вами тоже будут там рулить китайцы, блядь, нахрен. Там узбеки не будут рулить, блядь. Узбеки будут шароебиться по всему миру, блядь, где-то там, блядь. А у вас заполнят китайцы, блядь. Вот как-то к этому вы идете. А я-то думал, блядь, что мы будем с вами, вась-вась, будем что-то, блядь, шить, что-то покупать, продавать, хлопок туда-сюда, блин, движуху делать, блядь. А у вас, блядь, опять таламан, Китай с археологией, блядь, нахуй. Нахуй, блядь, они нам нужны, блядь. Понимаете? Поэтому идентичность, когда этот путиносос говорит, давайте будем вспоминать про свою идентичность. Почему у нас наша идентичность куда-то размывается? Почему она у нас уничтожается? Когда мы говорим, что мы вот башкиртар, татарлар,
Внутри России мы уже все, грубо говоря, блин, куда-то испаряемся. А почему в те страны, которые вроде бы независимые, отошли уже от СССР, ну, с коммунистическими правителями, у вас до сих пор, блядь, вась-вась с Китаем? Почему? Я не говорю даже с Россией, вась-вась, понятно, это в каждом эфире я вам об этом говорю. Почему у вас с Китаем дружба, блядь? Нахрен вам они нужны, блядь? Че, у себя, у вас что, нету ничего, что ли? Че, у Китая что-то есть? Не могу понять вот этого. Знаете, как сейчас мысль такая пришла? Китай, получается, берет все в России, перерабатывает, привозит и вам продает. А не лучше ли, блядь, прямой borib turib, Rossiya bilan gaplashib turib, Rossiyani olib turib, блядь, O'zbekiston, там, Qozog'iston bilan движение qilgani, блядь. Напрямую нельзя? У вас вот тогда круговорот, блядь, какой-то, сука, непонятная, блядь, зверь-машина какая-то, блядь, которая... Я не знаю даже, как это понимать нужно, блядь. Получается, как бы китайцы переработали, блядь, сделали что-то, создали, и вы купили. А вот до создавания нельзя в России это купить и у себя создавать, блядь. Чтобы узбеки не ездили по всему миру, хуйней не страдали, блядь. А у себя работали, блядь. Китайцы же, где вы видели? Я нигде не видел в мире китайцев. Чтобы они сюда приехали на работу, блядь. Они приезжают сюда. Я видел китайцев до хрена в Португалии. Они держат магазины. Магазиниga yaqin borib bo'lmaydi. Qimmat hamma narsa, блядь. Я охреневаю, в китайском магазине дороже, чем в Алди или там в Лиделе, в другом магазине, обычном немецком магазине. В немецком магазине бывает дешевле, а в китайском еще дороже. Пол Португалии они заняли, грубо говоря, там, блядь. Везде китайцы, блядь, в Португалии. Имеется в виду магазины вот эти. Если есть магазин китайский, это значит, что писец. Я не говорю про базары еще, блядь. В Испании оптовые базары китайские, блядь, я увидел еще, блядь. Охренел, блядь. А bizda Qorasuv bozorga har doim borardik. O'zbekistonda har doim Qorasuv bozor, Qirg'iziston едем, китайский базар. Китайский базар. Вначале вроде бы это было уйгурское, Урумчи говорили. А в итоге что? В итоге получили опять кирдык. Китайское барахло мы всю жизнь брали. А o'zimizda chiqmaydimi? Вот это и есть наш позор. Это наш позор. А башкир bilan татарда всегда кто были на рынке? Вьетнамцы. Вьетнамский рынок. Нахрена он нам нужен, вьетнамский рынок в России, блядь? Че, ивановские, блядь, пиздюшки, блядь, не могут, что ли, зашить нам, пришить нам, блядь, труселя или что-нибудь там красные, блядь, труселя, блядь, как у Ивана Дулина, блядь, из Челябинска. Вот как-то так, блядь, понимаете, блин? Я херею, блядь. Ладно, идемте посмотрим, что происходит в мире. Я не дочитал, потом дочитаю. Остановил пока. До хрена комментариев. На объекте, расположенном примерно 70 километров от северо-востока от Москвы, произошел мощный взрыв и последующая вторичная детонация. Этот арсенал, занимавший площадь около 3,5 квадратных километров, был признан одним из крупнейших российских хранилищ боеприпасов. Ну, классно. Я рад. Вот такие вот взрывы, это отличная новость, понимаете? Аж этот, как кто-то написал, бальзам на душу, блядь. Бальзам. Вот, бальзам. Бальзамируйтесь. Так, Бурятия. Наш язык уже иностранный. Что за иностранный? Я вас вижу абсолютно несколько. Это что? Ну, наш? Печать? Да, конечно. Я же там сам работал. Это можно показать? Да, конечно, можно показать. Так, это для меня дико. Китайский, наверное. В республике Бурятия абсолют печать живая, синяя стоит. 20-й пункт разговора на иностранном языке, на рабочем месте, в скобках узбекский, китайский, бурятский, киргизский и так далее. Бурятский язык стал иностранным. Абсолют, вы там не охренели совсем? Индира. Да, ее зовут Индира. Как ее фамилия? Шагдарова. Какого хрена бурятский язык стал иностранным? И вообще, почему вы... Ortda ko'rasizmi? Почему они вообще... Kalni Нет, вообще... haykali turibdi. Любой человек может, в принципе, на своем языке разговаривать, если ему удобнее, да, или как? Это вы изначально уже на работу, когда берут, наверное, мне как... Ну как вам, блядь? Я охреневаю над такими новостями. Откуда они откапывают это?
Ну вот видите, Бурятия получается, бурятский это уже как бы иностранный, даже в иностранном я Бурятия, бурятский иностранный. И перечислили там другие, да, и слышали, наверное. И в итоге что получается, блядь? Значит, получается, они могут разговаривать только на русском, но на бурятском нельзя, потому что это иностранный язык, блядь. Наверное, статья будет, блядь. Охуенно, блядь. Дожили, блядь. Башкортостан для Татарстанда дошло, битинда. Давайте не будем, как говорится, отнекиваться, признаем это. Bizde de şulay bit endi. Sen urush Tatar boshqursa shulay boshqasan, sen aytalar. Говорите на своем. Я это же, блядь, в нашем Москве даже слышал это. Говорите на своем. Не говорите на своем, говорите на нашем. Вот как-то так они говорили, блядь. Говорили, блядь, говорите на русском. Мы не понимаем вас, блядь. А может вы говорите о нас плохо, блядь. Только на моем канале мы можем о вас плохо говорить. Другие еще про вас плохо никто не говорит. Я могу, блядь, про узкожопы вас много плохого говорить, блядь. Мне потому что до пизды до вас, блядь. Понимаете? Вот я могу говорить, мне похуй. Имея в виду, на вашем языке, блядь. Если вы его русский язык считаете вашим, блядь. Вы же финно-угры, уёбки. Финно-угорский язык где ваш, блядь? Найдите этот финно-угорский язык, сука, и прочтите мне на нем, блядь, сука, текст и предъявляйте мне потом про русский язык, блядь. Русский язык, блядь, нахуй, это общий язык оказался, понимаете? Общий получился, блядь, уже. Мы пришли к этому. Так что это не ваш язык уже. Заебали. Мой язык, блядь. Мой язык это вот узбекский, башкирт ham татар tili. O'zbek, boshqirt, tatar tili meni tilim. Meni tilim bu. А урыс tili menga общий. Как это английский везде там используется. Это тоже. Так, грузин в Тбилиси с очень колоритным акцентом объяснил русским, которые, находясь в стране, которая подверглась оккупации со стороны России, радостно ходят с российским флагом. Скажем хотя бы что будете кушать, вспомните о женщинах, убитых в Украине. Не скажете хинкали и едой, помните о убитых украинских детях. Вы кровавой нации представители и носите символы кровавой нации. Вы позор этой земли. Всех осточертели вы. И поляков, и финнов, и нас, грузинов, всех. Вы только все, где русские, это всегда кровь. И вы носите символику России. Это кровавая символика. Вот это вот двуглавая курица. И вот это вот флаг. Не курица, а петухи. Символы оккупационных войск в нашей стране. Те, кто убивал нас, вот эти символы ты носишь. Ты женщина. Именно вот не носишь с собой. Поняли, да? Вот здесь кто-то говорил, что-то русский какой-то. Вот я тебе ответил. Вот этим видосом я тебе, надеюсь, ответил. Ты понял, надеюсь, блядь. О чем речь? Вот об этом речь. Чтоб, блядь, нахуй, вы не борзели узкожопые, не борзели нигде, блядь, нахуй. Я ненавижу высокомерных мразей. Понимаете? Вот что я, блядь, нахуй вам объясняю, блядь. Потише, нахуй, будьте, потише, блядь, присядьте, сука. И вытащите хуй у путинский, блядь, со рта, блядь. Чтоб, блядь, было легче с вами общаться. А то блядь. Так, идем дальше. Ну вот, что она? Валерия Новодворская. Вот Валерия Новодворская, вот не знаю, кто она по нации. Если в курсе кто, напишите. Мне кажется, по ее лицу она, вот не знаю, блядь, еврейка, мне кажется. Но она всегда чмырила, я не знаю, она сейчас жива или нет, путинососа. Да и всех подряд. Удивительно. Ленин позволил себе все, даже пытки в чрезвычайках, даже ад на Соловках. И все сошло с рук. И умер в своей постели. Он отбросил Россию в третье тысячелетие до Рождества Христова. С пирамидами, живым богом, фараоном, рабством и презрением к обычным людям. Ленин предусмотрел все. Он создал постмодерническую инквизицию, ВЧК. Психологию осажденной крепости, вечные поиски, а если не находишь, то и создание врагов, зомбирование, программирование на зло и абсурд. Новую арифметику. 2 умножить на 2 – 5. Пожалуй, никто не сказал о коммунизме лучше Новодворской. Надеюсь, вот про коммунизм тоже я ответил кому-то там. Так что вот реальный ответ конкретно коммунягам, которые в свое время, ну так сказать,
встряли в эту тему, встряли, и, ну, я считаю, блядь, в коммунизме все были, знаете, как притянуты за уши. Вот притянуты за уши, заставили, особенно наших мусульман заставили, всех, начиная с Чечни, заканчивая коммунизм, где был Туркменистан, до Туркменистана, вроде бы в Афганистане тоже вроде коммунизм чуть-чуть был, мне кажется, где-то там. И вот где-то я встречал вроде бы. В Иране коммунизм был. В Иране коммунизм был, блядь, даже, вроде бы, там даже был коммунизм. Так что, блядь, этот коммунизм везде, блядь. Поэтому, когда вы будете вспоминать про коммунизм, вспоминайте конкретно Лысого Ленина и что он, грубо говоря, блядь, всех нас сделал, так сказать, всех нас сделал. И теперь время пришло, как говорится, наоборот, нам, как говорится, показать, что мы были, как говорится, ослами, и теперь мы хотим как-то не быть ослами, блядь. Ну, так сказать, блядь, наши предки, вот это уже как бы, ну, как сказать, выдержали, да, можно сказать так, блядь, выдержали. И нам сейчас, когда нам будет говорить, что, блядь, путинасосовская система, еще какая-то система, туда-сюда, нам не должно это как бы вообще, ну, так сказать, прилипать. Мы должны отлипнуть от этого. Поэтому и мы вас и призываем, чтобы Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Ичкерия и так далее, Бурятия, Саха, все были независимые. Независимые, чтобы у нас не было вот этой дичи, прилипания какой-то, это, так сказать, влажным мечтам путинасоса или там после него еще каких-то чертей. Кстати, вспомнил, вроде в эти дни же вроде Навального чпокнули. Везде сейчас трезвонят, что Навального убили, отравили вначале новичком, как обычно, да, ведь у них же. И теперь какая-то лягушка, блядь. Ну, пиздец, блядь, нахуй. Ну, это как бы гипотезу вывели, блядь, доказать, да уж не докажут, блядь. Вывели, блин, европейцы, то, что они чпокнули Навального в обезьяннике какой-то ядом лягушки. Бока ошатканlar, наверное. Вот ты писец, блядь. Поэтому, значит, он потихоньку и крякнул, блядь, там получается, может, 1, 2, 3, там, дня, может, выдержал это, блядь, а потом чпок и все, блядь, нахуй. А может, вообще пару часов только и крякнул. Непонятно. Но суть не в этом. Суть то, что, блядь, так сказать, в России, да и везде, мне кажется, блядь, используются любые способы, блядь, нахрен, биологических атак, блядь, чтобы испытать это на людях, как оно работает. А потом уже, как говорится, после людей можно использовать на мышах, там, на кроликов и так далее, и так далее. Сперва людей надо попробовать, а потом уже дальше можно уже к мелким переходить. Так, русский священник про ислам, что он говорит? Загрузит или нет? Ну, как обычно, ничего не грузит у меня. Сейчас попробуем загрузиться. Так, давай. Послушайте этого уважаемого человека. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещенные водители, которые, может быть, даже когда в церковь приходят на Пасху, там еще что-то. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами, за ними будущее. Они будут населять эту землю, потому что современным крещенным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде. Не то, что православных, даже вы и католиков не увидите. Да все крестоносцы одно, как говорится, говно, блядь. Просто одни чуть-чуть человечнее, другие вообще твари, как Путин, блядь. Вот одно и то же. Поэтому очень правильную отметку он сделал. Кстати, скоро, иншаллах, 18 у нас Рамадан начинается, да, вроде как я понял. С 18 на 19, наверное, будет. Ну, уточним это, наверное, да, ведь? Поэтому уж в тему скажу, а то тут меня многие там критикуют.
Пусть Аллах Та'аля этот Рамадан нам даст, как говорится, легче, чтобы не было, как говорится, наши вот эти ожидания или вот эти там на ифтар, на что-то там, чтобы нам было легко, иншаллах, чтобы мы постились хорошо, иншаллах. Ну, здесь погода как бы прохладная, здесь, мне кажется, нетрудно будет, как бы. Я и не такой едок, чтобы мне прям бежать куда-то за едой или что-то в этом роде. Сабр, на все сабр. Главное, я считаю, что вот я что заметил, вот это как раз хотел тоже сказать на эфире, как Рамадан у меня начинается дерганье вот здесь. Вот несколько дней, почему я не выходил на эфир, потому что и суббота, воскресенье прошли, пятница я не выходил, потому что у меня была сегодня встреча с этими, так сказать, местными, так сказать, казначейством, ну и начальством, о том, что как будет дальше моя судьба здесь. И поэтому я уже не стал выходить, и, короче, они сказали, короче, сиди на жопе ровно, не дергайся, вот и все, жди. Жди, что ждать, неизвестно, короче. Ну, опять я встрял, опять буду сидеть, как это, блядь, ждать море погоды. Так что, надеюсь, никто меня не будет дергать. Обычно во время Рамадана всегда меня дергают. Туда везут, сюда везут, начинается вот это катание по Европе. Надеюсь, я, иншаллах, вот вместе с вами проведем эти 30 дней Рамадана на одном месте. Потому что вот эти покатушки, они как-то не так уж, я вам скажу. Потому что во время Рамадана куда-то, когда ты едешь, у тебя все, и пост как-то ни туда, ни сюда становится, это. Поэтому, надеюсь, иншаллах, мы встретим 18-е, каждый у себя дома, и каждый не в путешествии где-то там, а мы будем все 30 дней находиться в спокойном месте. Вот пусть так будет, иншаллах. Примерно так, потому что ездить, я поездил, честно я вам скажу, и посидел, и поездил, и побегал, так сказать. Это сложно, я вам скажу, потому что, ну, 1-2 дня ты потом в этой дороге теряешь, пост не пост, ифтар не ифтар, сухур не сухур. Короче, вот это происходит. Это очень тяжелая ситуация будет. Поэтому 30 дней, пусть, как говорится, у всех будет тишина, иншаллах. И самое главное, чтобы 30 дней наш нафс, как мы понимаем, что шайтаны будут привязаны, наш нафс не охеревал, так сказать, давайте. Так этот будем желать, чтобы он не лез куда не нужно. Вот как-то так. Ради Аллаха. Так. И идем дальше. Ну, вот эта дичь какая-то загружена. Так. Ну, тот самый из башкортов. Покажу фотку и прочитаем. Габбасов пишет: о, я не увидел, сори. Всем в ТикТоке салам еще раз. 13 человек в ТикТоке, 15 в Ютубе. Так, начальник управления Росгвардии по Республике Башкортостан Александр Бурдо оставил свой пост. Гауляйтер и назначенец Ради Хабиров не бросил своего подельника и назначил того своим советником. Александр Бурдо с 2019 года возглавлял Росгвардию по РБ, а значит, именно он отдавал приказы и направлял своих псов избивать защитников Уштау. Именно он отдавал приказы избивать, пытать и убивать башкир в баймакских событиях. Мы все помним и ничего не забыли. Однажды он предстанет перед башкирским судом и сполна ответит за свои преступления. Да, надеюсь, как говорится, мы доживем до этих дней, иншаллах. К этому еще кое-что вспомнил. Где-то, надо перейти к себе, может, я к себе закидывал. Где-то увидел одну новость, где... вот, да, вот здесь вот. Вроде говорилось вот здесь. Нет, до этого. В новостях вроде бы я увидел. Что я увидел? Короче говоря, сейчас я вам... Башкортостан, Татарстан,
что-то там и шло сравнение, если кто слышал, сравнение, вот это я где увидел, сейчас не могу найти, может я потом найду. А, вот, нашел же, ё-моё, вот. Некоренные в Дагестане и Ингушетии. Вот здесь вот говорится, вы можете сказать там, это какой-то странный канал, туда-сюда. Но я понимаю, этот Алиф ТВ, он, получается, на двух стульях сидит. Вот это Алиф ТВ. Но порой и иногда его тоже нужно, как говорится, прислушиваться. Вот этот Алиф ТВ о чем говорит? Вот как раз-таки про вот это поговорили уж, про хабировские темы. Вот здесь тоже посмотрите, что за прикол В они России будут говорить. продолжаются нападки на выходцев из центральноазиатских стран с российским гражданством. На сайте Федерального информационного агентства «Регнум», которое возглавляет Марина Магомеднебиевна Ахмедова, опубликован материал, который явно разжигает межнациональную и межконфессиональную рознь. Комментируя информацию о вручении жилищных сертификатов двум молодым семьям из города Сердобск Пензенской области, которых в заголовке в кавычках обозначали как «новые россияне», подчеркивается, что несмотря на то, что в населенном пункте проживает 97% русских, мэр Марина Ермакова приняла решение в пользу нерусских по национальности жителей. На официальном сайте Федерального информационного агентства, который возглавляет член Совета по правам человека при президенте России, пишут следующее. Комментарии к публикации оказались закрыты, на что жители города ответили смекалкой и выразили свое возмущение с помощью цифровых подарков в виде фекалий, отправленных Ермаковой. У себя на телеграм-канале Марина Магомеднебиевна более открыто отреагировала на это сообщение. И, наверное, сердобольные чиновники из Сердобска проявили большое усердие, отыскивая среди жителей те 3%, которые не являются коренными. У них даже не одна приезжая семья в хиджабах получает сертификат, а сразу две. Вопрос о коренных народах в России, в том числе в той же Пензенской области, достаточно спорный. Кстати, на родине Марины Магомеднебиевны Ахмедовой мы ни разу не слышали, чтобы жители позволяли себе такие оскорбления в отношении национальных меньшинств. Например, назначение на пост главы Дагестана Сергея Меликова, который открыто позиционирует себя как православный, было воспринято в республике почти со 100% мусульманским населением без каких-либо недовольств. А в Ингушетии, где самая большая доля безработных, назначение представителей русского народа на ключевые должности, включая пост премьер-министра, также воспринимается Это я первый раз достаточно слышу. сдержанно. Туда еще можно добавить членов семей этих чиновников, которых также обеспечили работой. И это регионы, где проживает более 90% нерусского населения. Они не жалуются в Следственный комитет России по таким и другого рода случаям. Относительно предоставления двум семьям документа на получение жилья в Сердобске сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата семьям с миграционной историей в Пензенской области. Во всех этих случаях нужно понимать, что пока власть не даст понять воинственно настроенным против нерусских по национальности жителей страны, что есть понятие государства, в котором все, в том числе и относительно недавно ставшие граждане, равны, представляется, что нас ожидает печальное будущее. Теперь тут мое видение. Мое видение было такое. Услышав это, я охренел. Получается, вот эта девушка Мария, почему-то имя Мария, а остальное все дагестанское, она как бы в Пензенскую область предъявила, почему типа таджики там, еще какие-то там, ну, в кавычках, наши чурки получают эти жилье. Если помните, в Москве давали, Подмосковье давали, одним таджикам тоже было, блядь, пипец. Еще где-то давали, в Татарстане тоже наезды были. Везде, блядь. Теперь самое интересное. Окей. Она может метиска какая-то, потому что в Дагестане имя Мария, это уму непостижимо. И у меня в голову не вписывается еще. Это то же самое, что узбек назовет свою дочь Марией. Идиотизм полный. Поэтому, исходя от этого, здесь получается именно вот этот Алиф ТВ, я понимаю так, что или его, этот Алиф ТВ, над ним рулят татары, или над ним рулят какие-то манкурты непонятные, чтобы и туда, и сюда балансировать вот эту тему. Потому что я уже не первый раз встречаю Алиф ТВ, постоянно том и там говорит, так говорит, так говорит. Не понимаю я вот это сути. Или они говорят со стороны ислама. Получается, не деля всех на нацию.
а предъявляя, как от их от этого слова мы можем интерпретировать, что манкуртство зашкаливает. Получается, я про Ингушетию первый раз слышу. Я же всегда говорил про Дагестан, что там почему какого хрена узкожопый сидит правителем, блин. Точнее, вот этим раисом, как в Татарстане. Там, ладно, в Чечне Кадыров, понятно, чеченец, манкурт. Но тут-то что? Ну, в Ингушетии сидит узкожопый, ну это уже пипсец, блядь, ни в какие рамки не влазит. Получается, уже две, республики захвачены узкожопами. Это уже непорядок. Понимаете? А то, что она говорит там, куда-то в Пензенскую область или что-то в этом роде, я считаю, это как? Получается, не в правителях тут дело, посмотреть на Дагестан ну, примерно мы понимаем, что она из Дагестана. Посмотреть на Дагестан, почему она в Дагестане не хочет навести порядок, а смотрит другие чужие регионы, вообще не касаемые вообще к ней. Пенза где? Дагестан где? Понимаете, вот этот, вы сами понимаете прекрасно, я всегда люблю озвучивать все, как должно быть. Все, если я это скрыл бы, сказали бы, блядь, Рустам лицемер, блядь. Поэтому я не хочу быть лицемером. Вот эту херню, я считаю, лечить надо каким образом? Это значит, в Дагестане нужно, вот я не знаю, или бунт поднимать, или я не знаю, что надо делать, блядь, менять, чтобы был там дагестанец. Хотя бы пока мы, как говорится, не возьмем эту как бы свою независимость, в Дагестане нужно менять на дагестанца. На любого из 36 наций. Выберите одного дагестанца, поставьте своим раисом. Ладно, Путин пока президент. Ингушетия то же самое. Найдите любого одного ингуша, посадите вместо этого узкожопого. Сделайте так, чтобы, я не знаю, уничтожьте этих узкожопых там. Просто закопайте их и все. Не надо их церемониться с ними даже. Просто нахрен взорвите или, я не знаю, что-то сделайте с ними. Уничтожьте, чтобы уже и такой записочкой, чтобы Дагестан, Путин, Дагестан, чтобы больше не присылал узкожопых. В Ингушетии то же самое. Поставьте манкурта, но своего. Своего манкурта поставьте. Хер с ним, потерпите. А потом уже, когда мы, иншаллах, созреем, пойдем уже полностью уничтожим Москву. Там уже точно уже только будут наши сидеть. В Дагестане свои, в Чечне свои, в Башкортостане, Татарстан мы. Мы будем там, как говорится, своими. И Пенза, и Пермь, это все будет под нами. Пенза, Пермь, это все, где есть, я еще раз повторяюсь, где есть чуть-чуть вот так татары, все это будет наше. Предъяв нихуя никто не может будет делать. Заебетесь делать предъявы, блядь. Поэтому я еще раз повторяюсь, все территории, которые мы будем забирать, обширно будем брать. Как я всегда повторюсь, вот речь зашла насчет Дагестана, до Воронежа минимум Дагестан. Минимум это, можно и выше подняться. Это должен быть Дагестан, Кавказ должен быть. Допустим, внизу Ичкерия, значит, вверх это Дагестан, вверх это получается, вверх Кавказа получается Дагестан, значит, до конца должно быть Дагестан это. Получается, там не должно быть узкожопых, ничего, Ростов, Пастов, так и слова больше не должно быть. Крым должен граничить с Дагестаном. Ни с кем, ни Керчь должен граничить, вот этот мост, чертовый мост, если он не разрушится до этого, должен граничить с Дагестаном и Чечней. Все, там других никто не должен быть. Никакой Волгоград, Ростов, Краснодар, вот этих слов не должно быть. Все назвать вы должны своим именем. Как и мы у себя на Урале. На Урале все будет у нас свое, иншаллах. Вот как-то вот так мы должны к этому прийти. А не так, что когда мы слышим вот такую дичь, люди, вот эти манкурты, чтобы усидеть на своих стульях, они такую дичь могут нести, даже не совпадая в своей республикой. Если ты, допустим, из Дагестана, ты болей за Дагестан. Не надо в чужой регион лезть, говорить об этом. Потому что там, как я понимаю, в пензенской стороне, если даже кто-то это сделал, может быть, давайте копнем глубже, это Эрзя Мокша. Это Сырос Балаян, который топит за Эрзя Мокша. А Пенза, Мордва и так далее, это земли татар, это земли Эрзя Мокши. Вот эти земли, вот этих 3-4 наций, там нет других наций.
по истории, по идее. Конечно, есть внутри разные нации, базара нет. Но имеется в виду, но не узкожопая земля это. Это не земля узкожопая, поэтому я считаю, что пока вот эта манкурская система есть, вот эта дичь междуусобица, вот это и есть междуусобица внутри разных регионов, она будет еще больше. Это только начало. И тут самое такое, да, херовое, то, что мы опять, так сказать, не мы опять уж, они с Таджикистана или откуда они были, с Узбекистана, разницы нету, опять сталкиваемся с травлей азиат. Понимаете, опять как бы нам на кон, так сказать, нам тет-а-тет ставят азиат против нас. Азиат ставят против нас, понимаете, блин? Причем тут, блин, ихняя национальность. Многодетный, дай жилье, дал, заткнись. Многодетный, ты же, вот, понимаете, вот почему я говорю, давайте за базар будем отвечать. Путинасосовская система никогда не отвечала за базар. Никогда и не будет отвечать за базар. Вот они делают какие-то движения, потом, блин, или Соловей, или Скобеева, или кто-то пукнет там, раздует все. И все, начинается, блин, гнобение, начинается, Бастрыкину звонить начинает. Вот почему дали, понимаете ли, чуркам, блядь, жилье, блядь. Почему русские там или Эльза Мокши не получили, они получили. Но вы определитесь, вы же даете многодетным, тогда значит рожай. Рожалка есть же у тебя такая же, как и у чурок, блядь, наших. Такая же, вот как и у меня, да, как у всех, блядь. Мы же чурки, у нас есть кутак-бар, пятак-бар, тугас, блядь, нахуй, делай, блядь. Чего твоя рожалка-то не работает у тебя, а? Узкожопый или кто там жалуетесь, блядь? Почему у вас не рожаете 5-10 детей? Рожай, и тебе тоже дадут квартиру. В чем проблема? Поэтому вот эти моменты меня аж реально, знаете, в зло берет, блядь. Почему вот это лицемерие, тупое лицемерие ваше выходит, так сказать, на обозрение на всего народа, блядь. Всему народу. Если ты узкожопый, вот, допустим, ты меня когда-нибудь увидишь, услышишь, блядь, иди ебись день и ночь с женой, чтобы она рожала, блядь. Подвойне рожайте, тройне рожайте. Делай что-то, блядь. Делай, а не, блядь, бухай, блядь, и хуйней страдай, блядь. Делай, умножайся. Кто тебе не разрешает, блядь? Идиоты, блядь. И поэтому не надо, блядь, наезжать на азиат, блядь. Вот я родом с Азии, блядь, вы заебали уже. Не надо наезжать на азиат, то, что у них много детей, и вам жалко жилье, блядь. Если они россияне, блядь, дали вы жилье, блядь, пошли, отслужил, может, их муж отслужил, блядь. Вот, убивал, может, украинцев, отслужил, все. Давай жилье, сука. За базар отвечай, блядь. Вот эти вы уже надоели, вы, ублюдки, блядь. С какого хуя они приехали, стали россиянами, и вы гнобите их, блядь, постоянно. Постоянно вот это я должен озвучивать, блядь. Надоело уже, блядь. Сука, никуда не наткнешься вот эти новости, блядь. Месяц не пройдет, опять новость будет такая же, блядь. Опять чурки, опять кто-то, опять это. Как так можно жить, блядь? Поэтому всем говорю, узбекам, еще раз повторяюсь, таджикам, кыргызам, не хрен брать российский паспорт. Не надо брать. Вот я не могу избавиться от него. Я, как сказать, не по ошибке, ну, я получил как гражданин его в детстве. И все, я тамга у меня, минда кызыл тамга. Мин кутулалным шул паспорттан. А сізде өзіңізде зеленый паспорт бар, синий паспорт бар, таджикский там еще какой-то цвет есть, кыргызский паспорт. Рахатланып яшагыз. Яшагыз өзіңіздің паспорт білән. Убып мына шулай. Альхамдулилля deyip. Yo'q, блядь, borib Rossiya pasportini olalar. Ну, narsaga kerak sizga u Rossiya pasporti, ha? Biz qutula olmaymiz. Men mana Boshqirdiston pasportini kutaman. Menga Boshqirdiston pasporti kerak, Tatariston pasporti kerak. Ну, ikkisini da olarim men. Если была возможность, я оба заберу, иншаллах. Чтобы у меня два паспорта было. Туда захожу, Татарстан, сюда захожу, Башкортостан. Классно же, блин, понимаете? Туда-сюда два паспорта у меня будет. Нормальная тема. Так что вот как-то так, понимаете? Вот стремитесь завоевать, так сказать,
ну, как сказать, любовь, что ли, к своему паспорту, а не чужому, блядь. Вот мы здесь живем, да, ведь нам они не хотят давать и свое, так сказать, их гражданство. Они нам вообще не хотят. Вот здесь вот куча вот черных орут, вот сидят там. Вот целый отряд тут, блядь, 600 человек здесь, блядь. Никто им не дает паспорт. Потому что ты через хрен знает инстанции должен пройти, блядь. Это вам не Рашка пошел за 150 тысяч рублей, купил, блядь, паспорт. Нет, нихуя тут, блядь. Хоть миллион дай, тебе никто не продаст здесь. Может, как говорится, очко вот так повернешься, дашь, блядь, в очко тебе продолбят, нахуй, может, тебе дадут на гей, нахуй, гею дадим, блядь. Вот так они могут дать. По-другому тут не дают, блядь. Так что, если вы пидорюги, нахуй, можете приезжать, вам дадут сразу, автоматом. Пидорюгам дают сразу, блядь. И пиздец дают им, блядь. Эй, блядь. Ой, вот как-то вот так, блин, Дуслар, блин. Тут тем разных до хрена, блин. Просто аж порой иногда слышишь, блин, дебильные моменты. Так, сейчас идемте дальше, продолжим. Где я там остановился? Ну вот, красножопым доехали, блин. Ну, я это чуть-чуть слышал в новостях, сейчас, наверное, про это будут говорить. Но Ким Чен Ын, наш, как говорится, ушлепок корейский, подарил квартиры всем своим ублюдкам, которые убивали украинцев или умирали на Украине. Явно, наверное, не успели убивать, жалко даже этих пацанов. Как говорится, смеяться тут уж даже не стоит. Они тоже рабы своего президента. Корейцы как бы мне плохого ничего не сделали по жизни. Я с детства с корейцами жил, как бы проблем нету. Президент хуевый. Вот в этой стране можно точно сказать, что президент хуевый. Вот в Корее можно сказать конкретно, блядь. Они под жестким конвоем они живут, вот эти люди. И вот им подарили сегодня квартиру. Наверное, про это. Сейчас давайте прочитаем. Ну, само собой, у них праздник, у них столько людей вышло. Ну, так сказать, массовка, так сказать, плачут люди, само собой, плачут. Президент, придурок, отправил на чужую войну, блядь, детей этих корейцев. А что не плакать-то, блядь? Вот я считаю, что вот этот момент, это истинный тот момент, когда человеки, вот эти, попали под раздачу своего президента, как использованная резинка. Родился в Ким Чен Ынской, так сказать, власти, все, ты использованный будешь через какое-то время. Отправит он тебя путинскую войну, чуть-чуть подумает, еще какую-нибудь войну отправит, еще куда-нибудь отправит, блядь, на Луну отправит, блядь. Вот как-то так, блядь. Вот и живите с такими президентами. Понимаете, смысл какой тут? Тут прям можно пример привести Алиева. Алиев что сказал? Говорит, мы же не будем отправлять азербайджанских солдат в Палестину, блядь. А Ким Чен Ын отправил, понимаете, как, блядь? Как так получается? Получается, прикиньте теперь, прикиньте. Азербайджанский президент за татар и башкиртов, или там за Дагестан и за Ичкерию, не будет в Москву отправлять своих азеров, чтобы они умирали за нас. Понимаете? Вот оно тоже так же звучит, блядь. Оно так и будет звучать, блядь. Ни один азер не пойдет за нас умирать, блядь. А Кашапов, возвращаясь с начала эфира, блядь, просит, блядь, помощь у турков. У турков 400 тысяч армия. А чё, блядь? Бірсі қамалдатмай, блядь. Бірсі келмеді. Бірсі юг. Вот так Ким Чен Ын откупается от семей погибших в Украине, северокорейских солдат в Пхеньяне построили целый квартал бесплатных хрущевок, куда заселят семьи погибших на чужой войне. Слезы радости простых северокорейцев и благодарность вождю за то, что он поменял жизнь отца, мужа на дешевую квартиру, обязательно северокорейский атрибут. Просто смешно, блядь. Что за хрущевки? Ну, понятно, да, понятно. Как бы за жилье. За жилье, получается, продали душу. Ну, я не знаю, блядь. Ну, бізде шулай, блядь. Башқұрт татарлар да шулай. Шулай, блядь. Улясың, блядь, 5 миллион берелер. Берселер, блядь. Что 5 миллионга сен этот, блядь, разысың. Нәрсегедір, блядь, мен білмеймін. Я как можно, блядь, за 5 лямов купить душу человека, блядь? Как можно, блядь? Вот ты живой, блядь.
Ты должен умереть тогда, когда Аллах Та'алям тебе скажет умереть. Ну, так сказать, придет время. Но не так, что скоропостижно. Ушел, 2 месяца тебя нету, блядь. Дадут тебе эти 5 лямов, не дадут, это тоже неизвестно. Ну, это я думаю, почему он такое сделал. Мое такое, ну, так сказать, блядь, видение, то, что показуха перед всем миром, можно сказать, перед Америкой, это, конечно, позор перед Украиной. Вот украинцы должны запомнить этот момент. Получается, поехали убивать украинцев, и тут радость полные штаны, получают хаты за ваши, так сказать, головы пацанов, и в то же время за их головы своих же тоже пацанов. Ну, по крайней мере, так сказать, знаете, грязная политика. Грязная политика, которая как бы, блядь, еще вот это тошнит, блядь, красное, когда я вижу, вообще мне плохо становится, блядь. Коммуняги вот эти красные, блядь. И вот, исходя от этого, я понимаю, что вот это лицемерное действие этого Ким Чен Ына, так сказать, ну, превзойти, что ли, блядь, нахуй себя такой вот это, дать о своем, блядь, типа, ну, так сказать, стране, типа, вот он правильный, типа, за своих дает, как бы, ну, думает, беспокоится, что такое, блядь. А мы, ну, мы-то знаем, блядь. Знаем же такое лицемерие у нас в пидорасии всю жизнь, блядь. Всю жизнь у нас это лицемерие. Поэтому это как бы, ну, для меня это нонсенс, блядь, что чужая страна на чужой войне умерла и радуется. Радуется, ну, так сказать, блядь, радуется, что, блядь, они там были, потом он им дарит, блядь, с барского плеча, дарит что-то, и это на показуху. Понимаете, вот это и есть лицемерный момент этих проектов. Mana o'zbeklarda juda bitta gap bor. Ko'z bo'yamachilik degani mana shu. Ko'z bo'yamachilik это как бы блин, покрасить глаза или ну как это, блядь, наебать. На русском вот на русском все есть, блядь, для этого слова, блядь. Офигенно звучит, блядь. Вот как бы это чистой воды наебалово, чтобы ты, как бы, ну, сказать, гордился с вот этой лицемерной Ким Чен Ынской республикой и шел опять куда-то на чужую войну, и им никто не нападал, блядь, кому нахрен они нужны, блядь, коммуняги. И получается, и пойти умереть, и какая-то, блядь, сука, лицемерная честь, блядь, получить эту квартиру. И представьте такой сценарий. Вот они будут там жить, если и это не показуха еще, через какое-то время услышите еще, отбирают эти квартиры. Может такое быть тоже. Мы же не знаем, блядь, что у него в голове будет. И вот живут они в этой квартире и теперь думают. Мына менің балам бары, менің ирім бары, менің отам бары, абыем бары, и мына олар ульділер. Прикиньте, вот и ты живешь в этой хате. Это же пиздец, блядь. Это же как-то вообще, ну, как-то странно. Это как-то вот ты будешь жить как бы в гробу, своими воспоминаниями об этом человеке и думать, что тебе дали на халяву. Поймите, это не халява. За душу человека вы зайдете в эту хату. За душу, за 5 лямов, Башкортостана, Татарстана, да, за душу вашего, так сказать, тугана своего ты будешь жить. И это не героизм, блядь. Это полный, нахуй, деградационный ебанизм, блядь. Блять, просто. И поэтому, еще раз возвращаясь к этому нашему поэту, писателю, который в заточении, так сказать, умер, то мы понимаем, что, блядь, вот у него был подвиг. Но сейчас ни у одного башкирта и татара это не подвиг. Вспоминая одного башкирта, который, вот, если помните, плакат его даже повесили, Башкортостанда, маленький такой шпендель. Короче, он типа что-то сделал, победил, там, спас кого-то там, то все, как его звали, не помню. И вот прям везде его прорекламировали. Прорекламировали его везде.
как-то его звали, короче. Вот то же самое. Что он сделал? Нам он ничего не сделал. Мы с ним гордиться не будем, над этим башкортом. Понимаете, то, что он там кого-то спас или что-то там обезвредил врага или что там, или убил украинцев. От этого нам это не гордость. Это позорище, блядь. Позорище, как и во время фашистской Германии. Такая же херня, блядь. Как в свое время немцы стыдились своего вот этого действия, своего Гитлера. Вот такой позор у нас будет, блядь. Вот у нас, вот это мы как-то, блядь, стыдиться, наверное, будем. Я так считаю, потому что это как бы совестный человек, он должен стыдиться этого. Что вот такие вот ублюдки в данный момент Башкортостана, Татарстана идут, нарушая все правила жизненные, блядь, идут против, как говорится, нашего народа. Это против нашего народа, блядь, потому что башкорт, блядь, татар, мы не убийцы, блядь. Это нужно понимать. Мы не убийцы, блядь. Просто так мы не убивали никогда. Наши предки просто так не убивали никогда, блядь. Это мы должны понять, блядь. Понимаете? И вот это лицемерие, я считаю, блядь, в нашем народе в данный момент, само собой, мы его не признаем. Ну и другие должны понять это, что этот косяк нашего народа, оно останется. Это останется, я не знаю, это как будет отмываться, я не знаю, как это мы будем отмазываться от этого. И вот, наверное, поэтому, наверное, вышел как раз-таки вот этот сленг, да, сказать, слово, вот это манкуртство. Вот мы будем пинать на манкуртов все. Как-то странно, да, блядь, нахуй. Это как-то вот так, блядь. Это всем касается, блядь. Это я привожу свой народ, да. Это касается и Дагестана, и Ичкерии, всех это касается, блядь. Очень печально, аж как вспомнишь про это, подумаешь об этом, херово становится. Как это будет происходить вообще? Елысыкель пита, блядь. ФСБ могут разрешить ограничить связь и интернет даже без прямой угрозы. Условия таких блокировок будет определять президент, говорит поправка к закону о связи. Круто. Текст законопроекта к первому чтению. Второй абзац. 9 пункт 1 статьи 46 дополнительными словами, а также приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативных правовыми актами президента РФ и правительства РФ в целях защиты граждан государства от возникающих угроз безопасности. Орут жестко. Даже порой, что я говорю, не слышу. Текст законопроекта к второму чтению. Первый пункт. В пункте 1 статьи 46 дополнить новым абзацем 10 следующего содержания. Приостановить оказание услуг в связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативно-правовых актов президента РФ. Ну все, вы попали в кабалу. Получается, в любой момент, пук, блядь, такого-то у Джамшута, у Равшана, там у Васьки, Петьки, блядь, отрубят нахрен тебе интернет и все. Скажут, ну что ты не то отправил. Получается, как они будут отрубать, по какой логике будут отрубать этот ваш чертовый интернет, я не могу понять даже, блядь. Получается, в дальнейшем вы даже и YouTube не сможете смотреть. Вот сейчас 15 человек только смотрят, а я еще не ночью начал. Я как-то пока... Конечно, Башкортостан до ночь, но имеется в виду, как бы, нет людей. Получается, уже, наверное, Башкортостан и Татарстан не контачит в России этот интернет, блядь, без VPN, без всего вот этого дерьма, блядь. Я так понимаю, блядь. Дальше больше мы не знаем, как... Азбука Морса будем отправлять, наверное. Без жи-лабыз, туғанлар жи-лабыз, 15 число, жи-лабыз, вот так, да, будем отправлять так, что ли? Я не знаю, как это будет происходить, блядь. Так, в настоящее время комитет комитет нацбезопасности Казахстана дошли до Сабурова. Подтвердил проведение проверки в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос
Казахстанское издание «Курсив». В Казахстане комикам может грозить до 12 лет заключения по уголовной статье о наемничестве. Поводом для проверки стал пост в телеграм-канале главы города Истра Татьяны Викушевой, опубликованный летом 2025 года. В нем говорилось, что Нурлан Сабуров передал 10 мотоциклов российским наемникам, участвующим в боях в Украине. Позже эта публикация была удалена. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины начала в отношении Сабурова судебное расследование из-за передачи мотоциклов на фронт. Кроме того, артисту на 50 лет был запрещен въезд в Россию после того, как он отказался от сотрудничества ФСБ. Скриншот Нурлан Сабуров, YouTube. Но, что я могу сказать? Аллаха тапшырдык енді. Главное, білесің, я так считаю. Если человек, говорится, уже где-то вляпался, да, ведь, он должен где-то уже от этого или как-то, я не знаю, отмазаться красиво, в крайнем случае, или с народом поговорить, народом Казахстана. И что скажет народ Казахстана? И вот из 20 миллионов народов Казахстана, что оценят, вот оно так и должно быть. Вот так и должно быть. Почему? Потому что, как сказать, опять-таки, если мы будем использовать лицемерие, то если, допустим, Казахстан скажет, все, мы его ничего не будем, все, мы его простили, получается, Украина останется недовольной. Поэтому это в любом случае, я считаю, что нужно решить этот конфликт таким образом, или с денежной стороной откупаться, денежной стороной, или там, если люди умерли, если по каким-то причинам найдут, что умерли люди от этих, там, допустим, мотоциклов или что-то в этом роде со стороны Украины, это уже хрен ты откупишься. Никакие деньги не помогут. Я так думаю. Но если это происходило, как сказать, и это не привело к каким-то, так сказать, убийствам, я думаю, откупиться можно было бы деньгами и как-то замять это все дело. Но сидеть за это какую-то непонятную ситуацию 12 лет, я считаю, это перебор. 12 лет это перебор, Откуда взяли цифру 12, В Узбекистане, когда говорят 10 лет, кто пошел, там туда-сюда, и то несколько раз в Андижане оправдали, дали там 3 года, 5 лет дают, не 10 же, ёпта. Понимаете? Не 12 же. Поэтому я считаю, по таким делам, это же как бы, знаете как, можно было бы интерпретировать, допустим, если бы в Казахстане был бы президент другой, допустим, который будет топить за Алга Казахстан, там можно было бы подумать. Но когда президент сам манкурт, вот такой ушлепок непонятный, то тут Сабурову 12. Это как-то не то, я так считаю, Да, базара нет, он дал мотоциклы, то все, но не 12, 12 это, сука, это, одна какая-то часть, жизни человека, Это же пиздец, Поэтому, исходя от этого, если, даже если что-то, допустим, даже с этим президентским моментом что-то опубликуется, я считаю, там, от силы можно ему год посидеть, чтобы около крысын. Год это хуйня. Год. Почему я это говорю? Я вроде бы нахожусь здесь 4 года. Я как в тюрьме. Представьте, я в России был на свободе. А здесь я как в тюрьме. Потому что я как будто бы в каких-то бегах. Я как в тюрьме нахожусь. И 4 года. Поэтому, когда человек 1 год где-то отсутствует, допустим, тот же Сабуров, я думаю, это справедливо. 1 год где-то отсутствовать человеку, где-то подумать, посидеть, это нормально, Но не 12 лет. 12, потому что даже после 1 года уже крыша едет. Не то, что, после 1 месяца. Потому что я знаю, что такое посидеть, Я знаю, что такое 10 месяцев сидеть. Я знаю, что такое 2 месяца сидеть. В итоге 12 месяцев. Я знаю, что такое сидеть. Поэтому, исходя от этого, я понимаю, что отсидеть за такой какой-то международный косяк 1 год, это
Это во, блядь, нахуй. Отсидеть, окол кирязгина, нахуй, осмыслит, подумает о Казахстане, подумает о Алга Казахстане, подумает о том, что как бы снести Тукайку, как бы присоединиться к пути Алга Казахстану. Вот, к этому можно будет 1 год ему посиди, блядь, подумай, блядь, поразмышляй. И, конечно же, тут можно добавить до хрена чего, допустим, да, туда же, как и 41-45 мы можем добавить. Или там другие моменты, когда узкожопые долбили Казахстан, убивали казахов. Напомнить ему можно. Вот в течение этого года как раз-таки ему дәріс береге, тарих турында. Тарих дәрісі береге, этому Сабурову, что сен өзіңні ата-бабаларыңны дұшманыңа ярдәм бердің деген нәрсекей тарих береге онарға. И это касается узбекам, кыргызам, таджикам тоже касается, которые ха-ха-хи-хи сидят в ТикТоке, обсуждают о войне, сидя на войне, как говорится, на стороне России. Это вам тоже касается, особенно в ТикТоке, который вдруг меня увидите, блядь. Вот вам тоже это касается. Вот пример Сабурова – это ваш пример. Поэтому каждого вот этого узбека, таджика, кыргыза, которого встретите, так сказать, найдете в дальнейшем у себя на родине, которые хихихаха сидели в ТикТоке, призывали наших, вот их смело можете сажать. Их уже не год сажать. 5 нормально для них тоже. 5, не 10. 5 пусть сидят нахуй. Пусть сидят, подумают, блядь, какого хрена они поехали зарабатывать деньги на крови этих украинцев. Эти узбеки, там, таджики, кыргызы. С какой головой вы поехали? Не говоря, что наши манкурты внутри надоели нам, блядь. И еще вы добавились, блядь. Поэтому, да, понимаете, как получается? Только что говорил, блядь, что не надо, блядь, трогать вот этих многодетных, так сказать, детей из Азии, семей из Азии, квартиру дали, отняли. А в то же время я сейчас теперь уже говорю, что вот эти узбеки, таджики, кыргызы, которые на войне, хуевые ребята. Понимаете как, блядь? Поэтому бізге нужно научиться вот это яман яхшыны түшүнүш керек бізге. Түшүнүш керек, анасы немсен. Бізге ошоны түшүнүш керек, блядь. Где есть зло, где есть добро, блядь. Нам нужно это осознать. Не быть нахрен, блядь, хотя бы себе лицемером. Хотя бы себе лицемером не быть. Понимаете? Поэтому, бу малай, Сабуров на айтсагенде, давайте эту тему закроем. Бу үкінерге тиіш. Қылған ішіге үкінерге тиіш. Мына бу үкінуге түшірге тиіш. Үкінге ішкіне, үкінсе бу кіші, Сабуров, может шунда ғана алынап жетер. Потому что, так сказать, взлет и падение у нас у каждого. У каждого взлет и падение. Бывает взлет, падение тоже бывает. Поэтому этот момент нужно ему, так сказать, раз и навсегда, так сказать, принять, что этот человек, так сказать, лицо своего народа. И это лицо не должно, как говорится, как-то опозориться, а потом примкнуть своему народу, блядь. Где-то накосячить и примкнуть своему народу, блядь. Но это же как-то не катится. Поэтому он должен это осознать. Осознать. Это каждого касается. Башкортостана, Татарстанда да такая же херня, блядь. Вы не примкнете к нам, блядь. Если вы пока не осознаете свое ебанизм, манкурство свое, вы не примкнете к нам. Допустим, которым я всегда говорю, мы пойдем против Москвы, а башкорты, татары, которые сейчас в недоумении иногда смотрят мои каналы и говорят, Синарса Сулисин, дурак что ли, туда-сюда, вот это начинаете вы пиздеть против меня, то вы не правы. Вы не правы, почему? Потому что вам тоже предстоит вот эти дела Сабурова. Вам то же самое, только отвечать будете уже не перед правительством, блядь, а перед нами. Вам придется перед нами отвечать. И мы вас пусюкать не будем, блядь, нахуй. По судам таскать вас не будем мы, блядь. Понимаете? Потому что вы уже выбрали свой путь, блядь. Вы соснули у Путина, блядь. И мы вас сюсюкать не будем. Siz shuni аңларга тиешсез. Хәзер сездә вакыт бар. Пока bizning окшабыз юк, армиябыз юк, нахуй. Пока biz никак не можем наступать на Москву. Охуеть. Пока вот это все мы не можем делать, вот это, у вас есть время.
очнуться, подумать, блядь. Понимаете? А не так, чтобы потом, как индюк, клюнул вас в зад, блядь. Вот так, чтобы не было у вас. Потом уже поздно будет. Потому что у нас не будет времени с вами что-то, блядь, дискуссии какие-то делать. Нам нужно будет конкретно или, блядь, зачищать, или, блядь, нахуй понимать, что, как говорится, за нас или против нас ты. Вот только так будет движуха, понимаете? Потому что Башкортостанда, Татарстанна былай гана мына шулай салам деп сеңе бір кім беріп қоймай. Бір кім бермесең ана, блядь. Бушқа сенге беріп қоймай, блядь, нахуй. Өзіне тронын ни Хабиров, ни Миниханов бермей бір кімді. Кадыров вообще бермей. Сцепились они, блядь, они не дадут. Поэтому очень тяжелый случай. Очень тяжелый случай у нас с народом. Вот это вспомню, да, я не знаю, как это решать. Я же говорю разные интерпретации своих мыслей, но это не решение. Это не решение, чтобы я как бы поднял руку на свой народ. Это не решение, блядь. Это не решение. Мы такие войны уже раньше видели. Вы раньше видели, как, допустим, вспоминаем, пример приведем. Просто даже это не война, просто уничтожение. Голодомор башкиртов. Голодомор всех, кто рядом касался этого момента. Всех. Сейчас же даже вон пишут, и украинцы в Голодоморе были, оказывается. Украинцы тоже голодомором морились. Получается, нахрен, тут все морились голодомором. Получается, значит, в то время уже, получается, Украина была для Москвы другой нацией, блядь. Если они сейчас где-то откапывают, что они, и доказательства показывают, что они морились голодомором. Получается, я вот это хуею, блядь. Получается, блядь, в то время уже, если это признается, что украинцы почему-то голодные были, это значит уже звоночек тому, что это другая нация, блядь. Крестоносцы, понятно, но что-то вот нация другая, блядь. Почему же они морились голодом? Почему узкожопые не морились голодом? Почему узкожопые же не морились где-то? Я не слышал, что они морились голодом. Может, где-то, которые внутри Башкортостана или Татарстана, может, морились, но и то не гарантия. Я, кстати, к этому тоже где-то я нашел что-то, я грузил, я не знаю, найду или нет это. Я вспоминаю что-то, как там говорится, что, или это кто говорил, или Гапасов говорил, что когда морились голодом башкортлар, все раздатчики еды были узкожопые. И все еду, которую раздавали узкожопые, они давали сперва своим семьям, а башкортам нихуя. Вот это я где-то услышал или прочитал, я не знаю, вот такое вот явление было. Вот после этого и думайте, что во время Голодомора 1900 какого-то года, не помню, узкожопые питались, может быть, лучше, чем башкорты, потому что на раздаче были узкожопые. И эту раздачу я вспоминаю прекрасно в армии. 2 года армии моих я прекрасно понимаю, когда узкожопые были на раздаче. И всегда мы были голодные. Даже в армии. 2004-2006, блядь. И я был голодным, блядь. Я в армии России был голодным, блядь. С 2004 по 2005 год я был голодным, грубо говоря. Я призвался в июне, потом с учебки через полгода, только в декабре, что ли, я попал в линейку, и только тогда капитан Виноградов какой-то, узкожопый он, не знаю, кто по нации уже, в то время уж, наверное, русский, может, не русский, сказал, блядь, ёпарас это, что за, с концлагеря, что ли, вы пришли? Нам сказали. Мы там были все башкиры, мы, куча вот этих духов, да, так сказать, пригнали с князя Волконки в Уссурийск. С Хабаровска в Уссурийск нас направили. И тогда вот эти душары, ну мы, так сказать, пошли, так сказать, по второму пайку, блядь, мы жрали, чтобы вес набрать. 57 килограмм я был, стал 51 килограмм, блядь. С ростом 176, блядь. 51 килограмм, блядь. Можно представить вообще, нет? Есть такие вообще люди? 51 килограмм, блядь. И вот так я стал, блядь. А те, кто был 80, я всегда это говорил, стали 60.
20 кило нахуй, хуяк. У меня, альхамдулилля, только 6 срубили, блядь. Ну, сказать, 6 я потерял. Если я, наверное, ниже Аллах Талям забрал бы у меня, я вообще двигаться, наверное, не смогу, блядь. И вот потом начали нас откармливать. Уже на линейке, потому что это не годится ни в куда, блядь. Ёпта, говорит, ты сдохнешь, блядь. Ты даже оружие не можешь поднять, блядь. И таким образом нас начали откармливать. Вот такая хуйня была. Почему это было так? Потому что на учебке всегда было такое. Отставить прием пищи. Не давали нам кушать, блядь, нахуй. Вот эти узкожопые. Из Ростова, кстати, они были, блядь, мрази, блядь. Я помню даже этих мразей, блядь. Лазарев, его фамилия была, блядь. Этого сержанта, блядь. Отставить прием пищи, блядь. И не давали нам покушать даже. И потом мы брали этот хлеб, нахуй, и прятали в карман, блядь. Как в 41-х, 45-х, как нам деды рассказывали, бабушки, что они делили хлеб вот так. И мы потом вот этот хлеб, кроша, вот так, мять, хлеб-труб, вот так кидали, и кушали вот так, прятали. 2004, 2006, блядь. Это же пиздец, нахуй, блядь. После этого, блядь, нахуй, кто-то мне потом вопрос задает, блядь, а почему тебе Россия не нравится? Нахуй мне она нравится должна, блядь. Как она мне должна нравиться, блядь, это пидорасия, блядь. Если 2004-2006 происходит вот такой дебилизм у вас в армии, блядь. У вас нету, блядь, такого понятия там, адамгарчилик, человечность, вот это, блядь. У вас нет этого, блядь. У вас есть только, блядь, сказал, все, делай, нахуй. Приказной порядок только у вас, блядь. У вас даже устав не работает в армии, блядь. Работает только дедовщинский устав, блядь. Устав даже не работает, блядь. Вы по уставу даже не умеете жить, блядь. Вы жили только по дедовщине, блядь, по тюремным законам, блядь. Дедовщина это вообще, как же уже исследовалось же, она пришла из тюрьмы, блядь. Пальцы веером, вот эта тема, блядь. Вот эта дедовщина, вот это и до сих пор она работает в России. Поэтому Башкортостан, Татарстан обязан избавиться от этой русни, блядь. Обязан, блядь. Мы, иншаллах, выгоним вас всех, блядь, твари, блядь. Мы всех выгоним с наших земель, блядь, нахуй. Чтобы вот этой, нахуй, мрази русской, блядь, у нас на землях никогда не почувствовали наши дети, блядь. Никогда, нахуй, блядь. У нас нихуя не будет в дальнейшем такой дедовщины и вот этого, так сказать, унижение, блядь, то, что мы видели, блядь, вообще в своей жизни, блядь, в этой России. Мы нихуя хорошего не увидели, так сказать, коротко и ясно. Вот прикол. Ну что, мой дорогой Штирлиц, опять пытаете жителей Киева заморозить? Ну и кто из нас фашисты, а? Не знаю, конечно, этого чувака я. Ну, чувак, наверное, непростой. Так. Идем дальше. 2-я годовщина смерти Навального. Ой, блядь. В разных городах России проходят акции памяти оппозиционной политика. Ну, понятно, проходят, но сейчас вот завтра там туда-сюда и закроют, блядь. Ну, знаете, вот сравнение с Мавроди, блядь. Вот помните Мавроди? К Мавроди тоже так же люди пошли, блядь. За Навального тоже пошли. И теперь самое интересное, вспомните Ленина. А за Лениным... За Лениным там, я не знаю, блядь, там края, наверное, не было, блядь. Возле МКАДа, наверное, последняя очередь кончалась, наверное, когда этот мавзолей шли к Ленину. После смерти, наверное, я так думаю. Там последняя очередь была, наверное, конец Варшавского шоссе, блядь, в Москве. Километров 15-20. Вот то же самое, блядь. Вот какой-то культ личности, как они создадут, эти узкожопые, блядь, себе, и все. Как этот мол кебек шунда баралар, блядь. Мана как индуслар мол артынан юрилер, блядь, вот так, короче, вот так ходят, мочу пьют и так далее. У узкожопых то же самое. Узкожоп. Вот этот, как сказать, вот, не знаю, Башкортостан, Татарстанда у нас такой фигни, я не знаю, если даже было или там что-то хотят быть или что-то, я думаю, это неправильно. Это неправильное движение. Почему? Потому что без
musulmon birinchi o'rinda. Biz musulmon, biz o'zimizni как musulmon ko'rsak, biz birinchi Alloh taolamga bo'ysunmaymiz. Birinchidan biz kishiga Allohning yo'lida borib janoza o'qib, duo qilib kelirga можно. Но не вот это. Понимаете, но не вот это. Потому что Навальный рядом не стоял там, так сказать, с какими-то высокопоставленными людьми. Это раз. Во-вторых, был Аллах вообще даже некасаемый человек. Поэтому, исходя от этого, бездамонный культ личности возвышаться не должен. В дальнейшем даже. И вот этой дичи не должно быть. В крайнем случае вы можете поехать там в Мекку, Медину, пойти, Аллаха шунда буйсынып кайтырга. Аллахның юлы мына шунда была. А не то, что в Башкортостане, Татарстанда был какой-то там герой или что-то в этом роде. Все, мы там пипец будем склонять голову над ним. Я такой, я считаю, это не этот. Ну, люди с головой не дружат. Такого не должно быть. Почему? Потому что, во-первых, это высокомерие, так сказать, его поднимать как на какой-то высокомерный титул, давать титул этому человеку. И это, ну, безга неправильно, я считаю. Поэтому безга, так сказать, урысларда, крестоносецларда, күбрәге мына шундый кешеләрдә нәрсәкә күп идет. Почему? Потому что они не верят, как говорится, Всевышнему. У них вот эта дичь происходит. Поэтому нам нельзя такие действия, я думаю, даже в будущем в Башкортостане и Татарстане использовать такие темы. Почему? Потому что, вспоминая, допустим, любой таки мархумларны, улып кеткен кишилерни, вспоминая, мы должны вспоминать это чисто ради Аллаха. Все, это чисто ради Аллаха, это значит дуа сделать тамам, не больше. Не надо их, как говорится, там возвышать выше крыши. Так, это я читал, опять загрузили почему-то. Так. Ну вот, как раз в тему, да, вот как раз Масленица. Вот опять вот это как когда-то мне говорили вот Навруз, короче, мы тоже болели в Узбекистане Наврузом. Когда я пришел в ислам, я понял, что Навруз это не наш праздник. Это, как говорится, воздаяние к солнцу. Это солнцепоклонники. Это полная тоже бредовина, блядь, прошлого века, так сказать, блядь, которая осталась нам 21 марта как болезнь, как говорится, как Новый год, грубо говоря, да? И поэтому, как бы, нам вот эта Масленица, как тут пишется, слабубой, родители против сожжения любимой игрушки детей. Сжигать они будут. Что они там будут с ними делать, нам должно быть до лампочки. В Башкортостане и Татарстане такая дичь должна искорениться полностью. Когда мы создадим свое правительство, у нас вот этих действий не должно быть вообще. Вот этот дебилизм от русского народа, там, крещение, купаются, если вы видели, сейчас вот все начинают купаться, вот, нырнули, вот там нырнули. Фу. Нам не надо этого. Эта дичь нам не нужна, поймите. Вот представьте, во время нашего пророка, где-нибудь, как вы думаете, там никогда не было холода. Он, думаете, кому-нибудь говорил, иди нырни в воду холодную, и тебе будет классно. Он говорил когда-нибудь, как вы думаете? Там никогда не было холода, я думаю. Зимы не было у них там, я думаю, в этих землях. И как вы представляете его слова, нашего пророка, да? И как он говорил бы, чтобы иди нырни там. И же тупизм, блядь. И особенно, ладно, нырни там воду просто, ладно, да, мы поняли бы. Нырни холодную воду, блядь. Зачем это нам надо? Башкорт и татар вообще жестко это делает. Башкорт и татар плавают в эти крещенские морозы. И что за нахрен мода такая тупая, блядь. В археологическом парке Аргамач в Липецкой области на Масленицу 21 февраля планируют сжечь чучело лабубы. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства. По анонсам в ВКонтакте разгорелась дискуссия. Дети пишут, что не поведут детей на праздник. Ребенок подарил лабубу, любит.
любит, спать укладывает, будет в шоке, увидев, как ее сжигают. Отмечают в комментариях, многие называют на выбор спорным и странными. Ну да, по идее даже игрушка, видите, какая страшная, зубы-то какие, да? По идее, прикиньте, блин. И это, конечно, шок. Башқұрт халқы білен татар халқына мұны яндырып ташлауны бізге оны көрдіңме, я көрмәдіңме, бізге нахер керек. Особенно балаға. Біздің бәбәйләргә бұл нахер керек. Кутакка керекме бұл бізге. Понимаете? Вот своими вот этим праздниками, своей вот этой дичью, блядь, эти узкожопые, блядь, сбаламутили, так сказать, даже мусульманские наши регионы. Нам нахрен это нужно? Липецкая область, да, хоть любая другая область, а если в Липецке проходит, оно и в Башкортостане будет, и там будет, поэтому бізге бұл всякая дичь, это, так сказать, нездоровое, да, нездоровое вот это состояние идиотских людей, я думаю, это тупизм. Это как раньше через солома, через огонь прыгали там, если помните сказки эти узкожопых, вот через огонь прыгали там, потом это какая-то, блядь, снегурочка растаяла, прыгнула и растаяла, блядь, потом, вот это зачем нужно, блядь, понимаете, мы не огнепоклонники, блядь, не лабуба-буба, блядь, вот это, блядь, как лабуда прям, блядь, певица, пипец, блядь, так что, я думаю, это дичь. Так. Так, ну вот, что началось тут? Антифару. Что за обезьяны? Сейчас почитаю про них. 20 человек в ТикТоке, 11 в Ютубе. Рахмат Зур за лайки. Рахмат, Куруптрам. Так, Рус Кара Оруни. Ну, какой-то дичь они написали. Это что? Услышали ли Габбасова, может? Пишите, и вот они решили. Руслара Орум. Коса на русских. Руслара Орум. Коса на русских. Руслара Орум. Разжигающие ненависть граффити на азербайджанском в Екатеринбурге нарисовали Данила и Глеб. В Екатеринбурге начался над молодым человеком, который нарисовал провокационные граффити во время напряженности между Азербайджаном и Россией летом 25 года, сообщают вечерние ведомости. Вандал пытался написать на азербайджанском «Смерть русским», но вместо этого изобразил бессмысленную фразу «Руслара Урум», «Коса на русских». Вандалом оказался Данил Нурыев, 22 лет, который также позвал на дело своего близкого друга Глеба Репьева. Тот стоял на стреме. Данил и Глеб нанесли не менее 13 надписей на зданиях и заборах в одном из центральных районов города. Данил Нурыев полностью признал вину. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Часть 1 статья 208 УК хулиганстве группы лиц по мотивам национальной ненависти. Часть 2 статьи 213 вандализме группы лиц по мотивам национальной ненависти. Часть 2 статьи 214. Вот теперь тут прямо остановлюсь. Габбасов языгыз деген сөздерге. Вот представьте теперь, вы напишите Башкортостан, Татарстанда. Пиздец. Сізні тобалар, блядь. И тыгалар нахрен. По версии следствия, молодые люди действовали по заказу, который получили по телеграм от некого гражданина Токаева из Башкортостана. А тот, в свою очередь, от неустановленного лица, чей аккаунт в телеграме назывался Кристина Каралова. Судя по аккаунтам в социальных сетях, молодые люди не принадлежат к политическим движениям, но испытывают симпатию к околокриминальной пацанской эстетике. Видимо, граффити для них было лишь способом заработать денег. Никакого отношения к Азербайджану они не имеют. Впрочем, провокационный и абсурдный характер надписи был очевиден с самого начала, но это не помешало ультраправым использовать эту явную липу для разжигания паники и ненависти в российском обществе. Так новость о граффити опубликовали такие крупные ультраправые телеграм-каналы, как Поздняков, 772 тысячи подписчиков, Многонационал, 414 тысяч подписчиков, Ворожбитов, 225 тысяч подписчиков, Бладсикер, 222 тысячи подписчиков. Это пиздец, нахуй. Нацистские телеграм-каналы, блядь. Правый гарнизон, 102 тысячи подписчиков. И множество более мелких, как по-вашему расскажут ли они о том, что русофобские граффити нарисовали Данила и Глеб. Тут давайте остановимся вот здесь. Именно Данила Нурыев. Данил Нурыев. Ну явно или татар, или башкирт, блядь.
Ну-ка по роже посмотрим сейчас. Ну, явно вот этот с крестом, а тот без креста. Ну, это Данил Нуриев. Вот этот справа, наверное, это Данил, потому что тот с крестом больно, а этот вроде без креста. Ну, весь в наколках, короче. Ну, короче, испорченный татарин или башкорт, блядь. Ну, Екатеринбург, наверное, татар, наверное, блядь. Ну, как-то так, блядь. Ну, что можем мы взять, блядь, нахуй? Вот это и есть, блядь, та пропаганда, нахуй, манкурских, блядь, действий их родителей. Потому что детям уж 22, не больно, да, небольшие, блядь, 22, как я понял, да? Нуры его 22, тому хрен знает сколько, блядь, им, может, обоим 22. Ну, что можно тут сказать, блядь? Ну, как вы сами понимаете, нахуй, мне похуй до Азербайджана, по идее, блядь. Но тут речь идет о и на ихнем языке что-то нахуярили, блядь. И я вообще даже перевод как-то неправильно сделан, блядь, для меня. Вот я бы понял бы так, допустим, это слово Руслара Урум. На коса на русских. Урум, Руслара Урум, я бы понял вот так, знаете, как бізде татарларда шундай урым деген сөз бар, блядь, урым. Нәрсені урым диялар бізде, блядь, нахуй. Вот типа шундай сөз бар, ну типа можно сказать так, нахуй, если интерпретировать уже досконально, блядь, урым, урым, блядь. Урым это типа бить, а в то же время, блядь, у них это коса, это вообще не в пизду, не в гору, нахуй, перевод какой-то ебанутый. Урым дегенда это бить, а в то же время можно понять, что сыгим, блядь. Урусың сыгим, блядь, или оршың сыгим, блядь, оршың урым, блядь, у нас говорят, да? Урым, блядь, оршың урдом, блядь, урым. Ну, типа, не косить оршно, блядь, а урдом, блядь, ну, типа, сыктым оршыңно, блядь. Ну, примерно так можно интерпретировать это. Ну, не коса, коса на русских, блядь, это коса, блядь, это как в песне, что ли? Блядь, коса, блядь, об камень, нахрен. Тупорылый перевод, это, я не знаю, кто ее переводил, конечно, через переводчика они переводили, тупорылый, Яндекс. У них Яндекс так хорошо переводит, блядь, азербайджанский пиздец, блядь. Вот, поэтому, Дуслар, исходя от этого, что я могу сказать, блядь? Эти такие движухи, там, защита кого-то, там, что-то там, понятно, эти, блядь, нацики что-то написали, блядь, против чурок, так сказать, блядь, озеров, блядь. Но это как бы нормально, это нормально, в России это нормально, блядь, нахрен. Но вот то, что, блядь, ненормально здесь, одно, что здесь какой-то, блядь, Нуриев, блядь, вот это уже ненормально, понимаете, блядь, татарин обрусился, блядь, обрусевший татарин, блядь, пишет такую дичь, блядь, с каким-то, блядь, как его звали, блядь, Данила с Глебом, блядь, Данила с Глебом, ну Глеб, блядь, понятно, Глеб, как говорится, а Данил, ну это пипец, блядь, поэтому, Дуслар, бізге енді как бы звоночек к тому, что татарлар, мына шундайлар, татарлар, башқұрты да шулай, я не буду сейчас вас, как говорится, стравливать, сразу вы скажете, почему татар, потому что татар куб, башқұрт эс, и в любых передрягах получается татар. Почему? Потому что татар любит снюхиваться урыслар, блядь. Башқұртта андай система бек жоқ, урыслар білән снюхиваться и татарған дәрәжәдә жоқ башқұртлар. Мен үзім білем, Башқұртстанда, хоть я жил в татарских зонах, у меня редко башқұртларны там увидишь, но травлей, ну, сказать, васвасевство, башқұрт білән урыс редкость, блядь. А мына татар білән урыс пиздец, как два брата-акробата, блядь. У них сливание, блядь, 100 на 100 идет, блядь, сливание у них идет. Қызлар сігірге да бірге баралар, блядь, онда да бірге, мында да бірге, нахуй, ошунды, блядь, хуйня, блядь, татарларда, блядь, білмейм нәрсеге шулайдыр, блядь. Я не могу понять. И вот исходя от этого, вот я вижу вот такую дружбу у вот этих двух, блядь, сосунков. Я вижу эту дружбу вот этих татар и русских примерно. И вот что происходит, блядь. Нацизм, а я вам могу припомнить, какой был нацизм против меня в 98 году. Почему я интерпретирую конкретно по татарам. Я же в татарской деревне вырос. И татарлар как раз-таки меня и травили, блядь. Татарлар мне говорили, что я Казбек, блядь. Они же мне клихуху дали, что я Казбек, блядь. Казбек, блядь. Даже узбек туголь, а Казбек, блядь. Почему Казбек, блядь? Это получается что, блядь? Я с Кавказом вместе связан и узбек в то же время. И узбек, и Кавказ, блядь.
Но явно они не говорили Казбек, это типа Казахстан, блядь. Ну явно это как не укладывается. А тут именно уклад идет такой, что Казбек это типа я узбек с Кавказом вместе, микс, блядь. Ну как-то не то, да? Откуда такое слово они нашли, блядь? Ладно, говорили бы узбек там, ладно было бы, хер с ним. А тут Казбек. И драка, блядь, постоянно вот за это слово, блядь. Вот такая дичь была у нас, блядь, в школе. В школе это происходило, понимаете? Когда я мелким еще был, блядь. 13 лет мне было, уже тогда был нацизм, блядь. О чем вы говорите, что сейчас в России нет нацизма, там начинает говорить? Нет. Блядь, постой-ка, блядь. В 98-м уже был нацизм. Еще Путина не было, нацизм был, блядь. Внутри татар, блядь. Татарской деревне, татарской школе, блядь. Был нацизм. Притом мой адрес, блядь. Потому что с Узбекистана я был, блядь. Шундыхаль, дуслар. Поэтому, да, знаете, как самое обидное, что татарға шуны айтсаң, ул даже деген ничектір, эх, да айтып қоймай, блядь, нахуй. Не хотят признавать, блядь. Вот что меня убивает, блядь. Поэтому я всегда говорю, блядь, за косяк умей признать, блядь. Признай, выйди из этой положения мужиком, блядь, а не подъебышем. Понимаете, вот подъебыши, они надоели. Он, Миниханов, Хабиров, все эти подъебыши, Кадыров, все подъебыши это. Все подъебыши Москвы, блядь, русских, блядь. Как можно бояться, блядь, другую нацию, живя в своем республике? Почему ты не хочешь быть хозяином своей республики? Почему ты боишься русских и говоришь, они же наши друзья, братья, блядь. Какие нахуй братья, блядь? Какие они нам друзья, блядь? Почему вы боитесь, блядь? Почему нам, блядь, там 5-6 человек, нам надо говорить это за границей? Почему мы не можем внутри это все интерпретировать вам, блядь, прям в уши, блядь? Сесть вот так на поляне, сделать жиын ясап, жиында отырып сөйләшергә шуны. Нәрсәгә безгә шуннарга да рухыбыз юк. Шуннарга даже духыбыз җитми. Ни өчен без шундый, блядь, куркакка әйләндек, блядь? Нәрсә булды соң безгә, а? Аңламыйм, блядь. Почему мы, блядь, и Руслан Габбасов, и черт с ним, и Айсет, блядь, и Кашапов, блядь, нахуй. Все мы здесь. Почему? Почему мы это не можем глаголить, блядь, на весь, так сказать, мир и так далее, блядь? Почему мы не можем доносить это, блядь? Потому что, блядь, минем халкам куркак. Куркып отырасыз, блядь. Куркып отырасыз, үләсегез келмейме, нәрсәдән соң куркып боласың, блядь? Может, сен үлмәссең шул вакытта. Может, мин үлермен, сен үлмәссең, яшәрсең. В чем страх-то, блядь? Вот этого я не могу понять. В чем страх? Я не могу вот истину дойти до этой истины. Бесконечность не предел. Житель Якутии Виктор Савинов, дважды избежавший наказания благодаря участию в СВО, вновь задержан по подозрению в совершении уже 4-го убийства. Какая элита? Б. Ну да. Это я где-то увидел, да, сегодня, что в новостях или что, или где-то увидел. В Инстаграме, что ли, увидел. Да, один чувак такой... Удивился даже, что за Савинов, думаю, на него смотрю, какой-то, ну, такой узкоглазый, Саха, Якутия, да я, убийца. Убийца на СВО 4 раза, 4 ходки, отмывание своих грехов, блядь. Война – это отмывание грехов, блядь, в путинском режиме, блядь, дебилизм. В Москве стали реже рожать Максов, ёпта, и больше Мухаммедов. Макс стало самым непопулярным именем в 25 году. Зато у вас Макс уже открылся, вы будете пользоваться Максом. Чего его рожать-то, блядь? Уже родил Путин Макс. По данным столичного ЗАГСа, в Москве так назвали всего 7 новорожденных. Имя оказалось в самом конце рейтинга редких. Само собой, но зато теперь Макс у вас будет везде в телефонах, везде у вас будет Макс, 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 Макс. Как раньше, Макс Фактор рекламировали, тень, пень, вот эти, блядь, Макс Фактор говорили, блядь. А у вас будет теперь Макс Путин, вот так будете, блядь, кичливо нахуй, пиздеть, блядь. Ой, блядь. Так, в Уфе 16 февраля прошла массовая эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании. Блядь, вот вас дергает нахуй. Под проверку попали сразу несколько крупных учебных заведений и транспортный узел. Ну да, у вас и убийцы разгуливают везде, блядь, узкожопые, главные убийцы. Ладно,
Самое интересное, в Татарстане вышел какой-то там под именем, татарским именем какой-то кто-то убийца, да, вроде был, или где там татарским именем убийца был. А Башкортостанда, блядь, узкожопый, блядь, это замычковал этих индусов бедных, блядь. Вообще не индусы-то вам все помешали. Вот этого я не могу понять. В Уфе индусы, блядь, херею просто, блядь. А чё у этого узкожопого, блядь, духа не хватило на других? Там же были, наверное, не только индусы в этом университете, может, и другие нации были. А что именно им на что-то попало индусы только? А, что, другие уже не нацики уже? Точнее, блин, не чурки у вас уже индусы-чурки, да? Уже все, вы переросли, да, получается? Уже другие нации для вас уже все свои, а индусы уже чужие, чурки. Чурка номер 2, да, или как это, чурка номер 1 уже все, свой, чурка номер 2 уже не свой, да, или как там, блядь, перерост у вас идет. Эвакуированные студенты и персонал Уфимского колледжа радиоэлектроники, радиоэлектроника, понял, инженеров лицея интерната, экономического колледжа, а также посетители и работников Южного автовокзала, Южный автовокзал, блядь. Я там учился, кстати. Основанием для экстренных мер стали электронные письма с угрозами, поступившие на почтовые адреса учреждения. На все объекты оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинологической службы. Проверка зданий с применением служебных собак продолжается. Это пиздец. Это еще Южный автовокзал, эти заведения, знаете, Мамай замандағы зданиялар, Мамай замандағы. Анда не то, что кинолог, анда, я не знаю, рентген должен приезжать, блядь. Обетінде ушундай зданиялар, Мамай замандағы деген биналар иске. Ну, если даже там кто-то что-то оставит, там даже на мусорке что-то взорвать, если захочет, он взорвет. Проблем нету вообще, блин. И даже, ну, так сказать, простая мусорка оживет, так сказать. Там не надо даже биноға кірттірген, сори. Даже бина ішіне кірттірге файдасы жоқ, блин. Онда все засрано. Это те, Южный автовокзал, это те территории, где, ну, так сказать, это край Уфы, можно сказать. Там гаражи, маражи, там дичевая ситуация. Ну, конечно, может, что-то изменилось сейчас, но это отстойник. Это то же самое, что Черниковка. Понимаете? А почему это как-то в центре что-то не сказали, не делается? И я считаю, что это ложная тревога, это даже тревога ложная. Это сами ФСБшники, Хабиров это все делает. Это ни хера, даже никто не звонил, нахрен оно нужно. Почему? Потому что больно сильно отстойные места. Отстойные места, потому что есть круче места там, БГУ, МГУ, там, круче места есть. А бу, такие, сарайлар, грубо говоря, блядь, Уфа сарайлара десада была, блядь. Вот такой отстойник взорвать хотят. Так нам нахрен нужно, блядь, взорвать там. Чего взрывать-то, блядь, там? В колледже людей, да, они могут, в колледже людей, ну, колледже людей там взрывать где-то в отстойнике, блядь, если уж что-то взрывать, там фирма «Мир» есть, фирма «Мир» на проспекте, блядь, классный торговый центр, блядь, до хера людей, круче места есть, так что это все, я не верю этому, блядь, это дерьмо, это хабировская тема. И это даже, может, не хабировская, а сверху путинская тема. Это как рязанский сахар. Примерно как рязанский сахар. У них всегда там, как если вы помните, Чечню. Чечня, да, как, чё? Чечня. Помните, лет 10-20 назад было так. Что-то, Чечня. Что-то, вот опять Чечня. Вот то же самое. Вот самое интересное, заметьте, постоянно мы всю жизнь слышали про Чечню. Вот я, кстати, я вспомнил эту тему. Про Чечню всегда слышали. А теперь, заметьте, в последнее время теперь по другим регионам пошли. Такое чувство, как будто они нас слушают, что ли. Мы же говорили, что почему-то другие регионы не говорится. А вот теперь говорится. Теперь вот часто Башкортостан слышите, часто Татарстан. Все, получается, скачок перешел на ту сторону теперь. Получается, они установили в Чечне своего, так сказать, манкурта, все, успокоились. Чечня, Ингушетия, как мы сегодня поняли, что у ингушей, у Галга, короче, президент узкожопый, это пиздец. В Дагестане, понятно, ладно, это понимал я. Вот, все, это спокойная территория. Теперь мында бош бермейлер. Татар белән башкортларны күтен кысыр өчен, хәзер анда һәр вакыт ниндидер галва, какой-то бардак, вот, заметьте, блядь.
Это же такого не было. Вот я уже 3 года пизжу с вами, такого больно не было. Чудо, ну, прилетали, конечно, какие-то, так сказать, ястребы с Украины, блядь, что-то взрывалось, стертамаки туда-сюда. Но это же, блядь, не террор. А здесь огласки, так сказать, блядь, террора мы слышим. Мы слышим, блядь, что Башкортостан, да, что-то, нападение в школу, блядь, нацики какие-то, убили детей, убили, так сказать, того, всего, ранили или что-то произошло, индусов. То... Заметьте. Короче, ол нәрсе дегені, по-моему, что Чечня успокоенная, теперь пришучить надо күтін қысырға, татар білән башқұртына, чтобы вы не прыгали. И плюс я считаю, что вы-то нас смотрите мало, может, но я думаю, нас все-таки где-то в Кремле уже кто-то наблюдает. И исходя от этого, особенно Габбасова наблюдают и на ус мотают. Ага, получается, они хотят здесь бунт сделать, и в то же время, получается, что-то не то, давайте мы сейчас чуть-чуть будем прижимать башкортно-татарно, чтобы не рыпались. Понимаете, чтобы у вас не замкнуло на нашу сторону и не ебанули Москву. Этого боятся. А мы как раз-таки, мы хотим, чтобы у вас замкнуло, и вы стали нормальными, адекватными людьми, чтобы посмотрели на нас. Без ведь сіз үшін ішлейбіз бұл нәрсені. Кстати, еще один мысль была, мне хотел как раз и сказать 5 минут, сказать, или 10 минут, потом. Вот в комментарии очень много разных вещей почитал я. Хотел сказать, мына туғанларға, бүтін башқұрт татарға, якын туғанларға, Казахстан, Узбекистан, всем, Дагестан, Ичкерия, всем, вот на русском скажу, всем, и узкожопым даже это я скажу, блядь, всем, вот мы, вот представьте нас, сравните, вот мы, которые мы за вас пытаемся донести что-то, донести для вас что-то, и сравните вот этих Навальнюк и тех других, о чем они говорят. Сравните их и нас, и вы только тогда поймете. И плюс, когда вам правительство по ушам лечит, что там за кордоном, типа мы какие-то засланные казачки хотим поссорить вас, они в то же время пусть будут на 50% правы. Мы хотим вас поссорить, может так выглядит, но не поссорить, а полностью, блядь, уничтожить. Наши действия с узкожопами уничтожить мы хотим. И поэтому как бы вы вправе сейчас послушать их и подумать над нашими словами. Потому что сизнен келешегіңізні біз ойлаймыз, олар түгел. Сізні келешегіңіз только біз білән бірге независимость құрырға, мұстақил Башқұртстан мен Татарстан құрырға. Вот здесь ваша, так сказать, чистая, так сказать, жизнь будет. А вот с ними, если вы останетесь и примете их, так сказать, вот это рабство, то вы будете вот так и жить. Вот так жить, как я и говорил, там, интернет, все, да, вот то, что мы читали только что. Вот это все у вас не будет. Жизни у вас не будет. Жить будете так, в нищете. Языка в дальнейшем у вас тоже не будет. Ничего не будет у вас. Вы будете просто, так сказать, холопами, манкуртами, лохами, не знаю, как вас обозвать еще. Как хотите, выбирайте. Вот примерно шунды буласыз. Шунарға сізге задача хазыр подумать над нашими словами. Ни Габбасов, ни Айсин вам плохого не желает. Если даже я их пытаюсь ругаю иногда. Почему? Потому что мы тут свои терки, ругаю я их, потому что они очень мягко доносят до вас. Поэтому я ругаю часто их, как бы критикую, да? Это мое право критиковать их, потому что күттәрін кымылдатсынлар, как говорится, утырмасынлар, күттәрін жайып. А сізге бізді ишітіп, өзіңізге бір результат шығарыға, biz siz uchun kurashamiz. Biz o'zimizgina uchun tugul, bilad. Menga u Boshqirdiston, Tatariston ya bor ya yo'q, bilad, bir o'zima. Sizning bilangina bit onda yashab bo'lar. Men bir o'zim onda narsa ishlayman, bilad. Допустим, если вас не будет, понимаете, что я там потерял, блядь, один, блядь? Что я создам один, потом всех башкиртов и татар, когда вы исчезнете, блядь? Что я сделаю один, блядь? Или Габбасов что сделает, Айсин, Кашапов, что мы сделаем одни, блядь? 5-6 мужиков, что сделают? Ничего, блядь. Без вас мы ничего не сделаем. И без вас нам Башкортостан и Татарстан не нужен, блядь.
А вы, получается, в дальнейшем... Ой, как они спорят, короче. Чуть выпью-ка водички. Короче, без вас там, Башкортостана, Татарстанда, делать нечего, понимаете? Делать там нечего. Вы поймите об этом, что самые, как говорится, так сказать, бізге кереклісі, бізге халық керек. Халық и жерлер керек. Ол жерлерні бет кімдір ішкертірге тиіш, кімдір ішлерге тиіш жерлерде. Ол алынған жерлерде пустой yapmıyor бит олар. Шуларға бізге халық керек, тірі халық керек бізге. А не вот это, который вы идете умирать каждый день, ложите людей, там, как сегодня я где-то услышал тоже новости, ну да, в новостях, наверное, что путинососы закрасили в Яндекс.Картах, блядь, в тему вспомнил, в Яндекс.Картах, блядь, могилу в Мурманске, что ли, или в Питере где-то закрасили в Яндекс.Карте огромное полушарие, так сказать, гектар, блядь, кладбище, которое оно там было, оно расширилось, и оно шумно замаскировали на Яндекс.Картах, чтобы люди не находили его. Представляете, блядь? Получается, ну, вы сами поняли, да? Как маскируется, когда ты на гугле, блядь, смотришь, или там спутника смотришь, ты видишь, что происходит там в 2023 году, допустим. Ты видишь, да? Маленькое что-то видишь. А потом огромное, да, в 2025 году. А Google Maps, ну, вот этот... спутник, он фоткает все подряд, блядь. Что изменилось, пропало. Вот, допустим, если вы помните, Крым также мы смотрели, когда раньше Крым стоял, и он стоит отдельно. Если вы видели когда-нибудь через спутник в Гугле, Крым какой-то он не такой, там, как бы он не Россия была. Вот то же самое. А здесь, получается, кладбище закрасили. Вот и думайте после этого, понимаете, блядь, закрасить, блядь, это же, надо же, блядь, додуматься, блядь, чтобы спрятать, блядь, так сказать, могилы, они даже кладбище прячут. Получается, прикиньте, Украинада ульген халыкны еще то, что там рядом, они, наверное, хоронят где-то, и еще до Мурманска кладбище отвезли. Это получается... Как так, блядь? Это как так, блядь? Это значит, до такой степени людей сдохло, блядь, что они в Мурманск отвезли, блядь, чтобы там замерзла она там, где-то там, холод там, блядь, чтобы не воняло, блядь. Понимаете, как замяли следы, блядь? Значит, он ішінде башқұрт да бар, татар да бар, Дагестан, Чечен да, бүтінісі бар она ішінде. Шуны башығызға түшірігіз, блядь. Понимаете, он ішінде уже мясо. Это пакеты туда отвезли. А не целые тела. Ну, и, конечно, и микс, наверное, ну, по крайней мере, сори. Поэтому, туғанлар, мана юққа-бұққа кіші, мана даже за пару дней, вы сами даже видели, слышали, наверное, в Иране, что произошло. За 2-3 дня этот черт иранский, блядь, президент убил, блядь, 50, там, может, 100 тысяч иранцев. Зачем убили? Нәрсеге оларны өлдірділер. Просто за то, что они хотели сменить власть. Вот теперь, вот его, представьте, біз білем, бізде, Башқұртстанда, Татарстанда. Мы, вот если 50-100 тысяч вышли бы, Башқұртстанда, Татарстанда, блядь, да там сухого места от Москвы не осталось бы. Понимаете? Мы, что, біз өлдіртіріп тұрабыз мына енді, блядь. Бүтінісін сігіп ташлайбыз, блядь, юлда, блядь. Любой кем шықсын бізге, блядь, тигізлеп ташлайбыз, блядь. Сіз шуны аңларға тиішсіз, блядь. Ни үшін сіз, блядь, нахуй, өлгенігіз гіне әрем, блядь. Сіздің өлуіңіз әрем, блядь. Жалко. Как это? Әрем это типа растрат, блядь. Понимаете? Растрат. Вы тратите, нахуй, наших людей, блядь. Ни за что, блядь. А вам, узкожопый, любой даже, кто-то будет что-то говорить, блядь, вам никто не скажет, чтобы, блядь, нахуй, там, не умирай или не умирай, блядь. Им похрен, блядь. Им похрен, ты живой или не живой, потому что ты очищаешь Башкортостан от Татарстана, очищаешь от самого себя, блядь, чтобы туда заселились узкожопые, блядь, в дальнейшем, на вашей территории, на ваши дома. А сіз шуны аңламайсыз, блядь. Мен өзімні милләтімге, блядь, дұшманлық қылмайм, блядь.
Здесь же надо же быть идиотом, чтобы для своего народа быть душманом, блядь. Это же пиздец, нахуй, блядь. Нахуй это мне надо, блядь. Понимаете? Вот как-то так. Вот. Идем дальше. Что? Массовая эвакуация, да, читали. Ну вот, НАЦИК угрожает якутам. Вот что происходит? Вот Лига свободных наций. Студентам Якутского университета угрожают расправой. Один нацик рассылает недвусмысленные сообщения в чат первокурсников, называет студентов косоглазыми и обещает расправиться с ними, публикуя фотографии оружия. Руководство университета игнорирует эту ситуацию, но студенты уже не могут чувствовать себя в безопасности, ведь учебные заведения России захлестнула волна агрессии. И очень часто к активным действиям переходят те, кому внушили ненависть к нерусским. Дети и подростки видят, что творят взрослые в стране, и начинают считать это нормой. И, как видим, это становится уже большой проблемой даже в Саха-Якутии. Ну, якутам не знаю, что сказать даже, блин. Такое, конечно, такое оскорбление косоглазие. Какой нахуй косоглазие, блядь? Узкоглазые, блядь. Какие косоглазые, блядь? Они же не косые, блядь. Астафируллах. Узкоглазые, базара нет, это даже не обидно. Узкоглазые, но не косоглазые, блядь. Понимаете, какое оскорбление уже? Уже оскорбление. Узкожопые сами же. Уже как бы даже слова как бы подменяют, так сказать, да, ведь, блядь? Если человек с узкими глазами, если он азиат, узкие глаза, блядь, но не косоглазие. Косоглазие это как бы косые глаза, да, мы как понимаем. Это как врачи, если считать, то это вот или туда, или сюда смотрят глаза, да, ведь? Или сюда, или один туда, или туда. Вот это косоглазие. Они, блин, сука, узкоглазые. Это дебилизм, блядь, нахрен. Поэтому, ну, как сказать, блядь, если они же придумали чурки, слово, блядь, нахрен, ну тут уже косоглазие, уж тоже уж ихняя же, так сказать, любимая интерпретация искажения слов, чтобы человека унизить и обзывать. Прочитаю текст, что было. Ждем очередное нападение. Нацисты угрожают нерусским в университете Якутска. В якутских чатах первокурсников СФФУ появилась угроза расправы над нерусскими студентами. Автор сообщений использует нацистскую риторику и демонстрирует калаврат, символ ультранационалистов. Руководство ничего не делает. Меры безопасности принимают для вида. С таким уровнем безопасности следующее нападение может произойти в любой момент. Ну да. А так и оно будет. Оно так и будет, оно и не то, что даже будет, блядь, оно, так сказать, череда этих будет. Череда движух, это, ну, началось, оно и будет, блядь, это дичь, так сказать, твари. Сейчас, секунду, я здесь, просто этот, зарядка садится, ТикТок жрет, зарядник. Сейчас, так, примерно, надеюсь, будет стоять. Так, чуть-чуть у меня сдвижение будет. Не знаю, как это поставить. Сейчас. Держатель херовый. Нет, придется поднять. Придется поднять. Стоять. Сори, да? Так, сори. Этот тяжело стоит, что ли? Стоит, короче, чуть выше поднял. Так, надеюсь, меня слышно, да? Просто чуть выше поднял. У этого есть. Так, идем дальше. Ну вот, историю кто-то закинул. Австрийские солдаты после освобождения из японского плена в Сингапуре, 45-й год. Худые, видите? Вот эту худобу, почти, грубо говоря, почти вот мы тоже, может, примерно такие были в армии. Ну, 51 килограмм, блядь. Здесь вообще ребра, видать, и это, ну здесь перебор, конечно, здесь больно перебор. Но мы вот
51 килограмм, ну, так сказать, блядь, не лучше этого были, блядь. Ну, это понятно, эти были, как говорится, где они были? В плену, блядь. Самый обычный выпуск новостей в современной России. Почему это? Начал замедлять вращение Земли по своей орбите. Сделано это было для защиты граждан от стран НАТО и мошенников, которые пользуются Землей. Ведомство считает, что частично использовать вращение не поможет. Роскомнадзор начал замедлять вращение Земли по своей орбите. Сделано это было для защиты граждан. Это что за дичь, нахуй? Роскомнадзор, замедление Земли... Замедление Земли... Роскомнадзор начал замедлять вращение Земли по своей орбите. Сделано это было для защиты... А, это такой дичь. Роскомнадзор, этот... Что он сделал, говорит, типа, сделал как бы замедление Земли, короче, сделал, короче. Чтобы этот, блядь, ну, типа, Земля крутилась потише, короче. Пиздец, блядь, дебилизм. Прикол это, так. Так, в Нижнем Тагиле ветеранская организация «Боевое братство» познакомила детсадовцев с оружием и автозаком в рамках программы патриотического воспитания. Организаторы пишут, что автозак детям понравился, особенно восторга не было предела. Пиздец, нахуй. Детский сад. Мы шел куть собираю киряк мекен, шел детский сад там нашел киряк мекен. Вот это я не могу понять, блядь. Это же, прикиньте, с детства воспитывать нацистов. Вот это и есть, блядь, нацизм, блядь. Когда тебе показывают, так сказать, буйсын нурга, буйсын асың бу дегені, а бу буйсын мас. Тығып қоялар сені шунда автозакка и алып кетелер сені күтіңе сігірге. Вот это и есть, понимаете? Вот это рабство, а это неподчинение. Так что сразу, блядь, нахуй. Заход и выход тебе уже приписали. В детстве уже, как говорится. Кирясың, буйсынасың. Шығасың, через автозак выходишь, блядь. По-другому никак. Или туда, или сюда, короче. Ну это пипец. Ой, блин. Ну опять Навального, я не знаю почему, вот поражаюсь. Куштау Байрам, зачем этого Навального опять закинули? Порой Куштау Байрамға да мен удивляюсь енді. Мында башқұрт отырамы или орыс отырамы екен деп ойлаймын. Брада, оқимын енді сізге бұл новостларны. Білмеймін шуны хужасын, так я пока не раскусил, кто это его хозяин. Зачем Навального грузить сюда? Зачем? Вот Навальный нам нужен. Вот уже второе идет Навальный. Вот зачем он нам нужен, да? Ну, ладно, вот то, что я про лягушку говорил, вот это описали, оказывается. Навального убили в колонии ядом лягушки. Совместное заявление Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов. Соответствующее заявление 5 стран опубликовано на сайте правительства Великобритании. Так, Англия, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды уверены, что Алексей Навальный был отравлен смертельным ядом. К такому выводу пришли наши правительства на основании анализа проб и взяток у Алексея Навального. Эти анализы однозначно подтвердили наличие эпибатитина, сказано на сайте Соединенного Королевства. Эпибатитин, окей, ладно, про это хоть почитаем, что это такое. Нейротоксин, который выделяется из кожи эквадорской древесной лягушки, эпипедопадес триколор. Соответственно, он не встречается в природных зонах РФ. Как пишет агентство, это нейротоксин упоминается на сайте разработчика боевого химического вещества «Новичок». ФГУП, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии Госниохт. После отравления Навального в Великобритании и страны ЕС включили вот это в санкционный список в связи с отравлением политика в 2020 году. Ну, этого, помните, кого они, блядь, всегда помнил эту фамилию, блядь, новичком, короче, траванули, блядь, в Столсберг, блядь, или какое-то, блядь, место в Англии где-то, этих, блядь, дочь и отца и дочь, блядь, как их звали, блядь, забыл, блядь. Биоматериал Алексея Навального удалось вывести из России его семье после смерти политика 16 февраля 2024 года в колонии особого режима «Полярный волк». Так, именно благодаря этим материалам лаборатории 2 европейских стран могли установить наличие нейротоксина.
Вот поэтому как раз я вот этот вопрос и хотел задать, блядь. Откуда это они узнали, блядь? Вот этот интересный момент. Но тут другой еще один момент, блядь. Это 2000... каком они отравили? Говорят, в 2020-м его отравили. А в 2017 или 2018 же Скрипалей, блядь, вспомнил, блядь. Скрипалей же травили тоже новичком, блядь. А новичок Скрипалей тоже лягушка была. Вот вопрос где, блядь. Понимаете? Тоже из лягушки новичок был создан. Или что, блядь? В этот же момент как раз-таки я же был в Норвегии, блядь, если говорил, нет вам. Меня же как бы посчитали шпионом, короче, блядь, и начали меня проверять, нахуй, блядь. Ёбаный в рот. Я чуть под раздачу не попал под эту тему, а в этот момент как раз в Англии отравили, блядь, Скрипалей, нахуй, и начали шмонать. И в этот же момент, в тот же момент, блядь, где-то в Осло, в каком-то празднике поймали одного шпиона, нахуй, узкожопого, который тоже ходил, фоткал, нахуй, какие-то места, блядь, где-то в Осло или в каком-то городе Норвегии, блядь. И тут я, нахуй, под раздачу попадаю, блядь. Ага, хуяс. Они узнают, что я из России, блядь, нахуй. И начинают заебывать меня, копать под меня, нахуй. Ну, нихуя ничего не могут найти, нахуй, блядь. Что я шпион, не шпион, блядь, нахуй. Я говорю, ебало в рот, нахуй, ваше шпионство, блядь. На Путина быть шпионом еще, блядь. И таким образом, короче, я вспомнил этот момент. Это был 17-й или 18-й год, блядь. 17, конец 18-го, что такое, там... Травят Скрипалей. Два джамшута, нахуй, блядь, этот, Баширов и Хуяров какой-то, блядь, Хуяров или Баширов, блядь, два долбоеба, которые в Англии. И вот это вот пошло и поехало, блядь, и к ним, блядь, чуть меня не приписали, нахуй. Почему? Потому что, ну, у меня там кое-какие данные были не мои, блядь, поэтому меня хотели заебенить, блядь, ебаный в рот, я говорю, не нахуй, не туда, не по адресу, блядь. И таким образом, блядь, ну, вспоминая вот этот момент, я понимаю, что если тогда они взяли у новичок, блядь, у Скрипалей, блядь, вот этот токсичный, ебучий хрень, блядь, яд, блядь, этот яд, блядь, он схож ли с этим? Вот вопрос остается, блядь. Но об этом же пока не говорится, об этом, то, что Скрипали и новичок одинаковые, блядь. Или новичок в общем сложности создан, блядь, и Скрипалей, и Навального, нахуй, с одной лягушки, блядь. Вот тоже вопрос открытый, как говорится. Вот это интересный момент. Поэтому, как бы, как оно, блядь, действует, блядь. Ну, так сказать, блядь. Откуда они берут сравнение, блядь? Что, новичок это тот новичок, первый раз у Навального, и второй в Харпе тоже тот же новичок, блядь. Значит, первый новичок был у Скрипалей, блядь. Интересно, блядь. Ну тут вот нету про ученые 5 европейских стран установили, мой муж Алексей Навальный был отравлен эпипадином, одним из самых смертельных ядов. В природе этот яд можно найти на коже эквадорской деревенской лягушки. Он приводит к параличу, остановке дыхания и мучительной смерти. Я был уверен, что моего мужа отравили с первого дня, но теперь этому есть доказательства. Путин убил Алексея химическим оружием, написала глава Навального. Но понятно, убили, понятно, узкожопые, и англичане, и весь мир может любым способом убить любого человека. Проблем нету, блядь. Если эти данные выходят уже в этих странах, значит, они тоже сталкивались с этим ядом. Они уже тоже, значит, экспериментировали всей этой хуйню. Поэтому, как бы, уже шубха шираманда, понимаете, уже шубха, как бы, страх выходит даже у меня, что в каждой стране есть свое, так сказать, свой новичок. Допустим, если у этого, блядь, Эскобара, блядь, именно, блядь, вспоминаю, блядь, использовать хочется это слово, блядь. Если у этих долбоебов, блядь, эпштейнских, блядь, движуха своя была какая-то, блядь, а тут, блядь, получается, у этих, блядь, движуха новичок, блядь. Ну, как это, у путинососа. А у других, блядь, государств также есть свое какое-то, блядь, действие. Может, и это у них есть, но они не пользовались этим, блядь. Поэтому им легко было найти, откуда, как говорится, воняет, так сказать. Понимаете? Я так считаю, потому что сопоставить какой-то яд лягушки, не имея
к этому знанию, так сказать, блядь, откуда они это взяли, не может быть сравнения. Значит, у них уже были эти химические, так сказать, пробы, и поэтому они просто взяли, как, блядь, мы берем Менделеева, блядь, таблицу Менделеева, смотрим, ага, вода, ага, а тут хуяс лягушка, блядь, нахуй, какой-то там H2O и лягушка, блядь, яд, блядь. Значит, у них был уже, блядь, такое, чтобы сравнить, понимаете, блядь, не просто же с пизды взяли и сравнивают, с чем, блядь, с лягушкой, блядь. Поэтому, как бы, Туганлар, я считаю, что находка для них не стояла проблемной. Им надо было просто, блядь, как говорится, провести эксперименты, сравнение, вот, взяли, как говорится, вот эту всю дичь, и все. Поэтому тут я считаю, что прям сенсационную вещь они не открыли, а просто, да, для предъява это работает. Предъявить нахуй Путину, что он убил Навального, работает. Но теперь самое другое здесь интересное, что он предъявил, окей, убили, предъявил, новичок нашелся, значит, новичок делается от этой отравы и так далее. Но оно же не меняет наши позиции. Позиции того, что навальнисты для нас нахуй не нужны. Навальнисты могут свою Москву только строить, блядь, но не всю Россию. Всю Россию деген сөзні вообще бізге уже нужно исчерпать, понимаете? Мы не можем, как говорится, с ними, так сказать, вась-васиться, чтобы, если даже они в ПАСЕ, там 10 человек, и наших там только один, так сказать, Руслан Кутаев, Бергене, Узе, и получается, мы не можем, ну, как это, вот это, дружить, да, так сказать, блядь, то, что вот из-за этой печали, блядь, новичковская вот эта тема, блядь, убили твоего мужа, блядь, окей, блядь, нахуй, и как-то вот, ну, как бы подружиться с навальнистами и сказать, окей, давайте по-вашему будет, нахуй. Вот так у нас не должно работать ничего, понимаете, вот как-то вот так я думаю. Почему? Потому что то, что убили там, она сейчас будет давить на жалость Евросоюзу, блядь, что моего убили мужа, поэтому я хочу убрать Путина и стать сама, блядь, на этот пьедестал, блядь. Вот эта тема может интерпретироваться. Поэтому бізге туғанлар расслабляться нельзя. Бізге құттаққа да керек ме, ұрыслар вообще керек ме бізге. Шоларға бізге өзіміздің тактиканы жоғалтмасқа керек. Өзіміздің тактиканы мәхкәм тұтып, мына шу Мәскеу бізге хужалықны қылмасқа тиіс, бізге Мәскеу хужа түгіл, мына шу системаны бізге алып баруға керек, достар. Ни туда, ни налево, направо, блядь, расстрел деген кебек. Нельзя нам пошатнуться даже. Мы на своей волне должны дальше идти, блядь. А то, что там творится в русском мире, так сказать, блядь, пусть их проблема, не наша. Наша задача сблизить наши регионы между собой, блядь, и идти против этой общины, так сказать, русской общины, так сказать, против их нациков будем идти. И навальнисты, нацики, все нацики. Вы же сами говорили мне в комментариях, что ты что, дурак, что ты там про навальниста говоришь? Первые годы, когда я вам снял навальниста фотку, помните, я даже вижу, это иногда смотрю, стоит там 20 тысяч просмотров, как я снял его в Париже, не в Париже, но во Франции, в моем городе, фото навальниста, когда его убили, выставили, эти узкожопые прибежали, выставили, и я это все снимал. Ёпта, я говорю, я пришел в центр и заснял это все. Ну, если помните, видели, наверное. Вот то же самое, что... Поэтому, как бы, я-то это видео снимал как раз-таки то, что убили навальниста. И, как бы, в то время еще я досконально не понимал, кто он, что он, блядь. Поэтому, как бы, мое видео, может, оно такое как-то было странное. Но в конце, как говорится, я уже понял, начал входить в эту тему, да, и уже как бы навальнист безнен душман, блядь, оказывается. Вот так поняли, блядь. Поэтому у требовался да ульсе да бізге файдасы юқы янардан, блядь. Бізге онды кішілер бізге файдасыз. Чүнки оны біргіне сөзігіне меня сбесило, что Ичкерия это будет внутри, деді. Ол деді, Чечню мы не отдадим, деді. Все после этого, иди нахуй. Все, иди, Навальный, гудбай.
И жена, и все, кто там, Чичеваркины, Хуеваркины, все, вы нахрен нам не нужны, блядь, со своими вот этими усами, Бельмондо, блядь, эти усы твои, блядь, чертовые, блядь, Чичеваркинские. Поэтому мы как бы, так сказать, с русскими братьями не будем. Вот это я точно это осознаю, дальше больше, блядь, мы братьями не будем. Может, в то времена, вспоминая 41-45, можно сказать, что наши деды вас называли, может, братьями, но не мы. Мы уже осознали, что вы какие братья, блядь. Вы даже нам не двоюродные братья же, блядь, вы. Вы, сука, блядь, подкидыши, блядь. Братья-подкидыши, можно сказать, такие, блядь. Как Маугли, блядь, нахуй. Вы как-то подкинулись, блядь, под нашей территорией. Вот такой вы народ, блядь, понимаете? Вы ни к селу, ни к городу, блядь. Понимаете? Как с вами можно дальше васваситься, дружить и так далее, блядь? Никак. Никак. Мен ойлаймын, har vaqt мына орысларына. Олар бармы, жоқмы? Менге салқын да түгел екен, ісі де түгел екен. Мына прикиньте, мына өзімні шахси нәрсемді, сравнениемді беремін мен сізге. Вот личный сравнение. Вот мында бар iki урыс. Мында. Ну, үш вроде бы, үш. Бірісі Навальнист, короче, как раз таки. Навальнист нәрсеке соғышқан, Навальнист соғышқан башқасы білен. Потому что башқасы о чем-то говорит, а Навальнист о чем-то говорит. И они общие не нашли. Общие соғышқандар. Бірге соғышқандар мында. А бар үшіншісі өзімізден енді. Біздің земляк дейсе де была енді. Ну, дия как будто метис енді ол дия. Ну, он не при делах вообще, короче. Пока его не раскусил я, кто он такой. Вот үш урыс енді, так скажем. Вот үш урыс, ми оларына бармы, юқмы, меня ни жарко, ни холодно, прикиньте. Это вот моя личная вам интерпретация. Вот они есть или нет, мне вообще похуй. Вот он, менің қырдамына, қора кішілер, нәрсекейлер, африканецтер, мне хорошо. Вообще, мне нет такого, что депрессника, что у меня есть своя депрессия, конечно, того, что меня урыслар жетмей. Нет у меня этого, прикиньте, блядь. И что я хочу этим сказать? Что Башқұртстан, Татарстанда да урыслардан біз әжірәлсәк, мына юғалып қалса, мына айрылсақ, блин, на каком языке я сказал это? На узбекском, наверное. Айрылсақ нәрсекейден, урыслардан, бізге, блядь, бір нәрсе юғалтмайбыз. Біз бір нәрсе юғалтмайбыз. Представили, мына даже Қазақстан, Қазақстан, Узбекистан, Қырғызстан, Таджикистан урыс болмаса, олар яшай ала? Вообще проблемы yok. Даже без болмасақ-то яшай ала олар. Прикиньте. Поэтому вы должны понимать, что урыслар бізге не погода. Это не погода нам, блядь. Не настроение наше. Вот это вы должны осознавать, что оларсыз да Башқұртстан мен Татарстан бұрын құрылған. Бұрын бір лапти жүрмеген біздің жерлерде. Біз құрылғанбыз, яшәгәнбіз. Понимаете? Очень часто натыкаюсь в последнее время на Facebook. Я потом дальше читать буду. Кстати, очень в Фейсбуке, там как раз таки очень много споров идет внутри узбеков, там казаки, там все разные, так сказать, микс. Разговоры идут о том, что и Скашопы, само собой, там есть, все есть там. И начинается такая дискуссия. Кто где правил. И вот часто там ломает мысль в чем? Что кто-то миллион сообщений напишет, допустим, с Азии. Там татар-башкорт yok, потому что Facebook у вас нету, я так понимаю. Там не найдешь татар-башкортны. Там есть только те, которые в Азии. Есть татары, которые в Азии, с Узбекистана, татары Узбекистана, вот что-то есть такое. И вот татары Узбекистана, это манкурты конкретно, я вам скажу. Это пипец, черти, блин. Так, что я хочу сказать. Вот там дискуссия идет, я в тему, да, вспоминаю в тему. Дискуссия такая идет, что им постоянно какая-то сволочь заходит в этих комментариях, напоминает, что урыслар болмаса, Казахстан, Узбекистан, Башқұртстан, Былыры тоже, Татарстан болмасы екен. Болмасы екен, блядь. Мен
мне уже устал, я там уже перестал, читаю я для прикола, так, для информации. Уже писать я перестал, я не пишу, чисто пипец, что творится. И прохожу мимо, там почитаю комментарии, я даже тему эфира не читаю того, что там, о чем речь, а именно комментарии сразу спускаешь читать. Все там, киш-миш там, блядь. И шунда мен аңлыйм, что узкожопые до такой степени имперцы, и даже в независимых странах они суют свою, так сказать, весточку о том, что типа узкожопые притащили в Казахстан, Узбекистан цивилизацию в лаптях. В лаптях, блядь. Вот это меня убивает. И шунарга месяцга. Почему я это пример привожу? Башкирт bilan татарга доношу еще раз, что bizda uruslarga xatli Tatariston, Boshqirdiston g'urlab yashagan, g'urlab butun narsalar bo'lgan, блядь. Butun narsa bo'lgan, блядь. Bizda Qozog'iston bilan chegara bo'lmagan, блядь. Граница bo'lmagan. O'zbekiston bilan граница bo'lmagan bizda. Butun narsa bo'lgan, блядь. Narsaga до сих пор вы, если по исламу двигаетесь, как говорится, слышите, почему butun Tatar Buxaraga, Samarqandga borib islom darslarini o'tib kelganlar. Universitetlar, грубо говоря, bo'lgan onda. Narsaga Tatarlar onda borgansin. Narsaga onda borgan, ilm uchun borgan. Понимаете? Шунардан соң, как можно говорить, что мы были тупые, блядь? Поэтому призываю каждого манкурта, даже башкирта и татара, блядь, взять выше в разговор, в этой, так сказать, теме, вдруг такая тема внутри Башкортостана, Татарстана возникнет, кутларын кысыгыз, блядь, урысларны, блядь, что bir урыс Башкортстан bilan Татарстанга келмәгән безгә дәрес укытырга. Тут отметил бы, я хотел написать, но не стал, но здесь в эфире скажу. Если узкожопые где-нибудь меня услышат, я вам вот затыкаю вам рот сразу. Если вы даже что-то учили нас и говорят, там про заводы вообще молчу, блядь. Заводы делали во время коммунизма, то-то. Пошли вы нахрен со своими заводами, да, ладно? Вы учили, знаете чему только? Мрази. Без этого никак. Вы учили своему вот этому чертовому, так называемому вашему, у вас финно-угорский вообще должен быть, вы учили вот этому русскому чертовому языку, который мы вот сейчас на зубок знаем, блядь. Вот этому вы учили. Все. Урыс тілін сіз бізге, блядь, прям вот вдолбили, блядь, нахрен, что мы не можем от него никуда деться. Вот это вы учили. Базара нет. За это вас... Спасибо мы вам не скажем за это. Потому что ваш язык нам нахрен не нужен был, блядь. У нас был свой язык, блядь. Башкирт, татар. Вы кириллицу нам притащили, блядь. Не мы за вами шли, блядь. Вы к нам пришли. Мы к вам не ходили. Вы пришли нас, блядь, убивать, захватывать наших дедов, блядь. И всучили нам этот сраный язык ваш, блядь. После этого вы как можете орать нам, что мы вам что-то принесли, блядь, цивилизацию, блядь. С каждого чайника об этом, блядь. Это я в Фейсбуке наткнулся на эту хрень. А так-то вроде бы и в новостях об этом говорили где-то. Где-то я услышал, блядь, в этом настоящее время Азия. Вроде вот это сейчас вспомнил, блядь, сегодня же об этом тоже говорили, что давление делает, блядь, Москва против Азии. Что типа напоминает вам, что вам, оказывается, они цивилизацию привезли. Которая, как всегда я говорю, 2-3 тысячи лет, блядь, и Бухаре, и Казахстану, и так далее, и так далее. Нашей истории вообще, блядь, 2-3 тысячи лет, там, мамай заманында біздің история, бізге олар, оказывается, урыс тілі когда-то образовался вот этому узкому языку финно-угорский, когда перемешался, то вышел этот русский язык, может, от силы, может, 200 лет этот, когда образовался этот чертовый ихний холопский язык, блядь. 200 лет, может, от силы, я не знаю, блядь. И они, оказывается, нам цивилизацию привезли. О какой цивилизации вы, придурки, говорите, когда у нас цивилизация уже была до вас, блядь. До вас уже была цивилизация. Вот этот, каждый день это, блядь, дичь происходит, блядь. Поэтому раз и навсегда поймите, любого узкожопого затыкайте только вот этим способом, блядь.
Только по-другому никак, блядь. Вот как делают люди же диспуты, короче, с этими крестоносцами, мусульмане. Вот такой же диспут устраивайте для них. Делайте диспуты таким образом, чтобы ваше, как говорится, доказательство истина. И вы эту истину должны им донести, этим придуркам, которые говорят, что русский язык для, ну, точнее, блядь, они принесли цивилизацию, и это чертовый русский язык. То, что они, блядь, кроме русского языка, они нам ничего не принесли, блядь. Они у нас все как бы отняли, получается, и то, что там они увидели, то, что мы ходим уже в кожаных сапогах, блядь, решили, получается, наоборот, все ограбить, блядь. Они же все увезли, блядь. То, что они увидели, увезли, блядь. Они ничего не привозили. Что они думаете, что-то к нам привезли, отдали нам, что ли? Смех, блядь. Они все, наоборот, увозили от нас. Все, поголовно, блядь. Поголовно все увезли, блядь. Вот это да. Вот это да. Поэтому туганлар нарсекей. Ой, падает все. Поэтому я аж бешусь, когда вот эти комментарии читаю, блин, аж не по себе становится порой. От этих узкожопок, которые, ну, пытаются, так сказать, гнобить наше вот это, так сказать, не до такой степени знающее поколение наше, понимаете? То, что их вот это гнобение нас, как будто бы они все знают, блядь. Да, я на верхнюю какую-то херню поставил, телефон падает. Так, нет, мало еще процента, 26% только. Ладно, короче, надеюсь, не упадет. Так, идем дальше. Основатель и самый активный член русской общины в Башкортостане Ради Хабиров. Ну да, вот видите, его рожу даже сделали через GPT, наверное. Что-то рожа на его, не похоже на него. Ну, само собой, узкая община, вот это флаг еще такой, порошковый флаг, видите, да, черный, желтый, белый, это что за флаг, да, такой, не знаю, какой-то страшный флаг этот, непонятно, откуда эти цвета непонятные, блядь. Ну, могли бы сделать, знаете, хотя бы радугу, да, мы понимали бы, что они явно уже гомосятина, блядь, и понимали бы, узкая гомосятинская община, блядь, мы понимали бы так, понимаете, а не так, что сделали какие-то парашные цветы, желтые, черные, белые, непонятно. Радуга, блядь, ваш флаг настоящий, это радуга, блядь, я так считаю, блядь, а не этот, блядь. А вот этот флаг гомосятине можете отдать, а тот себе заберите. Да, сегодня вот загружал, как раз об этом и говорят. Вот. Совхоз Алексеевский прекращает работу, магазин закрывается, скотину распродает. Вот к чему пришло? Вам не кажется, что Тухсан Бренши Илгабовский лепжиттик, блядь? Когда Тухсан Берда все раздолбали, все после СССР разграбляли, все уничтожали и так далее. И вот Хабиров, мене деген уңышлы Алексеевский совхозын койдан біз огурчики, помидорчики свои хавали, короче, теплицы огромные были в этих Алексеевский совхоз, явно, все они как бы уничтожили. Вот такую хрень сейчас. Давайте послушаем, что это говорят, пока грузится, почитаю. В селе Алексеевка закрываются магазины и пустеют прилавки. С территории хозяйства вывозят скот. Об этом сообщил блогер Альберт Уразбаев со ссылкой на местных жителей. По их словам, на фермах работают больше грузы, животных распродают, а землю могут отдать под индивидуальную жилую застройку. В застройку! Уразбаев рассказал, что раньше на территории совхоза выращивали огурцы, помидоры, вот я же говорю, ягоды и цветы, работала молочная ферма. Бик яхшиды, блядь, молочная ферма на самом деле была. Коймаклары, котыклары, шундайверлар бик тәмние. Подготовили закрытие, поговорили про фирменных точек в Уфе, сообщают пруфы. В январе в магазине на центральном рынке покупатели отмечали сокращение ассортимента и перебой с расходными материалами. Вот тебе и на, блин. Послушаем. Сеть легендарных алексеевских магазинов закрывается. Я в Алексеевке приехал в центральный магазин для того, чтобы лично убедиться в этом. И, судя по всему, это действительно так. На прилавках уже нет молочной продукции, нет овощей. Проехался вдоль территории совхоза. Когда-то я сам здесь работал 2 года. Одни из самых счастливых были в моей жизни. 6-й блок, выращивали огурцы. Также здесь выращивали... И Охшада и Батулиляри, в частности, ягоды. Никто не жаловался. Там была молочная ферма.
здание ПКК есть, но говорит, что Mana там уже ko'rdingiz mana endi mana da javob kelib jetdi. работает больше Грузия. Shu вот Gruziya, boshqa Gruziya и так далее, la. Mana da kelib jetdi so'z. Men sizga 3 yil ichida har vaqt esga tushiraman biladi. Men ovuldan deyam, men ovulni yoratam deyam. Shularga bizga обязательно ovulni qaytarga kerak bular. Bizga обязательно колхоз deysingmi, uni совхоз deysingmi, как хочешь говори, village deysingmi, village по-английски, да, village, центр, village, там, туда-сюда, как хочешь его называй, короче, ауыл bo'lib qolay endi. Shularga bizni o'shatgan umr bo'yi o'shatgan jir. Umr bo'yi bizga, как говорится, ikmak bergan, epay bergan jir. Луна тугель, блядь. Луна тугель. И когда люди, хайваны вот такие, типа Хабирова и так далее, встают, блядь, на пьедестал, так сказать, ушлепки, блядь. Получается так, что Алексеевский доебала, Башкасы доебала. Шунарга мен sizga aytdim. Butun Boshqirdistonga ham yangi olgan yerlarga butunisini bizga ko'proq hayvon tuturga kerak и так далее. Нужно будет заниматься скотоводством. У нас земли хватает, у нас земля плодородная, травы до хрена. Ошарга кишлер yok, мен sizga еще помню, я говорил как про свой аул, рассказывал, что я возвращался в последний раз в каком-то году, допустим, да, возвращался, что мен үзім yürüген жерлерде ulan bitinde бар. Mana shulay o'sgan, bilasizmi, mana shulay. Orishdan da baland, biyiq, и bir kim urmagan ana. Bir kim urmagan, kasit etmagan-da, короче, никто не косил, не чистил, потому что avulda bir kim qolmagan. Bütün bizni boboylar o'lib ketgan, biz yo'q, bir kim yo'q, и bütün suv bo'ylarında ulanlar o'sib yota, sorg'ayib, потом bijmay bular yotalar, потом sorg'aya, опять yana, опять yangi o'sa, и все. И никто его не пользуется. А природа, так сказать, застыла природа. Шунарга har vaqt men sizga aytaman, biz birinchi ovullarni ko'targa tegish bo'lamiz. Butun ovulni ko'targa kerak bizga. Nechik bo'lsa-da, Boshqirdiston bilan Tataristonning ovullari birinchi o'rinda ko'tarilirga tegish. Butun yerda it, tup-to'li, mol, tuvar, butun aybir tuturga kerak. Bizda butun aybir bo'lirga tegish. Жмехада, Жомада, butun aybir. Onun için, блядь, само собой, поля надо засеивать. Все засеяно должно быть. И скот должен быть, и заново вот эта молодежь, которая шатается там, блядь, по городам, должна o'z negizini qaytarga tegish, блядь. O'zini ovulina qaytashaq, ovuli bo'lmasa, shaharda tug'ilgan bo'lsa, ovul topamiz ularga, блядь, и butunisini ovulga не принудительно, а привилегиями возвращать будем. Теми привилегиями, как я примерно рассказывал в своих мыслях, да, в эфире я это не говорил, наверное, не знаю, не помню, такие, что, допустим, построить какие-то таунхаусы в аулда, вот дом, земля, 25-30 соток, земля, дом, и ферма, сельсовет, как обычно, как в прошлой жизни нашей, вернуть все туда, и людей нету, допустим, да, и эти дома отдавать тем людям, у кого нет дома, и возвращать их, этих общак уфимских, общак стерлитамакских, общак салаватовских, bütün общаклардан qaytarıga оларны ауылларга, бакчалар курырга, мәктәпләр курырга, bütün әйберләрне рыважландырырга, bütün нәрсәләрне. Потом, вот только тогда и республика зацветет, и экономика, и агро, все подымется. Понимаете? И мы, как говорится, выйдем на первые уровни, так сказать. Сейчас, если мы на первом уровне по истреблению своего народа, но потом мы сможем на первом месте выйти по агротехнологии и вспомнить движение наших предков, последнего президента даже Муртазу Рахимова, который, я помню, как он по полям, по деревням ходил, туда-сюда ходил, что-то движуху делал он. А Хабиров бетон нарсат шлями. Хабиров на сыскойдады курганыгыз бармы, чтобы он на поле поехал, аулга поехал. Я не видел этого пидора, блядь, чтобы он из Уфы вообще куда-нибудь вылазил, блядь. Он бит, куда шлями бит, он нарсага, он даже, блин, нарсага, я щедро он, блядь, сука. Он нами вообще, зачем он там нужен, блядь? Без него, пусть Путин напрямую правит в данный момент пока даже. И то толок может будет, блядь. Он нахрен там нужен, блядь.
Татарстанны қарағыз, и Хабировны қарағыз енді, блядь. Татарстан нешік яши, блядь. Башқұртстан нешік яши. Ежіз, баланс, блядь. Көресіз ме? Минниханов не до такой степени засрался, блядь. У Минниханова все четко, блядь, по-татарски, блядь. А у Башқұртстанда обосранно, обосрали, блядь. Что за херня, блядь? Миним Башқұртстанымда, блядь, дичь какая-то происходит, блядь. С этим Хабировым, блядь, нахуй. Ёбалар, блядь, заебали уже, нахуй. И ёбалар дегашин, вспомнил еще одну вещь. Короче, ну это, наверное, уже ЖД отвечает, конечно, это Россия, наверное, это все-таки сделала, ну, касается Башкортостана тоже. Если вы помните, была огромная движуха в Деме и в Чешмах по ЖД вокзалам, по железной дороге и так далее. И это тоже же они же сократили, перекрыли. Ясно? Движуху они как бы вообще уничтожили. Получается как? Объясню. Было так. Как-то называлось, короче, ППП, ХХХ, короче, ну такие названия они дают иногда. Не помню как. Короче, железная дорога по Башкортостану, которая двигалась, блядь, по Самарской линии, по Оренбургской линии, в сторону Туймазов. Вот эти движухи, они сократили и сделали оно то ли в Чешмах, то ли в Деме. Где-то они уничтожили огромную, так сказать, ну, ресурсную железную дорогу. Сократили, жестко сократили, блядь. Это было уже давно, блядь, заебенили его. В итоге сделали новый вокзал Уфада, туда-сюда, а толок-то что? Толок-то что, блядь? Холок ішсіз қалды, блядь. Холокны, мен болғанымда әлі хал болды, блядь. Мен Россияда жүргенімде, блядь. Хазар это вообще пиздец. И все вот эта железная дорога сдохла, можно сказать, блядь. Потом говорят, блядь, а почему железная дорога столько денег тратит, там толка нет, туда-сюда, блядь. Да, конечно, блядь. Все, они сделали что-то, блядь, то ли пути не туда перенаправили, то ли что. Гүжләп йөргән, блядь, тимир юлларын сыгып ташладылар, блядь. Тимир юлында эш бетте дигән ул, блядь. Они жестко урезали тимир юлындагы рабочийларны. Раньше рабочие там получали очень хорошие деньги, все. Вот это все они заебенили, блядь. Потому я откуда знаю это, потому что у меня друг машинист, короче, он вместе учились мы, он машинист, блядь, электропоездов вот этих, блядь, поездов всех, блядь. Там еще есть до хрена людей, кто, я кого знаю. Вот как-то так, блядь. И вот они уничтожили ЖД, блядь. И это все происходит во время Хабирова, блядь. Во время Хамитова, Рустама Хамитова такого не было, блядь. Все как было, так и было, блядь, после Рахимова, блядь. И мына как Хабиров келді, сігіп ташлады темір жолын. Қазір мына Алексеевкина, блядь, и мына бүтінісі, блядь. Шунарға біз сколько будем молчать, мы, блядь. Сколько мы будем сидеть, кого ждем, блядь. Понимаете? Иртега bütün нәрсе сігіліп біткеш, біз қойтабыз у разбитого корыта, да, блядь, нахуй. Мы так хотим вернуться, да? Мы так и вернемся, если живые останемся, блядь. Вот как-то так, блядь. Поэтому туганлар бізде биг зур, как говорится, проблемалар. Башкортостан мен Татарстанда чуть меньше, потому что все-таки там пока как-то что-то, но и то же самое, я думаю, блядь. Может, Казань живет, а регионы тоже конченые, там, я думаю, то же самое. А на Башкортостанда прям Уфа, Кут түбінде все говно происходит. Понимаете, далеко ехать не надо. А Алексеевский тоже, если посмотреть, вроде я больно не помню, где это там, ну недалеко от Уфы, блядь. Это недалеко от Уфы, блядь, это Алексеевский, блядь, тоже заебенили, блядь. И вроде бы я вспоминаю, это тоже вроде бы закрылось уже, что-то не перспективняк стало. В Кандрах, вот это я хотел сравнить с Алексеевским, Кандрах и Кандрыкуль, вот это Абдулино, блядь, в тех краях, блядь, везде там были теплицы раньше, блядь, вот эти помидоры, огурцы, тоже сдохли, блядь, вроде бы. Тоже нерентабельно стали. Многие все позакрывали, говорят, что такое, блядь. Вот там такая дичь происходит тоже. Прошу отдыхали. Понимаете? И все накрылось медным тазом. Все стало неинтересно. Почему? Тут один ответ, я думаю, Алексеевский почему накрывается, все накрывается. Тут один ответ. Потому что завозят
дешевый товар с Китая. И вы когда-нибудь видели, наверное, китайские помидоры, китайский виноград? Хавали, наверное, китайские мандарины? Хавали такие оранжевые пластики такие, блядь? Вот поэтому, блядь, все из Китая везут сейчас. Россия же, как и все всегда говорили, она же только покупает, она же ничего не производит, блядь. И вот получается то, что и они производили, стало как бы нерентабельно и тем самым сдохло. Особенно Койдагул, Башкортостан, кемге керек ол, да? Примерно так. Поэтому бізде хужалыклар, мал туар, бүтін әйберлер уничтожено. Уничтожено, блядь. А зато Узбекистан вынужденно покупает у индусов какое-то голимое мясо, блядь. Непонятного, блядь, сука, производства. Понимаете, блядь? Халяль, халяль, хуй его, халяль, не халяль, блядь. Понимаете, как-то вот так. А у нас земли, блядь, просто так простаивают, блядь. Так что вам решать, туалар, как вы дальше будете управлять своей землей, блядь. Мы что, поживем, уйдем тоже. Останется вам земля, молодым особенно, блядь. Вы что хотите, блядь? Рабами быть на этой земле, что ли? На вашей земле, блядь, собственной. Блин. Печально просто, блядь, как вспомнишь это все. Так, легенда о главном волке и происхождении башкир. Ну, это тоже почитаем. Легенда о происхождении башкирского народа. В давние времена наши предки кочевали из одной местности в другую. У них были большие табуны, коней, они занимались охотой. Как раз айтып өттім бетінде. Мына нәрсе эшләргә кирәк безгә. Үз нигезебезгә кайтырга кирәк, блядь. Ата-бабаларны искә алырга кирәк, понимаете? Табуны коней, коров, табуны, табун, блядь. Көтү белән тотырга тиешбез без. Һәр хуҗалыкта булырга тиеш ул. Авылда гына түгел, фермада гына түгел, блядь. Халык как борын 5-10 мал тотырга тиешбез без. Без үзебез асрарга тиешбез шуларны. Үзебез шуны суеп, үзебезнең итебез була, үзебезнең сөтебез, каймагыбыз була, сепаратыбыз була, конце концов, блядь. Үзебез пештә әпей пешерәбез, блядь. Үзебезнеке биш. Нахрена нам безгә кайдан сатып алырга, блядь? Безгә наоборот ясап сатырга кирәк аны, блядь. Однажды в поисках лучших пастбищ они ушли далеко и наткнулись на волчью стаю. Волчий вожак отделился, стал впереди каравана и повел его дальше. Долго следовали наши предки за волком, пока не дошли до благодатной земли с тучными лугами, пастбищами, курасами и лесами, полными зверя. А дивные горы здесь достигали облаков. Дойдя до них, вожак остановился. Посоветовавшись, аксакалы решили, не найти земли прекрасней этой. Остановимся здесь и сделаем ее своим становищем. И стали жить на этой земле, поставили юрты, занялись охотой и скотоводством. С тех пор наши предки стали называться башкорттар, людьми, пришедшими за главным волком. Раньше волка называли корт, головной волк. Вот откуда произошло слово башкорт, башкир. Башкирское народное творчество, предания и легенды 1987 года. Мына шундый әйберләргә без ынанырга тиешбез. Даже ышанырга түгел, вот ынанырга кирәк безгә, понимаете? Вот как-то вот к этому мы должны вот, полностью вот, душой и сердцем к этому должны идти, а не каким-то, блядь, сказкам и былицам какой-то ебанизма русского мира, которые, блядь, нахуй со своим Иваном дурачком нахуй пришли, что-то там сделали и поменяли, блядь, всю историю, и после этого мы стали как долбоебами. Вот это мы должны искоренить от себя, блядь. Особенно балаларга Иванушки дурачокларны сказкаларын укымагыз, блядь. Татар, башкорт иртәкләрен укыгыз, блядь. Понимаете? Әкиятләрен. Үзегез что-то придумываете, үзегезне әкиятны, блядь. Придумывайте тегез уже, в конце концов, блядь. Урысларны түгел. Красный шапочка, да, блядь, красный Маша, да, блядь, всякие красные труселя, блядь, Иван Дулин, блядь. Всякую дичь, блядь. Тут 5 комментариев. Давайте почитаем комментарии. Чего же люди говорят? Йоханссон какой-то, блядь. Джонатан или Жонатан, блядь. Красивая история о главном волке башкорт. Это фольклор, а не наука. Вот почему. Ой, блядь.
телефон садится, забыл. Это, что он сказал? Вот фольклор, а не наука. Вот почему. Лингвистический тупик. В башкирском языке слово «корт» сегодня означает «пчела», «балкорта». «Волк» — это «буре». Нет никаких серьезных доказательств того, что слово «корт» когда-либо массово использовалось башкирами для обозначения волка. Научная версия. Большинство историков, включая Кузеева, сходятся на корень «кор» или «гурт», «кор». Это древнетюркское обозначение рода, племени или объединения. Истинное значение слова «башкорт», скорее всего, переводится как «главное племя» или «голова союза родов». Ну, не смогу тут что-то вам сказать, я уж не научный человек, но одно могу дать пример. Корт, может, оно берется с другого какого-то языка, хрен знает, или там в каком-то другом языке оно интерпретируется так. Допустим, если вы помните один фильм, постоянно этот фильм, один у меня друг любил его смотреть, потому что продавал его диски, блин. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi деген был этот фильм турецкий фильм Kurtlar Vadisi. Это как это какой-то там главную роль играет, короче, как его звали, блядь. Не помню, как его звали. Короче, вот этот Kurtlar Vadisi. И вот Kurtlar Vadisi это как бы как раз, как это называется, блядь, по-ихнему тоже как-то называлось, короче. Вот как раз таки там и называется Kurtlar Vadisi, это типа воды, это область, или как это, блядь, долина волков, блядь, переводится. Курт это волк, и вот долина, Kurtlar Vadisi, да, в переводе на узбекский, как бы, его на узбекском это я перевел, или я хз. А это фильм турецкий. Помните этот фильм какой-то про бандиты, хрень, короче, там главная роль какой-то. Вот это вот. И вот оно, может, до сих пор идет, этот фильм. Я не знаю, многосериал, блядь, турецкий. Вот как раз-таки там Kurtlar Vadisi. Vadisi это типа воды, это типа долина, воды, вот это Ферганская долина. Там Фаргана Vadisi. И вот Kurtlar Vadisi это как раз-таки вот это Курт, блядь. Волк. Долина волков, блядь, переводится в том фильме, почему-то его так перевели, блядь. Поэтому, как говорится, волк, блядь. Вы нам какая разница, волк, не волк, блядь, и начинает вот эту дискуссию нести, блядь. Волк, он баш волк, не волк, башкорт, волк или не волк, блядь. Ну, просто нация хотя бы. Давайте так, да? Башкорт, татар, казах. Вот как-то так, блядь. Если мы сейчас начнем в догадках уходить, какие-то дебри, блядь, я думаю, тут хрень как получается. Поэтому Курт это, если там Kurtlar Vadisi, да, в фильме турецком, значит, это по-турецки пусть будет. Это волк, значит, волк. Вот и все. Я так думаю. И, кстати, курды, вот, тоже. Курды. Почему Курдистан? Волки тоже. Тоже с долиной. Волки. Можно так тоже интерпретировать. Понимаете? Куртлар. Он говорит, Куртлар, Курт. Если уж интерпретировать как Курт, но Курт это по-башкирски пчела. А по-узбекски это Курт, это, как говорится, червяк. Курт. Жир курта, алма курта. Это червяк, блядь. Понимаете? И получается, что, голова червяков, что ли, получается, блядь? Это тоже тупая интерпретация, блядь. Вот этот, включая больших историков Кузеева, блядь. Кто такой Кузеев, нахуй, блядь? Понимаете? Вот это уже как бы идет, я считаю, даже интерпретация оскорбления, блядь. Что это, блядь? Куртлар, блядь. Бал Куртлара. Ну, даже бал Куртлара даже по... Это пусть даже так звучило бы. Что, блядь? Что за пчела, блядь? Баш пчела, блядь. Причем тут пчела и башкортлар, блядь? Из-за того, что мед у нас, мед везде есть мед, блядь. Какая разница? Странный какие. Поэтому я считаю, что Корт это все-таки, если уж волк, так, я думаю, это в переводе волк. Почему? Потому что Башкурдистан, Курдистан. Курдов там пчелы не было. А они тоже глистами не были, так сказать, или там куртами не были, блядь.
И мы тоже глистами не были, так сказать, блядь, червяками, блядь. Как-то странно, блядь. Поэтому, если уж интерпретировать уж, блядь, какое-то обозначение поставьте, волк, блядь. Буры, аузына тащим, блядь. Баш буры. Ну, давайте тогда башкортка, если мы идем на спор, блядь, давайте что-то странное слово не переводится, давайте не будем тогда башкортами называться, а будем башбуры. Башбуры. Ну так, давайте назовем Башбуристан. Башбуристан. Вот так, может, назовем, блядь. Новую республику придумаем, блядь, себе. Независимую. Блядь, херень, блядь. Дочитаю. Кто-то отвечает. Башкорты — это потомки множества степных народов, пришедших на эту землю в разное время, включая киданей и гунов. Изначально каждое племя из какой-то народ со своей предысторией. Это я и не отрицаю, отвечает ему. Тут небольшая неточность. Не корт, а курт или курд. На турецком языке оно и сегодня означает волк. О, видите как? Возможно, что изначально и в тюркском языке было так. Изначально были башкурды, а не башкорты. Башкурдистан, а не Башкортостан. Сегодняшние турки не древние башкир. Турки — агузская подгруппа, башкиры — кыпчакская. Теперь я вам объясню. Я понял. Это моя тоже догадка. Курд, башкурт, Башкурдистан, Курдистан, Куртлар, Курт, Башкурт, Курт. Нәрсекей. Башкурт тілінде, когда зашла кириллица, я так думаю, я сравнивать буду это узбекским языком. Когда зашла кириллица, потерялись до хрена букв башкортларда. Мы же не знаем башкортларны бірінші нәрсесін. Мен білем, что менің нәнәмні тілі ғарап тілінде. И ол ғарап тілінде деген о поет же этот песню, вот этот наш Зайнеддин. Башкирский алифба. Я ведь мына шунда сізге доведу теперь гласные и несогласные. Приведем конкретный вам пример. Башкорт дегенде корт к, орт дегенде к с крючком должно быть в идеале. К, потому что грубо идет. Орт, не у это, не у. Это понимаете, это с крючком, как на узбекском. Ötkir, не у, уткир. Русские пишут уткир. Нет, ötkir, острые. Исходя от этого, башкирские кириллицы, ебучие, алифба, сыгылген бір вақытлар, шу урыслар сыккен оны, после арабизации, точнее, арабский наш язык исчез, появился вот этот чертовый язык кириллицкий, и там нет у них б, вот этого нет у них. У нас все звуки есть. Исходя от этого, шунда у, башкурт, без башкурт звучит так же, просто Почему? Потому что біздің тілде шу өні болар, урыслар о итіп қойғанлар. Понимаете, шунарға біздің тіліне әлифба біздің әлифба бозық уже изначально. И когда вот много об этом все начали говорить, вот казахи перешли на турецкий язык, точнее на латинский язык, но там вы, если видели, есть у каждого точки. Если вы видели, такие эти есть буквы, там галочки, малочки. Вот это, если оно придет, допустим, Башкортостан или Татарстанга, вот тогда все буквы станут на свои места, и наши произношения как раз-таки будут совпадать, прям идентично, вот так, 100 на 100, совпадать нашим произношением, наши алифбе, и так далее. И шунда все устаканится. Башкорт, келіп шыға шунда. Надеюсь, я вам донес эту фонетику гласных и несогласных букв. Поэтому русский язык — это, так сказать,
точнее, кириллицкий вот этот ебучий алфавит их, это неправильный алфавит для нашего языка. Это уже одна, точнее, не одна, блядь, из множества самых главных звоночков узкому миру, что вы, ублюдки, нам принесли дерьмо, блядь. Вы дерьмо принесли, вы уничтожили наш алифбе и принесли свою хуйню кириллическую, блядь, вот эту, блядь. Поняли теперь смысл? Надеюсь, узкожопым это будет уроком того, что когда вы будете докапываться подобие нам, людям, что мы вам что-то принесли, вы дерьмо принесли. Понимаете, вы даже вот здесь, блядь, нахрен, в словах наших, блядь, вы нашли, так сказать, своим кириллицей создали искажение наших звуков и слов. Как раз-таки тут где-то что-то недавно же Габбасов говорил с этой, мне не понравился их эфир, бля, об этом же я не высказался вроде бы, с этой, с монголкой какой-то, бурято-монголкой, эфир ее не понравился с Габбасом, я вам говорил об этом в эфире или нет. Короче говоря, этот эфир мне не понравился, но там она одну вещь сказала, что они бурято-монголы, и у них типа язык как монгольский и что-то в этом роде. И вот как раз-таки, если вспоминать вот этот даже монгольский язык, точнее, вот это бурято-монгольское, вот это ихнее, так сказать, братство, у них то же самое. У них есть свой алфавит и другие буквы. Но в Монголии тоже они умеют на кириллице читать, точнее, пользуются кириллским, блин. Прикиньте, блин. Вот как прикол. И когда она мне иногда с ошибками писала, у меня как бы знакомые есть в Монголии, они мне пишут на русском, но ошибками. Я понимаю, что она так читает этот русский язык. Понимаете смысл? И вот как раз-таки все на свои места становится, что у них не хватает тех букв, в вашем сраном русском языке не хватает букв наших, чтобы мы доносили всю нашу фонетику гласных и несогласных. Идиоты вы! Что вы нам хотели доказать с этим? Теперь понимаете, почему башкирт слово там, или там бурято-монгол, или там, знаешь, всякие, Саха, Якутия, все звуки исчезли. Все дурацкое стало, все не как нужно, блядь. Потому что мына Аллаға шүкір қазір мына шыға башлады, татар нәрсесі алфавиты бар, пишешь, но редко Т9 работает, не работает по-татарски. Я же часто пишу на татарском языке, и вот не подходит. Приходится печатать постоянно. Редко вылазит Т9, там Т9 нету, и печатать каждое слово надо, буквасына китерге. И шуларға мен айтам, что вот эти все слова, буквы, они у нас были, Аллаға шүкір, в нашем языке они есть, и на казахском, и на узбекском, все, у нас все есть, а у русларда юг. Шунарга наши Башкирия, даже слово Башкирия на русском, Киргизия, все испоганено этим русским языком, который, ну, так сказать, не дает нам такой отчетности, что вы принесли нам какую-то классную вещь, блядь. Надеюсь, я вам объяснил, что вот башкортлар, вот это же круглое О, это имейте в виду, это У с крючком наверху, вот как-то так. А по латыни было бы так же кругляшок, нет, или вот так было бы, ну, короче, на узбекском было бы просто У с крючком, как мы всю жизнь писали там, Өзбекистан, У с крючком, да, а не Узбекистан. И получается, он же сейчас круглый, вроде бы, это на латынский будет, как раз таки будет круглый, как О русское, только с крючком. Вот башкурт. Вот, надеюсь, я вам донес иногда. Ну, татарларда ондай нәрсе жоқ, татарларда вот эти слова, они чуть идут помягче, а башкортларда коты, мына шулай, коты келеді, грубыйрак.
Татарларда мягко идет, а башкирта грубо. Получается, башкирт тілінде больше звуки, как будто бы с казахским, с кыргызским языками. А татарника чем-то похоже узбекникіне. Вот как-то вот так. Не грубо и не мягко, но узбекта чуть грубее порой иногда, а татарника еще мягче. Вот примерно так. Ну, если вы сравнивали, оно так. Ну, біләләр енді. Кім өзі біздің тіліне білгенлер оңнадығыз енді. Надеюсь, я вам донес. Поэтому, исходя от этого, что я могу сказать? Что курды, так сказать, курд — это и есть волк. И то, что там он турецкий, слово, это неправильная, давайте закончим это тоже, неправильная, я думаю, интерпретация слов. Почему? Потому что, может, это слово и у нас было, просто у нас куда-то это слово делось куда-то, а наоборот у турков появилось это слово. Смысл, понимаете? Почему? Потому что у нас много засоренности в наших словах. Из-за того, что мы жили всю жизнь в тесных взаимосвязях с этими узкожопами, у нас зашли уже наши, точнее, их слова стали нашими, наши слова их стали. Ызба деген сөздерді, ызба. Озба, біз татаршада, башқұртшада ызба дейбіз. На русском изба. Изба. А мы на своем говорим ызба. Изба. Как-то так вот. Понимаете, мы под себя крутанули эти слова русские. И получился, это татарское, башкирское слово получился. Понимаете? А вот этот курд, наверное, в оригинале, он и у нас, может, был раньше, в каком-то веке, в прошлом, в древности, когда как раз башкиртлар приходили, образовывались. А потом оно исчезло, не употреблялось, и куда-то с лексикона ушло, и получился буре. Буре, и все, буре келіп шыққан, и все. А бәлкім шул буре болған, құрт болғандыр раньше. Это білсін, иске теге тілді, біздің иске тілді теге. Кочевой тілдерді, может, құрт дегенлердер, может, бурені, құрт, может, вот так звали, хрен знает. Буре, шла бы токар был. Ну, надеюсь, вы поняли иногда. Поэтому все слова перемешались в нашей жизни, а у кого-то остались они, у кого-то нет. Я сейчас, в дебри уходить не хочу. Идем дальше тогда. Тут, конечно, и видосик показали такой интересный, как они как будто шли. Сейчас и все делает, да, ведь? Вот как-то так вот. Шли и нашли, так сказать, Башкурдистан. Классно сделано, да? Mana shuni qarab, manqurtlarga sizga mana men отдельно aytasim keladi. Ko'rib qolsangiz когда-нибудь mening videolarimni. Sizga bit mana shunday videolarda chiqaralar kishilar. Tirishалар. Men иногда беру, загружаю свои каналы, когда Кул дегенде часто загружать начал в последнее время. Мне самому интересно, как мультик, блин. Вот mana shunday birlarni siz bolalaringizga ko'rsatirga tegishsiz. Siz mana shunday tarixlarni должны доносить своим, блядь. Вы же сейчас и есть вот это видосики, мультики. Вы сами должны делать свои мультики, видосики. Взяли, допустим, Алдар Батыра или кого-нибудь там, какого-нибудь Тухтамыша, я не знаю, взяли рассказ его, сделали из него мультик. Вот бүтін китабынан мультик сделайте, бірнеше сериялар, с хорошим концом, так сказать, или с плохим концом. Суть донесите. Балаларга, займитесь вот такими делами. Когда у вас делать нехер, мультики надоели, допустим, смотреть постоянно Красную Шапочку или там какую-то фиксики, блядь, дичь какую-то.
для себя, для детей. Сделайте какие-то народные мультики. Создавайте вот такие мультики, фильмы какие-то познавательные, что мана башкортлар шундай болган, Дагестан шундай болган, чечен шундай болган, татарлар шундай болган, бурятлар шундай, казах, узбек шундай болган. Ну, сделайте вот такими делами, займитесь, блин. А то, что показывать нам, так сказать, детям русские фильмы там или что-то в этом роде, да успеют они это посмотреть, блядь, в своей жизни, я думаю. Вот bizna тарихна ничектер кильтерига, да, ничектер в жизнь превратить, понимаете? Вот это, я думаю, самое главное, блядь. А не то, что, блядь, мы там, ну, смотрим какие-то русские фильмы, там, сериалы, вешаемся, ой, блядь, вот был классный фильм, где даже ложь, блядь, ложь, которую нам внушали всякими, блядь, фильмами дурацкими в кинотеатрах, там, о войне и так далее, там, все побеждали, если вы помните, во всех фильмах побеждали только русские, а там все другие, кто были вот эти казахи, чеченцы, там, Дагестан, все, кто против фашиста шел, Гитлера, блядь, никого нету, блядь, нахуй, ни в одном фильме нормально, не найдешь никого, только урслар, блядь, нахрен. Как можно, блядь, такой тупой, блядь, фильмы, мы как бы выросли на этих тупых фильмах, блядь. Ладно, там, шурики, мурики, кино это, ладно, смешные там, ладно, простительно. Но, а вот эти, блядь, которые, блядь, война такая, а там одни русские, понимаешь ли, страдали. А мы, оказывается, не страдали, блядь, нахуй. Ну, вот сделайте про Голодоморы, сделайте. Башкортларный Голодомор, фильм сделайте. Выпустите его. Вот такими делами надо заниматься, блядь. Уже если мы не можем доносить в эфирах своих, блядь, тогда фильмами, может, начнем доносить уже людям о том, что, блядь, было на самом деле, блядь. Доносите обо всем, блядь. Как вот, допустим, даже Казахстан возьмем в пример, допустим, почему вот этот чертовый, блядь, туда поставили это радиационную херню, блядь, как это, забыл, это место называлось, блядь. Блядь, телемешн унуттым, блядь. Ну, ракеты все спускали, вот, радиацию создали, сколько народу померло. Я вот где-то увидел такой, кусочек только увидел, вот не до конца. Где-то увидел я в Фейсбуке или в ТикТоке, что сколько людей поубивала эта радиация. Я где-то наткнулся на такой видосик. Вот шунды фильмлар надо делать, блядь. Такие фильмы надо создать, прям полноценные фильмы надо создать, что вот эта дичь, эта узкожопая вам принесла, вот вам она что принесла. Допустим, радиацию, на Украине радиация была. Думаете, это все просто, что ли? Башкортостанда Голодомор, там еще где-то что-то там, Чечню убивали. Фильм полноценный нет уже про Чечню. Вот сколько чеченцев даже, кстати, на земле, во Франции, везде, в Бельгии, везде мечети покупать. Ну, сделайте один фильм для чеченцев отдельный. Дагестанские фильмы сделать. Вот такими делами тогда надо. Агитации, значит, агитации мы тоже, давайте сделаем ответочку. Создадим вот эти фильмы против них, а не смотреть постоянно какие-то американские вымышленные фильмы, блядь. На реальных событиях фильмы. И это будет, я думаю, самое то для наших будущих, так сказать, манкуртов, которые никак не могут проснуться из своего спячки, блядь. Я так думаю. Ирландец возвращает к жизни древний спорт подъем камней. Интересно, блядь. Древние, блядь. Ну, да, не знаю, древние, не древние, но кому-то, может, нравится такой спорт. Ну, я считаю, блядь, Кутанем Чагару. Это. Так, идем дальше. Это невеста главы КГБ Юрия Андропова Татьяна Кавардакова. Что за дичь, нахрен? ТикТок тоже покажем. Почитаем. Это невестка главы КГБ Юрия Андропова. Невестка. Татьяна Кавардакова, внук Андропова Константин, правнучка Николь. Внук и правнучка живут в США. Ну да, видите, КГБшные, блядь,
дети живут в США. Мне вообще очень жаль потомков руководителей СССР. Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Суслова. Все поголовно живут в этих жутких США. Страдают, наверное, и мечтают вернуться на родину. А я переживаю из-за детишек нынешних российских руководителей. Тоже частенько мучаются на Западе бедняги. Сулямайды, блядь, нахуй. Это так, башкирский экстремум, блядь, подъебал, так сказать. На самом деле, блядь. Кстати, я же вспомнил, блядь. Давайте про Америку поговорим. Давайте вам реальные события расскажу. 3,5 часа разговора. Недавно созвонился на днях, как раз в комнате не было этого ушлепка, соседа у меня, блядь. Ну, так пришлось. Так получилось, поговорили, короче, с Америкой. И вам просто расскажу реальные события. Просто в ахуе будете. Я сам в ахуе буду. Первое, с чего я начал? Ну, я говорю, вот здесь нахожусь туда-сюда. А он говорит, ёпрст, говорит, ну ты попал, говорит, в бюрократическую кабалу, короче. Окей. Потом разговор туда-сюда, ну, я как бы больно, как бы про эфиры я с ним как бы не общаюсь, как бы, да, не по этой теме, как бы мы созванивались, а мы как бы по общей теме, там, что в Россию нельзя, то все, короче, понятно это, поговорили. И я больше уже пытаюсь узнать, мне же нужно для эфира узнать, что творится в Америке, блядь. И вот я попытался все у него вытащить максимально. По делу и не по делу, все спрашивал. И вот этот пацан уехал 3 года назад по CBP-1, короче. Поехал, зашел через Мексику, все четко, короче, зашел, все класс, приняли, все, у него все прокатило. Попал в Детройт вроде бы, Колорадо, штат Колорадо, он там где живет, штат Колорадо, короче, недалеко от Лос-Анджелеса, говорит, и как раз, ну, внизу, короче, как раз-таки. И вот обстановка, говорит, показал улицы, все показал, дом показал, все. Обстановка прям, ну, как бы, вроде бы и пустынно, но в то же время горы, снег, короче, ну, как Башкортостанда, подумал я. Примерно Башкортостан, бля, Казахстан, микс, короче, вот такое место, как бы, потому что больше пустыни, и в то же время горы, короче, и вот как будто бы вот что-то такое. Ну, окей, это класс, подумал я. Потом идем дальше. Там прокатился куда-то он на заправку, заправился и убило вот этот момент, блядь. Заправка галлонами, бензин, говорит, как в России цены. Я охренел, блядь, в Европе стоит 2 евро с Россией вместе, рядом живут, 2 евро бензин примерно. А там галлонами, короче, говорит, за 2,5 евро, говорит, купил галлон бензина, говорит, налил. Примерно вот так заправляется он по галлонам. Хрен знает, как это, что, галлон это получается, и потом наливает, что ли? Хрен знает, как это, блядь, продают они. Как воду, наверное, продают. И в итоге, короче, мы посчитали, получается, блядь, по 58-60 рублей получается, грубо говоря, литр бензина. У вас в России вроде то же самое говорили. Также цены. Я охренел, блядь, в Америке такие цены, блядь. А я говорю, а зарплаты какие? Ну, нам же интересно зарплаты, блядь, сравнивать, блядь, с политикой России. Ну, говорит, друг, ну, он себя тоже как бы под эту тему подгоняет. Друг, говорит, вот на днях, говорит, пошел на работу, говорит, заработал $800, говорит, блядь. Чего, я говорю, блядь, $800 в день, блядь? Говорит, да, $800. А что он делает? Хуйня, говорит, страдает, говорит, блядь. Открывает замки на машины, короче, машинные замки открывает. Ну, блокировка машин, сидит дома, ему звонят, приезжайте. Он все в экипировке, едет со всеми ключами, нахуй. Поехал, говорит, открыл, все. И сколько, ну, говорит, 200, допустим, или там 100, говорит. Ну, а я говорю, а сколько он заказов сделал в тот день? Ну, говорит, я говорю, что, 4 заказа по 200 он сделал? Говорит, ну, нет, наверное, не 4, но 5-6, наверное, говорит, сделал. Вот так. Поехал, приехал, считай, куда зовут, туда и едет. Он говорит, ну, наверное, в этом штате, так сказать, да, поблизости. И вот, короче, в день, говорит, 800 там долларов, я же здесь на еврозоне, долларов, говорит, это, говорит, нормальная зарплата. Я говорю, как он нормально? Ну, это, говорит, вот так находят люди, говорит, здесь, блядь. Потом, ладно, перешли дальше по
документам оборотом. И как вы, говорю, зашли там по CBP-1, как вы живете туда-сюда. А он, кстати, недавно женился, короче. Взял из Мордовии жену, короче. Закончила МГУ, короче, английский перфект, короче. Все, класс, короче. Работает в автосервисе. На компьютере, менеджер по продажам, короче, что-то такое, блядь. Тоже зарплату уж не стал говорить, до хрена, короче. И вот, что он говорит, самое интересное, что по CBP-1 мы зашли, говорит, показались, нам, говорит, дали бумагу, которую я здесь не могу получить, дали бумагу на сколько-то, 3 года у него уже прошло, вот недавно, говорит, поменял, еще до 30-го года получил, говорит. Короче, первая закончилась на 3 года, наверное, была, или на 5 было, что-то закончилось, говорит. Первая, наверное, меньше было. И вот сейчас, говорит, до 30-го, говорит, продлили. Все, говорит, ну, а что это такое, я говорю. А это, говорит, все, это твоя такая бумажка, говорит, в котором ты живешь, блядь. А как насчет работы? Все, если ты берешь эту вот бумагу, говорит, все, ты работаешь, говорит. Это, говорит, у вас что-то, как это дерьмо, говорит, у вас в Европе, говорит, нам же не дают работать, а им похрен, а им работай, все, ты, говорит, как ты зашел на границу, точнее, внутрь США, все, ты работаешь. Зашел, ты все работаешь, тебе там можно, нельзя, сильно сураган кешиюк дия, блядь, сураган кешиюк дия, нәрсе эшлесең эшле дия, хоть он да сыгылып кат нахуй, хоть бомжуй дия, блядь, похуй дия. Ну, он, конечно, живет на широкую ногу, человек из Бугульмов, свой наш битимде, полумикс тоже, он татар, урыс, татар, короче, шундай микс инде ол. Блин, только что про него говорю, он мне отправляет. Под дверью, говорит, сидит. Вот только что с ним общаюсь, вот он отправил мне только что. Зайчик, говорит, сидит, блин, под дверью. Офигеть, я напишу. И вот, он говорит, там по документам, говорит, проблем вообще нету. Вот тебе только, говорит, надо доехать туда, и, ну, если у тебя проблемы, допустим, мобилизованные или что-то в этом роде, по этой теме, и так далее, и так далее. И самое интересное, каждый штат отвечает, говорит, сам по себе. Вот этот момент еще мне понравился. Каждый штат, говорит, за свою жопу отвечает сам, говорит. Никто там не может диктовать, там кто-то что-то сказал, тут, блядь, пошел нахрен, блядь. Допустим, ты в одном штате, все, ты в этом штате. И этот штат только все тебя смотрит, все за тобой, все четко. И вот он как раз-таки свой штат хвалил, аж захвалил, что именно его в Колорадо, штате, нету, говорит, никакого нацизма. Я говорю, нацизм есть? Нет, говорит. А есть какое-то давление, что ты там черный, белый? Вообще нет, говорит. Мы, говорит, вот, говорит, у меня как раз-таки жена, говорит, работает в автосалоне, говорит, там кого только нету, говорит, и армяне, и русские, и украинцы, говорит, кого только нету, говорит, никакого нацизма нету, говорит. Им, и самое интересное, им похрен, говорит, что там вообще у вас творится, говорит, блядь. В России, в Украине, и вообще им нахрен это не нужно, говорит, блядь. Вот им не нужно это, говорит, блядь, и все, блядь. Вот такая хрень, блядь. И я говорю, ну вот Татарстан, туда-сюда, ну, чуть-чуть я хотел тему затронуть. Вот, я говорю, вот мы же независимость хотим туда-сюда. Ну, чуть-чуть он резко себя увел оттуда, короче, ну, говорит, блядь, говорит, нахуй. Грубо говоря, примерно по его словам я понял, что этим путинососов, это все, это погибель. Ну, примерно по его словам я понял, что эта тема даже не говорится. Это просто, говорит, нам нахрен это не нужно, говорит, блядь. Мы живем, говорит, просто вот как есть, говорит, блядь. Просто вот, просто живут, кайфуют, блядь. Я подумал так, блядь, понимаете, блядь. И сравнивая моим обстановкой, европейской обстановкой, на самом деле, рассказывая о своих вот этих приключениях, он охуел и говорит, что, короче,
США, он так сказал. Короче, США это вторая Россия, только без Путина. Вот примерно так сказал. Короче, говорит, копия то же самое, говорит, беспредел такой же, говорит, как хочешь, живи, говорит, но Путина нету. Вот примерно он такой сделал мне аргумент, блядь, такой сказал. Все классно, но нету вот этой ебучей диктатуры, ну, мы так понимаем, нету вот этой херни всего. Есть только вот демократия, ну, так называемая демократия, никто никого не трогает, мозги никто никому не компасирует, вот и все. Конечно, я понимаю, там 50 чем-то штат, да, допустим, какой-то там 51-й штат Аляска, допустим, и так далее. Об этом тоже мы поговорили. Каждый штат отвечает за свою, так сказать, территорию. И поэтому как бы ну, Россия бетонный туголь. Россия, да, диктатура с Москвы, получается. И поэтому как бы нам это не светит, этой жизни не светит. И сравнив вот этот Колорадо, посмотрев это Колорадо, вспоминая его слова, я понимаю, что штат Колорадо, он не маленький. И я считаю, он может даже весь Татарстан это. Весь Татарстан может это Колорадо. Или там пол Башкортостана это Колорадо. Примерно вот так можно сравнить. Я по карте так посмотрел. Крупный гана жирина, блядь. И нәрсе уйлядым. Если он выживает сам, вот таким образом, значит, біздің мустақил Татарстан или Башкортостан, да он, блядь, эти Колорадо иметь будет, блядь, миллион раз, блядь. Понимаете, какой этот эквивалент у нас, так сказать, ресурсов есть, блядь, чем в Колорадо в каком-то, блядь. Понимаете, какая система должна быть у нас, чтобы мы, как говорится, ну, так сказать, после обретения вот этой независимости, мы только вот это сможем сделать, блядь, вот эту систему. То, что я услышал от него, увидел от него. Теперь насчет документооборота. Если кто-то захочет свалить туда, легко, говорит. Вообще проблем нету, говорит. Если у вас есть конкретное алиби, берете, делаете визу, едьте прямо с аэропорта, блядь, говорите, что вы беженец, нахуй, заходите и все. Проблем нету. А то, что там говорят, что высылают, не высылают, это все пиздеж, говорит, блядь. Выслали кого-то там, блядь. Собрали, выслали. То все, блядь. Все это хрень полная, блядь. Все хрень. Все зависит от земли. От земли. На какой-то земле от этого и зависит. Вот и все. И не нужно как бы обширно на всю Америку это, блядь, ну, так сказать, можно сказать, хаять. Плохо говорить не надо на всю эту Америку. И тем самым, ну, еще какие-то вещи он рассказал, допустим, 150 квадратов, короче, он снимает таунхаус, короче, первый этаж, 150 квадратов на двоих, блядь. Я охренел, блядь, что я говорю, не жалко вам столько? Он говорит, ну, похуй, за 2400 долларов, блядь, за 2400 долларов только снимает хату 150 квадратов. Нахуя им столько, я подумал, блядь. Ну, вот шулай, блядь. Тачка, короче, какая-то Toyota, блядь, хуй знает, какая-то тачка у него тоже. Тачки, говорит, здесь вообще 3 копейки, говорит, стоит, блядь. Нахуй никому не нужно, говорит. Ну, имеется в виду. Потом, ментов, насчет ментов. Я, говорит, блядь, по дороге, может, 2 раза ментов увидел, говорит, и все, блядь. Ментов вообще нету. Хуй ты найдешь ментов, говорит. В нашем округе, говорит, только какой-то шериф. Этого шерифа, говорит, выбирает население местное, говорит. Вот любого выберет мужика, говорит, это он становится шерифом, говорит. Все. Менты за тобой не гоняются, говорит. Вот эти айсы, про айсы тоже разговор я затеял. Айсы, говорит, да, есть, говорит, вот как раз таки, где там было, в Миннесоте, где убили эту женщину. Да, вот там, где трам-прам, где шароебится, вот там, говорит, да. А здесь, я, говорит, виделся с айсами. Салам. Был, говорит, как-то разговор. Ничего, никто тебя не убивает, говорит, нахуй, не стреляет, блядь. Это то, что там произошло, это вот какой-то инцидент, блядь. А такого нету, говорит, блядь. Там на улице идешь, там тебя ёбнут, там никто не ёбнет, говорит, блядь. Кому ты нахуй нужен, говорит, блядь. Ну, как-то так, блядь. Люди, говорит, блядь, сытые, нахуй, блядь.
Да, есть, говорит, блядь, я потом на Лос-Анджелесе сказал, блядь, бомжи туда-сюда, вот эти выключенные, видим же, это тоже вопрос задал. Говорит, ну, говорит, там, блядь, может где-то что-то есть, говорит, но, блядь, нахуй, говорит, бомжи, говорит, здесь, говорит, имей в виду так, говорит, в любой остановке есть, говорит, нахуй, не остановки Димаду, заправка, любой заправке есть, говорит, вот эти ебучие, эти, говорит, игральные автоматы, блядь. Все бомжи там играют, говорит. Бомжи, говорит, блядь, нахуй, богаче тебя, нахуй, говорит, мне. Говорит, там играют, блядь, автоматы, говорит. Вообще, нахуй, не парятся, говорит, блядь, что они бомжи, блядь, говорит. Говорит, вот так, блядь. Если ты, говорит, не хочешь работать, говорит, ты идешь бомжом и получаешь, говорит, блядь, еду бесплатную, блядь, 600 евро нахрен тебе, помощь дают, еще что-то там, ночлежка есть или что-то, как-то вот так, блядь. Если ты хочешь становиться беженцем или бомжом, блядь, говорит, это тоже обеспечено, говорит, голодным не останешься, говорит. А вот если ты сам такой, да, а если ты хочешь работать, что-то делать, работай. Снимай жилье, работай, все. Ипотека, вот этот кредит, блядь, легко, говорит, машину, говорит, в кредит можно взять, говорит, 5%, 1%, а кредит жилья 1%, говорит, машина вроде 5%, а жилье 1%, ну, что такое, я, может, путаю сейчас. Короче, говорит, 1%, блядь, нахуй, говорит, всего лишь платишь, блядь. Вот то, что мы, говорит, 2400 платим, мы можем эти деньги, говорит, платить, блядь, за свое жилье, говорит, и все жилье нам будет, говорит. И никто, нахуй, не отберет у нас это, как в России, блядь, жилье же отбирает обычно. Но, конечно, никто не отберет это жилье, говорит, блядь. Ну все, говорит, это, блядь, свобода, говорит. Всему свобода. А я говорю, вот, я говорю, я хочу же открыть, я говорю, там, какое-нибудь там предприятие, типа, ну, типа, плов-пати, туда-сюда. Он говорит, блядь, говорит, вот, говорит, нахуй. Я говорю, вот здесь, в Европе не могу открыть. Говорит, да здесь похуй, говорит. Идешь, говорит, арендуешь место, говорит, идешь, открываешь, говорит. И еще, говорит, клиенты будут тебе приходить, говорит, из-за того, что у тебя экзотическая еда будет, если, говорит, блядь. Потому что они любят, говорит, какие-то левые еду, говорит, не свое. Не бургеры, хуюргеры, блядь. А вот не свое, они любят, говорит. И самое главное, нет нацизма. Еще раз, я 1000 раз спросил, говорит, нет нацизма. Нет нацизма, говорит, блядь. А я говорю, вот в России, ну, с Татарстана, я говорю, у нас вот нацизм получился туда-сюда, блядь, с русскими вся хуйня. Он говорит, тут нет такого, говорит. Тут нет такого, говорит, блядь. Вот и все, блядь. Хоть как вот интерпретирует, говорит, блядь, здесь нет этого. Есть, если вдруг тут ты сделаешь, говорит, нацизм, вот это, он точно сказал, блядь, сори. Если, говорит, здесь сделаешь, говорит, нацизм, тебя выебут, ну, точнее, он в своем адресе сказал, меня, говорит, выебут. Говорит, если я что-то скажу против кого-нибудь там узкоглазого, как он этот ушлепок сказал, косоглазый, блядь, да, вот эти дебилы сказали, косоглазый, этим якутам. Вот, есть такой выкидон сделаешь, все, тебя засадят за только оскорбление. Вот за то, что тебя вот так чпокнули, вот, допустим, сказали, ты черный, там, или узкоглазый, все. Если ты в полном серьезе это все сказал, все, все, говорит, все, пиздец тебе, блядь. Засунут, говорит, штраф навешивают еще, говорит, блядь, $500 каких-нибудь долларов, говорит, блядь, и засунут тебя там на приличные гадки, говорит. Вот примерно так. Потом такого нацизма, короче говоря, все, забудь, говорит, такой темы тут нету, говорит. Потом давление насчет айсов. Еще раз, был разговор насчет, мы 3,5 часа разговаривали. А айсы, говорит, давление делают кому? Они делают, говорит, больше мексам, блядь, мексиканцам. Мексиканцев хотят выжить, говорит, и примерно вот кто с Южной Америки. А вот подобие нам, вот этим белым, короче, там, может, мусульманам, может, давление тоже есть. Вот
белым, короче, как мы, ну как он белый, да, как нам белым, так сказать, говорит, не черным, так сказать, не мексиканцам там, или там, не индусам, говорит, все, зеленый свет везде. Белым, говорит, зеленый свет везде, говорит. Вообще, даже ментам нахрен ты не нужен, говорит, блядь. Даже документы твои нахуй не будут смотреть, говорит, блядь. Вот как-то так. Потом один раз он, говорит, поехал, я, говорит, права забыл дома. Прав у меня не было, говорит, блядь. Мент так посмотрел на меня, трезвый, то все, короче, вот так посмотрел, говорит, я, говорит, дома забыл, короче. И вроде бы он с ним то ли поехал, блядь, поехали домой, короче, посмотрели права его, и все. Даже не выписал, говорит, какое-то предупреждение только дал, говорит, блядь. Ничего даже не сделал, говорит, со мной, блядь. И все. Вот как-то так. Нету, говорит, вот этого что взятку взять, слово взятка, там вообще нету такой темы, блядь, у ментов, блядь, взятку брать, ментам предлагать. Такой дичи нету. Ну, реально, короче, я услышал от его слов, что все-таки вот эта демократия есть, оказывается. И когда мы слышим русские вот эти ебучие каналы, и еще порой иногда плохое говорят об Америке, я уже сомневаться начал, конкретно уже точно, блядь, что если даже мы говорим, что Трамп говно, блядь, но в этом говно, стране так называемой, блядь, все-таки есть демократия, оказывается. Поймите одну вещь, блядь. Я вот для себя это уяснил, блядь, что правительство всего мира это говно, это понятно, но даже в этом говне правительство не может сменить в демократической какой-то стране уже изначально, которую они боролись всю жизнь за демократию, изменить какой-то в патологии вообще, в корень, блядь, изменить всю систему. Они не смогут. Их вот эти республиканцы и другие, еще кто-то там, блядь, кто кого ебет там, они выебут друг другу, как говорится, друг друга, они сдрючканут конкретно. Вот это точно есть. А безнен Россияда, башка давлетлерде ул нәрсе эшләми. Это не работает, блядь. А вот там работает. Там вот я достоверно убедился, потому что человек, наш человек, олдамый, и конкретно это все. Там конкретно. Вот он про свою землю рассказал вот так. Короче, говорит, я никакого ЧП я не увидел здесь. И я собираюсь, говорит, здесь жить. Все. Никакой Татарстан, я не вернусь. Все. Он хуй забил на нашу землю. Вот. Тупо он слился. Он слился от нас, блядь. Вот и все, блядь. И все. Вот у него сейчас еще, говорит, женился, родятся у него дети. Все, будут американцы. Американцы, он будет их называть русскими или татарами, или мордвой, или я не знаю, кем он их будет называть, но чувак, все уже. Мы его потеряли, Дуслар. Как-то так, блядь. Поэтому, что я хочу сказать, что этот разговор для меня был позитивен в том, в этом ключе, что безге ынтылырга керек шундый дәрәҗәгә җитәргә. Хотя бы пусть она не безупречная, как я рисую вам жизнь Башкортостан, Татарстан, но хотя бы шул дәрәҗәгә барып җиттек. Шул дәрәҗәгә барсак, безгә дә Аллага шөкер диябез. Чөнки безнең Башкортстаннан Татарстанга әз генә булса да, так сказать, инсап килсә, вот это совесть, когда придет, после вот этих сральных этих Хабировых и Миннихановых, вот этих Кадыровых, всяких вот этих чертей, блин, после них у нас придет вот туда инсап, вот это софлых, да, грубо скажем, чистота, когда придет, иншаллах, через наш, так сказать, действие, только тогда мы, наверное, осознаем, где была вообще вот эта правдивость. Вот только вот эта честность, правдивость, правильность, блядь, жить прекрасно, как можно, оказывается. Вот это придет. Если мы хоть чуть-чуть, блядь, нахуй посмотрим на жизнь американцев, блядь. Понимаете? Им тоже нелегко. Люди работают. Потом насчет Аляски, вот
Это как будто как реклама получается. Насчет Аляски поговорили. Пока то, что помню, может, еще потом еще что-нибудь вспомню. Скажу. Насчет Аляски. В Аляске это как наша тундра, короче, как надым, падым, biznikilar borib ekan Boshqirdistondan, Татарстанdan надымга borarlar bit endi. Золото копать, я не знаю, куда они. Вот, Аляскада baliq ishlari bor ekan. Baliq ishida bik yaxshi to'lalar ekan. Вообще пипец. По 10 там 15 тысяч зелени конкретно платит, говорит, в месяц. На рыбе холодно. В тот день, когда мы смотрели, минус 43 было на Аляске, минус 43. И он сказал, легко, говорит, туда поехать на работу, проблем нету. Вот, если кому интересно, рассматривайте Аляску. Нехуй переть пока полностью в Центральную Америку, а езжайте пока в холодочек, нарубите бабла. И потом уже можете думать дальше, что делать, блядь. Ну, Аляска очень перспективняк, сказали. Туда едут, говорит, снизу тоже люди, вот эти люди, кто хотят быстренько бабок заработать, едут, говорит, туда на вахту. И очень хорошие деньги привозят, говорит, на вахте. А я говорю, а ты что не едешь? Да, мне, говорит, здесь хватает, блядь. Нахуй мне туда, говорит, в холод ехать. Тут у него нормально, тепло, он в каком-то вот таком толстовке только был, из машины вышел с толстовки, солнце светит. Нормальная погода, короче, сухо. В горах снег, внизу, то, может, бывает снег, может, нет. Вот так. Ну, видно, зима, 4 сезона, насчет сезона поговорили, 4 сезона там в Колорадо. Если кто хочет поехать в Колорадо, 4 сезона, как бы да, Башкортостанда. Зима, лето, осень, весна, бетонный бербак. Yoz, kuz, qish, butunay bir bor. Shularga, ну, narsa aytarga можно, что мне интересно стало. Я всегда говорил вам, что мне что-то далеко, уезжать неохота от России и так далее. Мне стало интересно, в каком темпе. Из-за того, что вот здесь у меня не передвигается кейс-воркер, вот этот кейс-воркер тут не двигается, поэтому мне это бесит. По всей Европе оно не двигается, у всех, даже у людей, даже люди, которые сидят в Англии, тоже не двигается ничего. Поэтому мне интересно очень стала эта тема, что если попасть, получается, по нашей судьбе, так сказать, в другие страны в виде Америки или так далее, то можно там, наверное, достичь той цели, которую мы хотим, бороться против Москвы за независимость. Поэтому те, которые уехали в Америку, они зазнаются порой и забывают, откуда, из какой дырки вышли, так сказать. И они забывают, что такое Башкортостан и Татарстан. Ну вот даже в этом его примере, да, ведь тяжело будет с этого человека что-то там сказать, давай за независимость. Я не смогу ему это сказать, как бы, да, потому что на этой почве мы можем в первую очередь поссориться, блядь. А я не вижу смысла ссориться с ним, если человек говорит мне вообще до лампочки. Понимаете? Поэтому как бы даже не при делах человек ссориться, я не думаю, с ним это было бы правильным решением. Поэтому, исходя от этого, я думаю, с такого человека только нужно брать какую-то, так сказать, полезную информацию или что-то в этом роде, что происходит, так сказать, так, в Америке, какая жизнь там, туда-сюда. Mana shu uchun birinchi engama suylashib olarga bek aybatin deb o'yladim. Aybat malay. 28 яшкина olarga. Прикиньте, 3 года назад было ему 25, когда он чухнул. 25 лет он зашел туда, сейчас ему 28 получается. 3 года назад заехал он. И вот по CBP он нормально живет, короче. И само собой ему и в Рашку нельзя, само собой ему никуда нельзя, блин. Все равно, если даже он захочет вернуться, его загребут. Вот, и я говорю, а как родители туда-сюда? Ну, родители, говорят, пожилые, они, говорят, не смогут приехать, но вот мама жены только может приехать, и жене 21. Вот, жене 21, я как понял, и ему 28. Вот как-то так, они нашлись иногда. Ну, Аллаха шукр. Вот, но что хотелось бы еще вспомнить, сейчас пока резко не могу вспомнить, мы о всяком говорили. А, еще вопрос задал насчет хозяйства. Я же дурак, везде хозяйство сую, блядь. Короче, мен aytdim, мол туар bilan shug'ullanarga unda nishik, mol tuturg'a, barashkov, туда-сюда. Говорит, так же легко.
так же легко, и это, говорит, еще, говорит, обеспечивается, как я понял, правительством. Если ты хочешь, допустим, заниматься хозяйством, говорит, это все организуется, есть движуха, все это можно, говорит, сделать. И тоже очень легко, говорит, эта вся тема начинается, говорит, все это заниматься начинаешь, говорит, все. Вот эта тема тоже мне очень понравилась. Почему? Потому что если даже мы будем брать пример Башкортостана, как я и говорю, что безга хозяйство надо делать, так сказать, башкортларга, хамтотарларга хозяйство нужно на первый уровень поднять, на первый уровень их заработка должен быть Башкортостан и Татарстанда, потому что без нашу даражаны үзебезга должны, так сказать, прийти к этому высокому положению, мы должны прийти именно через вот это хозяйство. Потому что аграрная страна, это напоминает мне сразу Лукашенко, Лукашку, из Белоруссии, вот эту аграрную страну, если Башкортостан и Татарстан, да, если мы это достигнем этого, то у нас во всех будет плюс, да. Поэтому я там тоже такой же вопрос задал про Америку во время разговора этого Колорадо, что у них эти дела делаются очень легко. Очень легко, и проблем нету. Я так уж задавал такие интересные вопросы, все думаю о том, что если я буду говорить это на своем стриме, чтобы хоть что-то узнать, да, поэтому я разные темы затронул за это время. Потом, пока вспоминаю, я уж на эту тему перешел, вспомнил, давайте уж будем поговорим об этом. Еще одна тема. Насчет жилья и вот этого расходов на жилье и так далее. Примерно насчет этого. Короче, говорит, они, оказывается, живут в таком доме, в таунхаусах, которые только под сдачу. Получается, ты с бухты-барахты где-то там пошел, снял, ты не можешь, оказывается, снять. Тебе обычный человек, не сдаст. Это я так понял. В том моменте, в его районе, может быть так. Есть, оказывается, отдельные деревни в виде коттеджный поселок или там, какой-то фазенда, что-то в этом роде. И вот там сдаются, допустим, дома, коттеджи, таунхаусы и так далее. Только ты там можешь снять, оказывается. А другое что-то где-то там, если ты хочешь снять, ты не можешь снять, оказывается. Там ты должен купить, оформить, и все, этот дом будет твой. Вот примерно я так понял. А вот то, что там снять, огромное счета, ты должен снимать там, где же сдается. А вот эта вся хрень одного человека, оказывается. Прикиньте, блядь, это весь аул, это одного человека. Он просто, оказывается, купил дом, эту землю, построил и сдает. Ритейлер. Вот такая хрень, блядь. Все. Какая-то дистрибьюция. Все. Дал, сдал, взял, купил, сдал. Все, малашун дыхаликен. Ты не можешь там, оказывается, распыляться, как вот здесь, допустим, квартиру еще, там еще. Хрень. Вот, есть место, живи там. Или другой район выбираешь, куда хочешь, там. Может, конечно, есть, наверное, частники, которые сдают, само собой, без этого никак. Но вот объемное жилье, вот так, 150 квадратов, вот так только сдается, оказывается. И ты живешь там. Само собой, я говорю, вот это вода, все как. Говорит, вроде бы в этом 2400 внутри все вроде бы. Я говорю, стоянка бесплатная? Говорит, стоянка бесплатная. Гараж тоже в счет это идет, говорит, гараж еще есть отдельно, говорит, закрытый гараж и стоянка на улице, дом 150 квадратов, все, это все 2400. Все, под ключ. 2400. Если зарплата в день 800, получается 3 дня зарплаты, блядь, 2400. Конечно, ему легко отдать, 2400 отдал и все. Это как 24 рубля у нас, блядь. 24 рубля отдал, блядь, и все, забыл, блядь, месяц, нахуй, проблем твоих. А bizda 24 мең рубльга, грубо, ты даже квартиру не снимешь, 24 мең рубльга, а он за 2400, уж само собой, это 240 тысяч,
грубо, да, по 100, если считать, 200 тысяч даже пусть будет по 800, да, по 80 или по 70, да, по курс сейчас, я не знаю, какой курс, кстати. Проверим курс на сегодня, прикольнемся. Не лень посмотреть даже так, под рукой, потому что. Так, $1. 76-75, вот. 76-75, блядь. Вот 76, пусть будет. 2400, блядь, даже можно же тут написать. 2400, это будет 185 тысяч. Я думал даже 240. Нет, за 185 тысяч он снимает, короче, 150 квадратов. Понимаете, это как будто бы он на Рублевке живет, блядь. Вот на Рублевке цены были примерно такие, там, 100 тысяч снять, 150 и так далее. А сейчас в Москве, говорят, за 50 ты хрен снимешь, блядь. Понимаете, обычную какую-то рухлядь, брежневскую, сталинскую рухлядь, блядь, за 50 не снимешь. А там он, блядь, таунхаус снимает за 180, блядь. Конечно, выгодно, блядь. Как-то так. Бензин я сказал, бензин тоже, этот галлон стоит, сказал, 2,5 евро, 2,5 евро, это 191 рубль на сегодня, 192 пусть будет, 192. Там, сказал, 5 литров, где-то 4,5, что ли, что-то такое, блядь, сказал. Ну пусть будет 4 литра даже, блядь. Вот, подумайте. Ну как-то так, блядь. Так, еще что он говорил сейчас? Насчет Аляски не договорил, да, блядь, перешел на другую тему. Насчет Аляски. Какая работа? Короче, на рыбе. Работа на рыбе. Там это, одеваешься, говорит, блядь, и идешь на рыбу, блядь. На рыбный завод, блядь. Чистка рыбы, блядь, вся хуйня, муня, короче. Жилье дают, бабки дают, живешь, там же работаешь, все. Зарабатываешь от 10 тысяч долларов в месяц. Месяц, 10 тысяч долларов. А как работаешь? Не 24 часа там работаешь, само собой. Ну, как обычно, 8 часов. А ты, я говорю, сколько работаешь? А я работаю так, говорит. Короче, он открыватель замков машин, не бей лежачего, а ИП, насчет ИП я спросил. ИП есть? Ну, индивидуальное предпринимательство вот это. Он говорит, нету. Вот когда, говорит, блядь, вот зашел, говорит, ты в США, блядь, тебе дали, говорит, блядь, этот документ, CBP-1 или что-то, какой-то документ тебе дали, вот как здесь, блядь, во Франции, RCPC, там, ICE, Германия. Вот это, говорит, дали тебе, говорит, все, оно, говорит, везде, блядь, идет уже. Никакой нахуй налоговой, ИНН, ПИНН, блядь, ничего нету, говорит, ничего. Все, говорит, хуйна. Еще кое-что вспомнил. Так, документы. Вот эти документы идут налоговые, говорит. Все идет налоговый, налог не платишь, все внутри, говорит. В конце налоги платишь, говорит. Короче, каждый год приходит тебе, говорит, блядь, налоговая херня. Допустим, короче, вот так еще. Начну с этого. Короче, налоговая, вот у нас же налог, у нас пенсионный, это набирает же всякая дичь, да, ведь у нас же подоходный налог, нәрсәгенә юк бездә, башны хурып беткәннәр. Онда алай түгел икән. Онда елына бер мәртә налог түлисен икән. Допустим, мына ел азагы, мына ул декабрьдә түләгән вроде бы. Мына уже декабрьдә генә түли налогны, блядь. Анарга килә икән хат. Допустим, 12 айга хат килә икән. Ну, допустим, 50, я не знаю, $1000, допустим, давайте. $1000. Тебе налог приходит, и потом начинается тут кино. $1000 смотрят, а ты заплатил, допустим, где-то у тебя уже, ты или заранее заплатил, или где-то там заплатил, допустим, 1200. Где-то заплатил 1200. И тебе эти 200 возвращают, оказывается. Плюс они еще смотрят там, ты что-то там не нарушал, что-то нормально, заправлялся, бензином заправлялся, еще где-то там работал, видно, откуда хуй, я говорю, как, вот все видно, вот это, то, что документ ты дал,
тебе дали, вот по нему все видно, оказывается, работодатель, с кем ты работаешь, или там это банк, откуда ты перечисляешь деньги, все учитывает, оказывается, автоматом туда идет, тебе не надо даже ебаться, что-то писать, что-то делать, блядь. И все, ты, вот эти 1200, 200 тебе возвращают, еще из 1000 тебе еще что-то могут вернуть, блядь. Посчитать и еще вернуть тебе лишнее, блядь. Прикиньте, блядь. И тебе возвращают, говорят, лишнее. И там смотришь, блядь, за год ты можешь оплатить там, грубо говоря, блядь, там, допустим, да, $100. И все, блядь, тебе вернут, блядь. Потом добавил еще, туда же, если у тебя, говорит, многодетная семья, минус, блядь, что-то там, еще что-то, блядь, минус, инвалид, минус, та-та-та, и 0. Шагргада может таким, блядь, прикиньте, блядь, 0 налогов, блядь. А ты за 12 месяцев нарубил миллионы там, блядь, долларов, блядь, допустим, по 10 кусков в месяц, там, 12, лям 200 заработал, короче, и тебе может 0 выйти, блядь, если ты сможешь, блядь, всю эту хуйню делать. А тут, говорит, делают. Здесь, говорит, ну, я как понял, местные махинаторы делают, говорит, такую хуйню, что у них эти все бумаги несут, говорит, блядь, куда-то нахуй туда, все отчет дают, и все, им нахуй 0 приходит, блядь. Прикиньте, блядь, вот такая хуйня. И насчет прав. Налог вот такой, деньги такие, права. А права вообще пиздец, меня рассмешил он, блядь. Короче, говорит, 2 раза, говорит, сдаешь права. Как? 1 раз, говорит, тест, 2 раз, блядь, на компьютере тоже интернет сдаешь, говорит. 2 раза. Никуда не ходишь, говорит, блядь, никуда, нахуй. Просто где-то сдаешь, говорит, все, пиздец. И через неделю, 2, нахуй, тебе приходит, нахуй, сдал, все, да? Неделя через 2, блядь, приходит, говорит, блядь, под дверь курьером, почтальоном, конечно, вот этот момент очень уточнил, почтальоны, говорит, там как, сука, менты, грубо говоря, как менты, говорит, ну как это, ответственные, можно сказать, как врачи, пожарники, блядь, нихуя ничего не проебывается, говорит, приходят твои права. Также сдал, говорит, я на паспорт, вот этот, который на 5 лет получил, также под дверь пришли, говорит, пошел, говорит, там, сходил, так, все, езжайте домой, там 15 минут, наверное, побыл, говорит, блядь, на вот это ID американский, под дверь пришло, говорит, права тоже под дверь пришли, говорит, блядь. А я говорю, что ты учился? Нет, говорит, нахуй, я в России даже не учился, блядь, говорит, на права, я не умею ездить даже, говорит, ну, точнее, не умел ездить, говорит, мне, говорит, блядь, сука, меня, говорит, 2 раза вот этот тест и этот драйв прошел, говорит, и все, права дали, блядь, я в ахуе, блядь. А друг его, фурщик, короче, стал фурщиком, какой-то товарищ его, говорит, открыл, говорит, компанию себе на фуре, блядь, купил, говорит, себе фуру, ездил, говорит, на фуре, на своей фуре, туда-сюда ездил, говорит, научился, говорит, и, сука, права, говорит, получил, говорит, также, таким же образом, сдал экзамен, говорит, по интернету, права получил, говорит, и все, сейчас на фуре катается, говорит, блядь. В месяц, говорит, на себя, потому что он работает, говорит, я говорю, зарплата фурщиков, я слышал, я говорю, 10 кусков, я говорю, он говорит, нет, говорит, он на себя работает, говорит, 30 кусков, говорит, имеет, блядь. По всему Чикаго, Микаго, везде, по всей Америке катается, говорит, в Канаду ездит, говорит, 30 кусков в месяц, говорит, приносит просто так, говорит, просто 30 тысяч долларов, блядь, в месяц. Я говорю, нихуя себе, блядь. Понимаете, вот это вот, потом мы говорим, капиталисты, нахуй, начинаем говорить, блядь, похуй кто, блядь, нахуй. Им дали работать, им дают возможность зарабатывать. Можешь, делай нахуй, блядь. Можешь, делай, блядь. А bizda Boshqirdiston, Татарстанда. Попробуй, сделай. Кутыңа сигалар, ақшаңны алалар, үйіңні алалар, вот как. Сабуровна, кутына тибалар потом. Вот нахуя так, блядь. Понимаете? Вот вам. Что у нас, блядь? Империя. У нас нихуя не капитализм, блядь, нахуй. У нас ебанизм, еще раз говорю, блядь. Понимаете? Каждого сдоят, каждого угонят, блядь. И вспомнил к этому, как, если это правда, если это опять какой-то дичь не несут, где-то прочитал в Инстаграме, Хабиб Нурмухамедов, вот этот дагестанский боксер, все бабки, оказывается, вывел на какие-то движухи в Дубае, короче.
Ауа, блядь, вот туда, короче, блядь. Все вывел из России, оказывается. И вот там кто-то лайк пишет, кто-то плохо, кто-то хорошо, ему тоже комментарий до хрена написали. Вот типа того. Кто-то успел, если он на самом деле вывел, не вывел, вывести, кто-то не успел вывести. Вот и все, вот шлайкен, да, Россия, понимаете? А Америка, да, извиняюсь, ты можешь хоть что делать. Можешь, работай. Не можешь, блядь, не работай, блядь. Вот как-то так. А у нас, блядь, хочешь, не хочешь, работай, блядь. Потому что тебе никто не даст просто так, блядь, так сказать, даже этим воздухом дышать, блядь, в России. Вот шунды хальдуслар. Шунарга Америка турында, может, что-нибудь еще вспомню, больно таки глобальное ничего не вспомнил, можно было бы еще рассказать. Но вот это прям достоверные последние вам факты жизни человека, который живет 3 года. Это прям новинка, так сказать, даже для меня, для моих мыслей, то, что я сколько вижу в Европе, что происходит. Он сказал еще, самое главное, что тебе, наверное, если дальше больше, нужно оставить эту Европу, говорит, блядь. Если ты каких-то целей ищешь, говорит, блядь, ну, это в голове у меня цель, конечно, независимость Башкортостана с Татарстаном, так, подумал я, уж не стал говорить, ну, я один раз сказал, как бы он странно, нейтрально воспринял, все-таки, я же говорю, по-русски он, как бы, да, и как бы не могу, как говорится, диктовать ему что-то такое, что вот мы хотим независимость, да ему похуй, блядь, ему. И исходя от этого, я понимаю, что по его мыслям, что он мне говорит, что если в этой бюрократической дыре, так сказать, в Европе, он же тут тоже жил, раньше в Польше жил, он раньше, у него все документы были польские, то все, потом он туда чухнул. И таким образом он говорит, блядь, в Польше, говорит, было как-то по-другому, конечно, но то, что ты говоришь, ты рассказываешь, это пиздец дичь, говорит. Ну, вот эта бюрократическая хуйню, вот мы ждем, блядь, в лагерях живем, то все. Говорит, тут нет такого. Поэтому он говорит, блядь, может тебе, говорит, наверное, лучше срулить сюда, говорит, блядь, нахуй. Вот как-то так, блядь, он мне вот озадачил меня, вот такие вопросы, блядь, не знаю. Как говорится, ну, я-то внутри подумал, лишь бы, блядь, оно, так сказать, был эффект от этого, блядь. А тут туда-сюда прыгаешь-то, эффекта нету. Вот я пол Европы объездил, блядь. Эффекта нету. А моя-то цель что? Моя цель, блядь, нахрен, донести до народа, блядь, независимость Башкортостана, блядь. Понимаете? Якынга шоп, разговор была. Узакка шоп, якында шок. Деген сөз бар бит бізде татарларда, башқұртларда. Шул болып шықмасын потом, понимаете? Поэтому что-то вот прям 3-9 земель, пока у меня пока мысли нету резко уехать, я так думаю. Пока. Ну, посмотрим, что здесь будут они мне говорить, блядь. Дадут они мне конкретно жить, блядь, спокойно или нет, блядь. Потому что, видите, я же спокойно, обширно и заняться не могу вот этим делом, да, так сказать, чтобы народу призывать, народ призывать, то все, какие-то уже физические действия делать не могу. Почему? Потому что все упирается к деньгам. У меня же нету миллионов за спиной, блядь, чтобы что-то как-то, блядь, делать. И поэтому моя мысль была такая, что если мы, как говорится, в Европе здесь устаканимся и получим какие-то документы, и исходя от этого, от этих документов мы будем уже строить не вот это движение массе, блядь, там нахуй, это ненужные вещи, блядь. А то, что там мы будем собирать свой народ, так сказать, который в Европе живет, еще где-то там, который не в России, и даже из России, кто сможет выезжать, собирать здесь и действовать как бы в общем круге именно без Москвы, так сказать, без вот этих манкуртов, которые топят за Москву, без них именно наше общество, которое, то у меня были вот эти планы, чтобы развить именно наше общество здесь. Вот к этому я стремлюсь, чтобы безын халыкны собирать в одну, так сказать, в одну, ну, диаспору я не смогу сказать, потому что диаспору целую мы не сможем здесь собрать. Тут только чеченцы диаспорой могут, так сказать, хвастаться, да? Мы не можем, потому что башкорт-татар бір штука, блядь, эсбис. Что можно было бы сделать? Хотя бы начать вот этот процесс того, что, ну, какие-то мероприятия в виде
политики, а не вот это там сабантуй, чай içерге келдігіз, там чай içебіз сабантуй. Нет, а именно в виде именно политического, так сказать, ракурса или обзора этого. Вот это интересно, блядь. Мана шунарга кешана жирга, блядь. Было бы идеально. Салам алейкум. Good. Ты дома был? Ага, Курша малай. Вот. На хате, да. Да, мы все в хате здесь. Вот. Шунарга бізге нешіктір вот это собирание нашего народа, наверное, да, ведь по осколкам, так сказать, можно даже сказать, как-то вот так. Вот это главнее. А это собирать как за границей? Только, я думаю, когда ты будешь обеспеченный. Вот обеспеченность только приведет к этому сбору. Почему? Потому что если даже просто даже вот прокатить людей, даже, допустим, мы устаканились, допустим, какой-то в одной стране, туда ведь человек сам за свои деньги не приедет. И вот моя стратегия такова была бы. Допустим, захотел кто-то топить за независимость, захочет приехать, но у него нету финансовых, потому что человек не имеет каких-то, миллионов. И бизнес-организация могла бы их как бы купить билет туда-обратно, приехать на какой-то назначенный день, допустим, на какой-то день, да, не Сабантуй, еще раз повторяюсь, не на Сабантуй, а приехать на какую-то там конференцию по собранию наших татар или башкиртов, там микс, да, или там тех, которые топят за независимость наших республик. И потом эту организацию расширять и наши вот эти встречи расширять. И как раз-таки хорошо было бы тогда, если это езда вот это туда-сюда друг к другу кататься, так сказать, в каком-то городе будет, потом в другом городе будет, вот обширное происходило бы, и это все делать под интервью, как интервью, как сказать, уже как бы не на телефоне сидеть, снимать себя там, а как-то сделать такое видеопанораму, чтобы вот мы были здесь, обсуждали о том, что независимость Башкортостана с Татарстаном наша цель и так далее, и не так, что, как Кашапов бегать нахрен с плакатом там по Польше, по Варшаве, нахрен нам это не нужно, понимаете? Нужно такое общество, где мы просто придем, посидим, так сказать, за чайком, поговорим конкретно о деле. Как мы будем дальше действовать? Мына шунды встречаларны кубрак жасарга. Понимаете, вот эти встречи нам нужны. Я думаю, да, вот сейчас, если мы будем сопоставлять Ленин, вот этого ташшага, лысого, Ленина, я представляю, каких он в делегациях сидел здесь, Понимаете, кого он собирал, я представляю, чтобы снести и сделать революцию, понимаете? Вот с таких долбоебов хотя бы надо брать пример. Он же, по идее, такой долбоебский движуху сделал, Сделал, так сказать, в оконцовке революцию, Значит, он же не просто сидел здесь, понимаете, чаи гонял с какими-то дебилами, Он сидел с теми людьми, которые рулили этой темой. А потом, как засланный, это дурус, ташакур рахмат, Зурахмат. Да, вот потом Ширеблен, так сказать, этой болезнью, он туда поехал. А если без манда Жилми, без Габбасов, онда, мин манда, казах брат, куллы безне, пишут под Габбасова одни казахи. Bir-iki штук татар көрем шуның астында, башкорт көрем. Bir-iki штук башкорт отырашында. Қоясың Габбасовсының артындағы башкортлар. Мен көрмеймін сізні. Татарларны 5 штук көрем латны. Башкорт 2 штук, татар 5 штук. Вот сіз білән 7 штук боласыз сіз. 7 кіші білән куда вы хотите идти? Имеется в виду и комментарии. А вы видели, как пишут объем комментариев другие? Казахлар, вот в последнее время узбеклар меня комментарии запрашивали.
Вот одно видео, я же вам в начале эфира говорил, сейчас я не знаю, сколько уже набрало, 600 тысяч набрало просмотров. И комментариев-то сколько там? Я даже не смотрел, сколько комментариев. Там чокнуться можно. А почему башкиртан татардан юкшунды? Почему вы спите, я не могу понять. Почему это казахам это надо? Вроде бы соседние государства. Вообще не при делах должно быть. Они могут сказать, башкиртлар пусть сами разбираются. Кутармилар, узлары пусть разбираются. Нема кыламыз біз жазып, дырга могутлар олар. Но они же не хотят так говорить. Они наоборот нас хотят поддержать, а вы спите. Понимаете, вот это обидно мне. Поэтому я в таком, если вот, допустим, мне сейчас 40, блядь. Если Кашапов 30 лет воюет этой Москвой, не может, устаканиться, потому что мы до сих пор рабы, ничего не заканчивается, то получается, нам такие организации, не только я, то, что я вам говорю, должны создаться. Этих организаций уйма должно быть, блядь. Если бір кишиден барып жетмей екен сізге, значит, біз көбейерге тиішпіз. Вот один был, чувак недавно нарисовался откуда-то с России. Ведет он блог один, Татар Азат. Ну, татар инду. Я больше не буду раскрывать человека внутри, про него. Опасно. Вот он что-то ведет, но ведет, а что? Толок-то. Я иногда кузумелангина брикараб коям, кермим, потому что сидят там до хрена каких-то, кто там сидит, непонятно, в комментах, бестолковые комментарии. Я вам скажу, бестолковые разговоры, комментарии. Там не идет речь о сносе Москвы, а идет речь о общем положении. Общее положение это не скукоживает нашу цель, понимаете? Наша цель вот Москва. Шуны ищена борга bizne цель. Как бы сжать надо нам свои вот эти мировые интерпретации. Бізге қысып Мәскеуні қысырға керек бізге. Бізге шул жаққа баруға керек. Шул дәрежеге баруға керек. А не то, что бүтін дүнияны біз сөйлейбіз да бит. Мен Американы сөйледім сізге. Бұл бізге білесің, как дәріс кіна біліп баруға тиіш. А цель наша вот это сжатие кольца Москвы, понимаете? Зажать надо нам москвичей, этих кремлеботов, вот этих, которые в Кремле только сидят, да, вот нам же, наши враги, они только. Вот шуларны тутуп, как говорится, бәреге керек, бүтінісін, понимаете, қырға керек, бүтінісін. Мына шунда сүстіріпті. А это мы не можем сделать 5-6 человек, которые сидят, лайкают, понимаете. Нам нужно вот эти, не то что лайки, нам нужно живые люди вот эти, живые люди, которые хотят с нами бороться. И вот эта организация, которую я вам предлагаю, она бы этого и делала бы. Вот это делало бы. Почему я хочу именно эту организацию развить? Люди, наверное, многие подумают, он что-то себе, что-то пробить хочет, что-то. Мне нахрен ничего не надо, блядь. Если эта организация будет существовать с вами, вот это мне нужно. Меня нәрсеге ол керек. Мен бір өзіме, мен нема қыламын оны. Еще раз повторяюсь, мен бір өзіме, Башқұртстан да керек ме, Татарстан да керек ме, мен бір өзіме. Онда сіз болмасаңыз. Поэтому, если мы вместе, значит, мы изначально должны топить вместе. Изначально выходить с этого говна вместе, вылазить. И поэтому, если мы сделаем вот эту хрень организации, как разные люди понаделали там всякие организации, которые не ликвидны, они не работают. Не работает эта организация. Навальнисты что-то там собрали барахло свое. Еще кто-то еще там. Все понасобирали. Ходорковский под себя кого-то купил. Нашлай. Понимаете? Опять такая, как это, порука, да, называется? Как это? Круговая порука. Называлась, да? Или как называется это выражение? Вот эта круговая порука опять бойлар. Sizesizmi? Нәрсәгә без монандай простой кешеләр җыя алмыйбыз шул нәрсәгә мәслихәт дөньясын. Бойлар гына җыя. Нәрсәгә соң подобие Карпова или как Карасева или как этот вот этот в шахмате Кукайбашевский вот этот. Потом вот этот Ходорковский,
Навальниска, который всякие бабки урвала у Европы, и всякие вот эти, бля, Кара-Мурза, всякая дичь вот эта. Почему они только при деньгах могут собирать каких-то людей, а у кого нет денег и нет людей, блядь. Вот так получается, понимаете? Получается, блядь, мы не можем двинуться без денег. Смысл, понимаете? А пожертвования какие-то брать нам не прикол. Какие-то пожертвования брать нам это неинтересно, как вот этот Дождь-канал постоянно просит деньги, Дождь-канал. Мы на вас стоим. Да не стой, кто тебя держит, блядь. Кому ты нахрен нужна, Дождь, блядь? На вас мы держимся, блядь. Ну, кто-нибудь их просил, чтобы они делали это, нет? То же самое и мой адрес. И кто-нибудь, вы просили меня, чтобы я это делал? Никто не просил, поэтому я не имею права у кого-то какие-то деньги просить. Поэтому это нужно делать только таким макаром, чтобы безда... Сейчас, секунду. Ой, блин. Здесь выходит эта хрень. Этот... Забывает слово всегда. Алга башқұрт бауырлар, қазақтар бірге. Да, рахмат. Башқұрт еліне бостандық тілейм, біздің түбіміз бір. Амин. Шунарға зур рахмат туғанлар. Нәрсекей. Шунарға айтам битінде. Это скользит, все падает у меня постоянно. Шунарға айтам битінде. Мына всегда напоминаю всем вам, себе тоже. Куршын яқшы бұларға тиіш. Куршын. Кушны, мана, кушны. Вот казахлар наши соседи. Это туғанлық, это понятно. Само собой. Там все, а язык одинаковый, это. Куршылар. Куршы яқшы бұларға тиіш. Понимаете, куршы яман болса, ничего не будет. Мына ойлап қараңыз, Мәскәуні да күрші дейерге керек өзі. Мәскәу күрші бізге болған. Это сосед. Москва была соседом. И вот видите, каким плохим соседом оказался. Плохой сосед, он зла только нам принес. Он ничего не принес нам своим ебучим кириллским языком, блядь. Понимаете? Кирилл тілін мәктәп алып келдік, завод алып келдік. Жоқ. Ол бізге только яманлық кетірді ол бізге. Яманлық қына алып келді. Мына ол яман күрші болды ол біз үшін. И это узкожопый вы должны понимать, если вдруг вы меня увидите. Вы не хорошие соседи. Вы плохие соседи. Поэтому не зря у нас, у мусульман говорится, как говорится, хороший сосед должен быть. Если у тебя будет хороший сосед, все, вы живете. Без войн, без ничего. Поэтому, если сравнивать даже вот, допустим, Китай с Монголией, у них то же самое. Китай для Монголии не хороший сосед, который сожрал южную часть Монголии. Он не хороший сосед. Поэтому у них жизнь, видите, какая, блядь, тоже дичевая жизнь. Также каждого можно сравнивать. У кого сосед херовый, с ними нельзя жить хорошо. Также ту же Америку, которую, как говорится, я вам рассказывал только что, с Мексикой. Куба, Мексика. Почему они в нищете? Потому что сосед херовый, блядь. Вот по сравнению обида Мексики, уничтоженную Мексику, я тоже понять имею право, понимаю даже. Почему нищета в Мексике? Потому что маннан кислородный ёпкан Америка. Америка кислородный ёпкан из-за того, что наркота. Базара нет. Когда у тебя нищенская страна, захватили какие-то наркообороны, блин, вся эта дичь, блядь, у тебя нет развития. Плюс у тебя сосед говно спереди, вот это американское правительство же, по сути, говно, закрыло территорию, забор построило, как будто вы викинги какие-то там, или там ужасы какие-то внизу, забор построили, это же пипец, да? И вот живите, да? Это прям, я представляю, вот эти же американские фильмы, когда, помните, какие-то ужасы там, они строят забор себе.
И это другая страна, как будто бы, за забором. А там живут какие-то дикие люди, а здесь живут элиты, как будто бы. Вот они вот так закрылись, блядь. Вот так они закрылись, как Китай построил стену против нас. Китай строил за то, что мы нападали. Вот эти, в прошлом. Гунны, хунны нападали, дрючили их, Китай, блядь, на кол ставили, так сказать, их. Поэтому они китайскую стену построили. Понимаете, вот то же самое американцы. Тут, получается, мексиканцы, у них как саранча, жрет их, жрет. И даже под землей битында у них ходы были у мексиканцев, все. Поэтому плохой сосед. Вот поэтому у нас не должно быть плохого соседа. Мы поняли, кто плохой сосед. Это русские. Русские плохие соседи. Значит, мы должны избавиться от них. Нам не нужны плохие соседи. Нам нужны хорошие. Допустим, вот Казахстан, рядом другие, кто будет с нами. Вот хорошие соседи. А у русских, как говорится, по соседству тоже будут хорошие соседи. Но они будут плохими. Вот в чем прикол. Поэтому тем соседям нужно будет ухо востро держать, чтобы вдруг опять какой-нибудь Иван Васильевич меняет профессию, не появился, понимаете? Опять начнется 25. Шундыхал дуслар, шунарға дуслық, туғанлық, көршілік, мына бүтін әйбір проверяется, так сказать, в бою. Как говорится, если у тебя навс получается голодный, ты можешь сожрать своего соседа. Не то, что там, блин, свою родню там, соседа своего, который тебе вообще никто. По идее, по соседу, я считаю, люди должны держать дистанцию, потому что он твой сосед. И у тебя должна быть такая вот, как это называется, субординация к соседу, культурная субординация, что он твой сосед. Ты не его хозяин, ты не его, и он не твой раб. У тебя должна быть субординация по-соседски. Это даже не по-братски, это по-соседски, потому что вы никто друг другу, вы соседи. И когда люди переходят эту черту, получается вот эта белоберда. Захвачена Казань, уничтожена Казань, убили татар, всех раздолбали там. Вот это вот соседская дружба. Дуслар, бізде как сказать, проблемалар көп енді. Бізге нешік болса да вылазить надо из этой ситуации. Я так считаю. Вылазить, и только вы сами можете помочь сами себе. Я так понимаю. Не знаю, сейчас вот здесь, если максимально пройдемся. Вот здесь вот у себя уже я покопаюсь в Телеграме. Вот здесь я услышал еще одну вещь. Ахмед Самедов, который башня, да? Помните, башня, дагестанский или кавказский узел, так сказать? Башня Чаринского, канал. Тоже порой же моментами Чаринский мне не нравится, я же вам говорил. Что тут произошло? Ну, ставить буду, не буду, найду, не найду точно, но, короче, услышал я, чуть-чуть послушал, можно будет поставить. Но тут шумят вот эти двое, до сих пор спать не идут. Сагат Нища был, да, уже 2,5 время не спят. А вот оно врубилось. Короче... Свыше 20 тысяч, что сделало эти события самыми кровавыми в истории исламской революции. На экстренном заседании Совбеза ООН в январе западные страны обвинили Тегеран в кровавом убийстве партии у памятника графу и в истории Армении. Вот здесь сейчас найду. Смертей пришли здоровьем президента. Ни Анкара, ни Абу-Даби на вопросы журналистов не ответили. Примечательно, что вот здесь вот. На базу в Восточном Танжаре несколько офицеров убиты. А в четверг повстанцы разгромили военное подразделение. Короче, Эрдоган слил страны, где секрет военных и гражданских арабов. добровольцев. Нападавшие оставались на месте Ляпнул до следующего где-то. дня. По словам источников в силовых Сейчас. структурах, Аклет с совещанием без
Таyyip Эрдоган в воскресенье сообщил о переносе визита в Абу-Даби из-за проблем со здоровьем президента ОАЭ Мухаммада бин Заида Аль-Нахаяна, а затем поспешно удалил это сообщение. Пост, опубликованный командой Эрдогана в соцсети X, содержал 3 абзаца. В нем говорилось, что турецкий лидер позвонил Аль-Нахаяну, выразил сожаление в связи с его проблемами со здоровьем и пожелал скорейшего выздоровления. Визит, как отмечалось, будет перенесен на неопределенный срок. Сообщение было быстро удалено, но агентство AFP успело сделать снимок экрана, а турецкие государственные СМИ уже подхватили новость. Государственный телеканал Турции также убрал свою публикацию. Официальное эмиратское агентство УАМ подтвердило телефонный разговор 2 лидеров, но ни словом не упомянуло ни перенос визита, ни проблемы со здоровьем президента. Ни Анкара, ни Абу-Даби на вопросы журналистов не ответили. Примечательно, что накануне в субботу вечером команда Аль-Нахаяна распространила фотографии, на которых он улыбается в обществе эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани и выглядит вполне здоровым. Что именно произошло со здоровьем одного из самых влиятельных лидеров Ближнего Востока, остается неизвестным, а поспешное удаление поста лишь подогревает вопросы. Приложение, созданное как ответ на цензуру пропалестинского контента, выстояло попытку блокировки. Социальная сеть Upscrolled была восстановлена. Короче, как тут Эрдоган слил секрет ОАЭ. Получается, я и говорю же, не дослушал то, что, блядь, он болеет или не болеет, короче, про это, короче, слил, блядь. Получается, такое бывает, что ли, блядь, сливание, блядь, государственных тайн, блядь, одним президентом, другого президента, блядь, на весь эфир, блядь. Вот это самое убивает меня, людей, блядь. А чё ж тогда, если тут про болезнь слили, а про Эрдогана что-то, про имама Али Рахмона что-то не сливают нормально, до конца не сказали. Зачем он ездил, блядь, в Китай, блядь, этот имам Али Рахмон? Тоже болеет? 73 года или что? И я его вот этот, только я думаю, что за секрет слил, блядь. Я теперь только дослушал его, блин, при вас, блин. Слил то, что он болеет. Что это, блядь, человек болеет? Что это, секрет, что ли, блядь? Удивляюсь над этим, блядь. А может, для них это страшная вещь, блядь? Это то же самое, что там, нахуй, комар укусил, заболел Путин. О, блядь, это что, секрет, что ли? Странные люди, блядь. Получается, значит, эти старики-разбойники, я теперь понимаю так, только это можно интерпретировать таким образом. Старики-разбойники не хотят даже, чтобы кто-то знал, что ты болеешь. Чтобы, блядь, трон не отобрали, блядь. Понимаете, вот для чего они скрывают и называют это секретом, блядь. Теперь я так понимаю, блядь. Я-то думал, блядь, он что-то слил там, пиздец. Сука, предал их, думал, блядь. Сука, блядь, заболел. Ну и заболел, блядь. Может, гриппом заболел. Может, нахуй, сифилис поймал, блядь. Хуй его знает. Ну, блядь, заболел. Как будто элленерса был ганкебек, шуно, блядь, сука, порой, новости порой, да, ведь, вот даже понять не могу, зачем его так прям афишировать. Эрдоган слил секрет ОАО, блядь. Это же пиздец, нахуй, блядь. Я-то думал, блядь, что-то там насчет оружия слил, блядь, или что-то слил, кому-то слил, блядь, стуканул, блядь, про болезнь, блядь. Понимаете, Кишляр уже даже не знает, как, блядь, под себя позвать этот эфир, что ли, зачем так писать, блядь, или там создать, блядь, как-то чуть-чуть, блядь, скромно не выражаются, блядь, скромно. Зачем, блядь, писать такое? Блядь. Может, давайте я тоже завтра начну писать. Путин умер, блядь. Вот так, давайте буду все заголовки так ставить. Умер Путин. Каждый день это будет тема. Умер Путин. Первая серия. Умер Путин. Вторая серия. Это то же самое, понимаете? Это зачем, нахуй? Хайп, блядь. Какой-то хайп делать. Хрень какая-то, полная дичь. Полная дичь, так. Так, окей. Так, что я... Что я еще хотел тут почитать?
Ну вот, уж давайте вот этот, но коротко только пройдусь тоже. Вот уж про Америку, то, что я говорил вам. Вот этот лезгин, дагестанец, в Америке. И тут это тоже откуда-то с Инстаграма, короче, вытащил. Один брат Юса написано. Ну, явно акцент тоже дагестанский. Спрашивают постоянно, как в Америке со школой. Вот пример мусульманской школы. Также есть христианские, иудейские и обычные. В обычных большая пропаганда вот этих, голубых. И тут как раз-таки они сейчас бегают, но я не стал его закидывать как видео, короче, открывать уж не будем. Короче говоря, в этом видосике, можете в интернете сами посмотреть потом, говорится о том, что как вообще и какие есть школы в Америке. Короче, есть, оказывается, это как бы уже вот тоже достоверная тема, есть американские школы обычные, есть мусульманские, тоже обычная школа. Само собой, наверное, все школы в Америке платные, может, вот эти государственные бесплатные, я не знаю. Потом есть, как он говорит, да, христианские, иудейские, короче, разные школы есть. И вот это вот здесь учатся все в хиджабах, дети бегают там, девочки в хиджабах, там учителя в хиджабах, ну, короче говоря, мусульмане. Все вон русскоговорящие, грубо говоря, Дагестан и так далее, кого-то там только нет, он перечисляет вроде бы и разные нации там, и вот и африканцы есть, разницы нету, хоть кто, микс, короче. Ну, мусульмане. И где теперь вопрос вам? Где вы в России видели такую школу? Вот найдите мне. В Чечне, Дагестане нет такой школы. Башкортостан, Татарстан вообще забудьте, нет такой школы. Чтобы там бегали одни мусульмане, учились, кайфовали. Нету. А вот в вашей гниющей Америке с наркоманами такими страшными, блядь, из Лос-Анджелеса, есть такие школы. Вот, понимаете, порой даже, блядь, хочешь какому-то бреду верить, пытаешься поверить, но когда выходит вот такая тема, ты уже перестаешь в этот бред верить, понимаете? Плюс еще тот разговор с чуваком, с моим знакомым, что вот такая жизнь там, вот, ну, как говорится, то, что я узнал. Поэтому вот это, то, что я от него услышал, и вот это все одинаково сходится. Просто пока у них детей нету, и поэтому как бы они не в курсе этого. Ну, явно, конечно, он будет, может, в какую-то русскую школу ходить, но по крайней мере, или общественную там, так сказать, американскую школу и так далее. Поэтому выбор в огромной России нам не дано выбирать. Мы только послушные рабы. А в Америке любая нация может выбирать и диктовать свои условия. А мы даже ни хрена не то, что диктовать, мы даже ничего не можем сделать, блядь. Мы до такой степени никчемные такие, блядь, такие вот. Нигде мы как бы не котируемся, блядь. Без ноль. А те, которые нашими нельзя называть их, манкурты сидят там наверху, это всего лишь югірдәкләр. Теге хужаларны югірдәкләр олар. Мальчики на побегушках, девочки на побегушках. Представьте, как Киркоровы все. Киркоровы вот это из той вечеринки. Вот они такие, блядь. Опиздюлились и бегают. Шныри, короче, по тюремному сленгу. Так, вот здесь что. КПК оскверняет святость мечети в Восточном Туркестане, снося тысячи мечетей по всему региону и организовывает танцы и пение внутри мечети, как показано. Ну да, вот здесь тоже уж включать не буду, вот здесь тоже вот играют уйгуры свою национальную музыку, а там сидят на маленьких таких табуреточках эти сраные китайцы в обуви и в одежде, на ковре сидят, на стульчиках и слушают эту музыку. И типа их развлекает внутри мечети
музыкой, девочки и вот этот мужчина. И там сидят, и это все кто-то заснял на видео. Вот такая дичь, блядь. И зато вся вот эта, так сказать, знающая умма мусульман на это все, так сказать, смотрит. Ну да, бывает, а что, с кем не бывает. Вот так вы, Малашулайганасыз, так сказать, для себя успокаиваете свое положение. Все страны, все, и тут уже перечислять даже уже устал. Все страны мусульман вот такие. В Палестине то же самое. Вот это то же самое. А, кстати, насчет Палестины вспомнил. На днях тоже пост был, я не знаю, сюда закидывал или нет. Вот уже это точно мы можем, уже это, я не знаю, даже, я не знаю, то ли, кто это выпустил, короче, в Фейсбуке, но это конкретно уже, блин, можно сказать, это, что арабы с евреями, это два брата-акробата, блядь. Два брата-акробата. Но почему они друг друга убивают? Вопрос, блядь. Остается открытым. Пиздец, блядь. Я же вам всегда говорил, в Москве, когда ко мне приходили евреи, ебаный в рот, я подумал внутри. Это же арабы, блядь. Рожа арабов. Понимаете, блядь? Это писец, блядь, я думал всегда, блядь. Это же одинаковое лицо, блядь, сука. Одинаковое лицо, блядь. Это пиздец, блядь. Поражался над этим. И тут как раз-таки там в тексте, я не знаю, его закинул, хрен найдешь сейчас, чуть-чуть помню. Короче, была, оказывается, Сара и... Или, может, Айна была, или Айна, или Сара, или еще какое-то название. Короче, было дело так. В том тексте было написано. Короче, отец ихний был один, и две жены, что ли, было, как-то так, короче. Получается, примерно так, чтобы не обмануть, блин, вас и себя, то, что помню. Короче говоря, вот эти евреи, блядь, родились от одной Сары, а арабы родились от кого-то другого. Но их отец один. Понимаете? Прород один. Но их родили две разные женщины. И получилась вот такая еврейская хуетация. Получается, это все одно и то же. Так сказать, блядь, можно даже сказать, один сперматозоид, блядь. Только, блядь, поделили на два. И вот эти, блядь, два уебана не могут между собой согласие найти. И поэтому убивают друг друга. Понимаете смысл? Один другому мстит, другой другого мочит, блядь. И вот это все продолжается всю жизнь. И когда мы говорим, что кто-то куда-то пришел, вот именно к этому брату пришли те братья. Ходили после, блядь, этого Моисея, блуждали по всему миру, блядь, и приперлись в Израиль, блядь. И получилось вот это дерьмо, то, что мы наблюдаем. Уничтожили Палестину. А так все у них одинаковое, блядь. Даже вот эти гаплогруппы, мы же говорим, вот эта дичь, которую мы сравниваем, нас всех, все, мы примерно одинаково мы все, да ведь? А эти два долбоеба одинаковые тоже, блядь. Прикиньте, пипец слитые одинаковые, блядь. Я же говорю, блядь, просто один сперматозоид в разные матки попали, блядь. И получилась вот такая хрень, блядь. В разные матки родили этих, с одной спермой родились две, так сказать, с двух маток вот два долбоеба. И вот они воюют между собой. Получается, самое главное, одни Аллах Таалямга қарсы шыққан долбоеблар, а ikkinchi jog'i, наоборот, Аллах Таалямга буйсынганлар. Ул деганы, в моей интерпретации, говорится это так. Как раз таки то, что я ненавижу. Высокомерие, кичливость, вот это кибр по-арабски, да, вот это и есть. Сохранилось у этих как будто бы как обида. Понимаете, как
на арабов. То, что они где-то не туда пошли, и здесь они обиделись, как девочки. Именно как девочки обиделись, и теперь мстят своему кровному брату, можно сказать, с одной спермой, понимаете? Получается, мстят до такой степени, что это даже нам отражается. Даже мы при делах становимся, блядь. Вообще мы не при делах. Ни башкирт, ни узбек, ни казах, ни урыс даже не при делах. Мы не при делах вообще. Между ихними войнами. Но они делают при делах нас. Потому что задевает ислам. Задевает ислам своей вот этой гребаной войной. Теперь, а как это все решить-то, да, нам? Вопрос остается открытым. Но я думаю, решить как? Доказать этим ублюдочным, не так сказать, родившимся евреям, что вы, долбоящеры, вот признайте, что вы идиоты, блядь, два брата-акробата. Грубо говоря, так сказать, выебаны одним хуем, рождены двумя матками. Вы вот эти два долбоеба, которые, блядь, нахрен никак нахуй не имеете права воевать, как получается на Кавказе говорят, кровная месть, кровная месть. Вот это кровная месть у них, понимаете? Вот это и есть кровная месть, блядь. Вот это, блядь, два сперматозоида, так сказать, поделенные, воюют между собой, блядь. Так сказать, у кого длиннее воюют. Непонятно, зачем ведь они еще воюют, понимаете, блядь? Земли до хрена везде, блядь. Понимаете, тут даже не в земле дело уже, я так понимаю, а просто уничтожение от зависти. Зависть. Тех сионистов, так сказать, вот этих убийц, именно, так сказать, дает, им вот это в голову моча так бьет именно с завистью. Именно вот это вот какая-то недолюбовь, что ли, там их недолюбили, что ли, блин. Вот это у них в интерпретации, в их голове, блядь, этих сионистов, пианистов, которые из-за своих каких-то убеждений и принципов пытаются, так сказать, целый, как бы можно сказать, свой братский народ уничтожить. А еще ведь нам нельзя забывать, что у них даже, если даже стена такая была там внизу, вверху, до этой войны, вот этой последней, 3 года назад, которая началась, или 4 уже, сколько она идет, вот это, после нападения вот этого. А видите, почему вот это нападение произошло? Почему это вообще, вот это нападение, вот это все произошло? Я думаю, как раз-таки оно и звучит правильно. Они же как бы два брата-акробата, один другого лучше. И один другому пытается отомстить. И это не успокаивается, потому что отцы, один отец. Успокоения не будет, блядь. Моча бьет обоим в голову. И вот они друг другу не мстят. То одни, то другие. То одни голову поднимают, то другие ломаются. Этот встает, тот ломается. Вот, короче, вот так, понимаете? А умма смотрит на это все дело. И недоумение, почему так? И мы, само собой, мы же ненавидим евреев. Это с евреями не то. Мы скажем сразу, да, здесь евреи виноваты. Мы сразу вердикт ставим такой. Вы еще не подумайте, что я за евреев. Не в этом дело. Просто понять я хочу вот эту дичь, почему это так происходит всю жизнь. Оно же не первый раз воюет. Всю жизнь. Вот в корень, я так понял, после того рассказа, если у них мамочки разные, но отец один, получается, это недолюбовь. Именно сионистов. Недолюбовь. А если взять в лично каждого человека,
лишнего вот этот человеков, вот нас, вас, всех, нашего касания вообще нету. Даже их касания нету. Того араба с сионистом нет касания вообще. Касание их, так сказать, выходит от глав. Глав Палестины, глав сионистов. Вот их касание. А люди вообще ни при чем здесь. Те, которые погибли люди, и там, и тут, и там, и тут, больше, конечно, в Палестине, вообще не при делах. Понимаете? Вообще не при делах того, что они творили, что над ними творят. Они не при делах вообще, блин. Потому что это, по сути, не их война. Просто, как говорится, тут, получается, они обижены, вот эти ублюдки сионистские. Те, получается, на выигрышной стороне, потому что они правы, эти обиженные. И вот поэтому вот эта война, блядь. Тут только вот это можно интерпретировать. Догадки какие-то и уходить в какие-то дебри, блядь, историю, блядь, нет вообще смысла. Потому что я за этим вот сколько наблюдаю, я понял, что только так. После того рассказа я так понял, дошло мне, что манда туганларна, так сказать, можно сказать, сводные братья. Можно сказать так, блядь. Мы нашу туганлыкта, у них пошла вот эта, так сказать, депрессивная ситуация между собой. И вот они друг друга хотят уничтожить. Вот и все. И самое интересное, извиняюсь, внутри, с той стороны, со стороны Палестины, мы же не знаем там тоже, кто прав, кто виноват. Мы же не знаем. И тут получается, ихний, так сказать, мысль-то вернуть землю, но тут даже не в земле дело, понимаете, блядь? Не в земле дело, блядь. Они базарами, деды их не отдали землю, все, зашли, начали жить туда-сюда, своим, так сказать, сводным, хуй поймешь, каким-то братьям. Там 2 мамы, 1 отец, блядь. Вот им, как это, я не знаю, как это что за нахуй. Многоженство, блядь. Вот, из многоженства вот эта хуетация воюет между собой, блядь. И вот тут получается минус, самый минус, это нечеловечность сионистов. Если бы сионисты хотя бы, выгоняя их, не убивали бы и не разрушали бы, и воевали бы вот так просто, так сказать, словесным поносом, хотя бы, или там просто кулачными боями, без оружия, без тяжелой техники, может, можно было бы замять это. Но из-за того, что они в корень разъебали, это уже задело, я считаю, всех мусульман. Перешли все границы. Перешли все границы, и тем самым они на себя, так сказать, так натравили даже нас. Мы вообще не при делах здесь. Поймите, мин узбек, башкирт, татар болып туылғанмын. Мин араб түгел. Мин сионист түгел. Сіз де шулай, допустим. Поэтому мы не можем, получается, так сказать, там как-то вот каким-то боком быть. Только мы можем боком быть одним. Первое. Рахамлик. Бізге Аллах Таалам рахамлик берген. Милосердие. Нам Аллах Таалам дал иман. Мы мусульмане. Вот только этим боком мы можем попадать под эту тему. Как бы защищая справедливость. Не больше. И не меньше, не больше. Больше может, не меньше. Но то, что они, вот эти 2 брата-акробата, это пиздец, я это уяснил для себя. Это я всегда подозревал по фейсам ихним. Понимаете, по фейсам, блядь. И вот это все доказало мне, что вот эта хрень, это, так сказать, мы не можем сказать, что это не наша волна, да. Но когда убивает просто так, и мы смотрим на это,
Блядь, это как-то некрасиво, блядь. За это придется нам отвечать, блядь, я думаю. Это вот такой же пример, сейчас как раз-таки такой же пример. Я не знаю, брат, не брат, блядь. Украинцы с этими финно-уграми, узкожопами. Почти такая же херня, блядь. Почти такая же херня. Просто остается выяснить, что украинцы кто такие. Украинцы тоже ведь какая-то часть финно-угров, это же тоже финно-угры. Украинцы тоже финно-угры, но только как-то там живущие финно-угры. Потому что если даже Эстония даже это финно-угры, просто на этой стороне воды. Получается, эти тоже примерно из той же категории, понимаете? Но не викинги. Понимаете? Викинги, можем мы сказать, немцы. Там с Норвегии как-то приперли сюда. Викинги. Но те не викинги, блядь. Финно-угры. Поэтому как раз-таки они тоже вот такие, блядь. Хуй знает. Отец один, две матери, блядь. Вот что-то в этом роде. Вот как с арабами. Понимаете? Вот как-то так. Поэтому, ну я к чему это, да? Просто меня задела вот эта вся хрень. То, что такие вещи мы можем как раз-таки и себе взять. Вот это то, что там война, тут война, мы себе тоже можем это как бы пример взять, что безга никак нельзя между собой что-то движуху делать. Между собой никак нельзя. Даже Поволжье с Кавказом мы не можем это делать себе позволить. Не дай Аллах. Да если даже мы там не братья, там не что-то в этом роде. Вообще. Почему? Потому что, как сказать, мы с этой земли. Кавказ с Кавказа, Поволжье с Поволжья, Казахстан с Казахстана. Все мы с этой земли. Мы не пришли с Луны. А вот евреи там какое-то время были и ушли во свояси. И потом обратно приперлись. Опомнились, опять приперлись. Вот это уже непорядок. Вот это уже непорядок. Был бы, может, порядком, если они бы придерживались тех границ, в которых они жили и спокойно жили. Кутанкаса. Но они захотели все забрать. И это уже конкретно именно зависть. Их сподвигло к этому. Навс, ошлар. Ошлык, навс, вот это гегемония, забрать все, блядь, и так далее, и так далее. А я думаю, там, если даже они вот это все заберут, выселят, там не будет того, так сказать, ну, какой-то период, может, они поживут, да не будет ничего там хорошего, я так думаю. Ничего не будет, блядь, какой-то период поживут. Те люди там где-то поживут. Тут, понимаете, от места слагаемых, или, как говорят же, какой-то, ничего не меняется там. Туда уберешь сюда, сюда уберешь сюда, ничего, туда уменьшишь, туда перельешь, сюда перельешь, один черт везде будет вода, блядь. Переливай, не переливай, вода везде будет. Не бывает, что не будет чего-то там. Там люди, тут люди, один черт, везде будут люди. Как-то так, блядь. Поэтому, Туғанлар, я вот такую хрень я чисто просто вспомнил, решил вам как-то вот свои мысли сказать. Ну, опять идем дальше. Вот фотка разрушенной Украины. Как-то вот эта волна, наверное, более наша волна. Башкортостан заплатил самую высокую цену за войну с Украиной. Как будто, какой-то, я читаю, как будто мы герои такие. Герои-убийцы. Можно вот так сказать. Герои-убийцы, которые заплатили за свою, так сказать, своей жизнью, своими, так сказать, вот этими манкуртами, кому-то. Кому мы заплатили? Зачем заплатили? Самый кровавый счет
Башкортостана. Прям язвительно сделали. Топ-10 регионов, топ-10. Помните, когда-нибудь слышали вы когда-нибудь топ-10 музыкальных хитов России? Прям так зазвучало, допустим, да? Или там хиты Америки, топ-10. Нихуя себе. А теперь это мы называем «Сколько людей умерло». Топ-10 регионов по числу подтвержденных погибших, блядь. Ну, это же уж Китай, блядь. Уж Китай вообще, блядь. Всего подтверждено имена 177 433 погибших. Это за какой опять период, я не знаю, блядь. Медиазона это, блядь. BBC 13 февраля 26 года. Давайте будем говорить на 13 февраля 26 года. Столько погибших. Откуда это число и когда оно началось, неизвестно. Ну, давайте скажем, за январь-февраль. Ну, я не знаю, с какого числа. Башкортостан, первое место, 9042. Второе, блядь, Татарстан. Я думал, Бурятия, блядь. Татарстан, второе. 7763. Но я не верю этим числам. Это просто это воздух. Третье. Свердловская область. 6256. Челябинск. Дуртанче. Бишмен Бишис или Дурт. 5554. 5554. Вот это, да? Пятое. Пермский край, блядь. Пипец. 5319. Шестое. Краснодарский край. 5200. Там, блядь, туда-сюда 100 человек разница. Седьмое. Московская область. 555. Московская область, я не могу понять. Московская область 5000. Кто ж там пошел, а? А я знаю, кто там пошел. Московская область, это половина из них явно не москвичи. Это вы, вот ваши гастарбайтеры это, блядь. Половина из них это гастарбайтеры, можно сказать. Ни хрена не москвичи, блядь. Понимаете? Это Московская область, это, блядь, до Воронежа, грубо говоря, блядь. До Рязани, Московская область, блядь. Это явно, блядь, нахрен кильгенделяр вот эти, блядь. Новоиспеченные, так сказать, новые узбеки, новые таджики, новые кыргызы, блядь. Вот это они, блядь. Они же любят там в Подмосковье покупать паспорта, блядь, себе. Иркутская область. Иркутская область, блядь. Ну это пиздец, блядь. Иркутская область. 4269. Ну, это тоже искаженные цифры, я вам скажу, блядь. Потому что Иркутская область, как я в тот день услышал, Иркутская область это Бурятия. Это как раз таки это буряты. Девятое. Саратовская область. Ну, Саратовская область знаем, кто такие. Казахи. Там же казахи. Казахи. Там явно очень много казахов. Вот Пападос было вот эти, так сказать, местные манкурские казахи. Я так представляю это. Ну, явно татары. Татар до хрена там тоже, блин. Вот опять наши. 4156. Это еще просто цифры. 10. Бурятия. Бурятия это отдельно, Иркутская это отдельно. Получается, Иркутская область же, понятно, туда может зайти и, так сказать, и буряты, и все подряд, блядь. Чита, мета, бардак, короче. Бурятия отдельно, 4146. Получается, Иркутская область отдельно, Дуртмен, и Бурятия Дуртмен. Куртрас бетинде. Получается, уже недостоверно. Уже, блядь, Иркутск нәрсе, Бурятия нәрсе, один черт, блядь, грубо говоря, по территориям. И киге бульганлар шуна. Получается, значит, уже здесь недостоверные цифры. Допустим, когда говорят Башкортостан, не добавляют. Добавили только Челябинск, Свердловская область. Свердловская область тоже неправильно добавили. Свердловская область это где? Екатеринбург. Понимаете? Порой иногда даже они в своих писанинах как-то странно высказываются. Объем, понимаете? Екатеринбург это Екатеринбург. Свердловская область это значит
Весь Екатеринбург, блядь, нахуй. Это весь, блядь. Иркутск с Бурятией то же самое, блядь. Нахрена это вот так распределение делать? Где тут Алтай? Алтай кое? Кое манда Саха? Это топ-10 же. Топ-10 имеется в виду. Вот и думайте после этого. Здесь уже неправильные цифры. И я не верю этому само собой. И из этого всего, получается, мы, ну, так сказать, одну какую-то 1% только он нам дает, 1% какого-то периода. За месяц мы можем сказать, базара нет. Вот за месяц столько умерло, мы можем сказать. Или там за 2 месяца крайняк. Вот это да. Но не за год. Не думайте, что это за год. За год это вообще мало. Потому что это, если мы даже посчитаем за год, если вы подумаете, это за год они сказали, то 1 200 000, 1 800 000 что-то не сходится по числам, по, так сказать, по счетам тех людей, которые конкретно считали его, примерно, да, и то тоже. 1 200 000 не сходится с 9 000 какого-то периода. Поэтому, Туганлар, я не верю этому. Вот здесь еще написано, давайте вот прочитаем. Журналисты Медиазона совместно с русской службой BBC, вот русская служба BBC, вот эта русская служба BBC, я больно не верю. Потому что русская служба BBC, она такая, ну, так себе. И команды волонтеров по состоянию на 13 февраля установили имена 177 433 погибших на войне россиян. Видите, вначале пишут 177, и всего, оказывается, 177 тысяч. Понимаете? Получается, что? Имена погибших на войне россиян. По состоянию на 13 февраля. Понимаете? Это получается, с какого периода-то они взяли, блядь? 177 и топ-10 вот этих, и еще там, блядь, вот здесь я сколько вам прочитал, грубо, 10, по 10 тысяч всего лишь прочитал, пусть будет 100 тысяч, а где те 77 тысяч? С каких регионов их взяли, блядь? 77 тысяч, если это правда. Лидером среди всех регионов России по количеству подтвержденных потерь по-прежнему остается Башкортостан. Ну, понятно. Война унесла жизни как минимум 9042 военнослужащих из республики. Далее списки Татарстан. По данным Вашингтонского центра стратегических и международных исследований КСИС, совокупные потери среди военнослужащих России и Украины за почти 4 года войны приближаются к 2 миллионам человек. Из 1 800 000 убитых, раненых и пропавших без вести 1 200 000 со стороны России. Пропавших показалось, как будто воют по-русски, а оказывается, это они свое врубили. 1 200 000 пропавших без вести тудым-сюдым манашуном блянберге. 1 200 000. И получается, вот эти 9 тысяч и 177 тысяч, это мы понимаем, значит, это вот этих, так сказать, запчастей, которые пришли в черных пакетах, это про них мы говорим. И оттуда вот эти 1 200 000 и 1 800 000 вместе с Украиной, 600 тысяч почему-то дали, я этому тоже не верю, потому что 600 тысяч с Украины не может быть, потому что в Украину тоже наплыва людей очень много было, народ там погиб конкретно, я вам скажу, поэтому пока Украина будет скрывать свои данные, чтобы не шарахать людей. Понимаете? Потому что, как мы понимаем, в Украине вроде бы, если не соврать, вроде бы 40 миллионов, вроде бы Украина составляла народ 40 миллионов, из них 10 миллионов, если не больше, смоталось оттуда, ноги сделали 10 лямов людей, из них 30 миллионов где-то там, тоже куда-то испарилась какая-то часть. И тоже, я думаю, из 40 миллионов 600 тысяч погибло
А сейчас тогда сколько, блин, в армии людей? Поэтому я считаю, что если в России за один призыв, весенний призыв призывалось 1 800 000, говорили, один призыв годовой, 1 800 000 в армию, душар идут, блядь, солдат, 1 800 000. Что вы думаете, за 4 года Украина, если даже 1 800 000 у них не было бы, что они не могли бы сделать 1 800 000 солдат, что ли? В Украине, как говорится, пусть будет даже если 120 миллионов в России, треть населения в Украине. Получается, значит, на 3 поделить, получается, это вот таким образом они математику вывели, что ли. 1 800 000 в России, а 600 в Украине. Потому что 120 миллионов там, тут 40 миллионов всего лишь. Что, блядь, вот так складывается, блядь, дичь какая-то, блядь. Ну, не может быть так, понимаете? Это Вашингтон-Пост, мост, блядь, это вся дичь какая-то, ну, такая интерпретация получается неправильная. Получается, если в России 1 800 000 призывается, значит в Украине 600 000 призывается. Да, я этому не верю, потому что в Украине тоже, мне кажется, 1 200 000 положили точно. Потому что не может быть, что когда на тебя идет орда 1 200 000, допустим, которые поздыхали 1 200 000 и призыв 1 800 000, ты не можешь 600 000 армию держать оборону. Ты нихуя не можешь. Потому что, блядь, там идет орава 1 800 000 на тебя, допустим, 1 миллион там позиций было открыто, если вы понимаете, по карте войну, блядь, начиная от Крыма, заканчивая, блядь, Сумской области, Харькова и так далее, примерно, да, вот это полушарие Украины, вся идет вот так, саранча это идет с России, и 1 800 000, и тут только закрывает 600 000, ну невозможно, блядь, нахуй. Поэтому я считаю, что лям на лям там война была, баш на баш была война, так сказать, идет война, и лям там положили, лям тут положили, это точно, блядь. 2 ляма ушло только так просто, а там 200 или там 800 000 можем еще дальше добавить в уме. А так по ляму точно легли, по ляму, не может быть меньше. Потому что, ну, невероятно, блядь. 600 000 не удержит 1 800 000, поймите. Киев взяли бы точно за 3 дня. Поэтому тут одинаковая борьба идет. Во-первых. И во-вторых, это не мусульманская война. Есть там хубейды, как я недавно грузил, там, или что-то в этом роде, там какой-то один видосик сделали такой классный, как будто бы там такой маленький шпичный коробок, квадрат стоит, короче, мусульман, а там орал, короче, стоит, вот такое, как бы, выражение такой войны сделали при Хубейде, что ли, или какой-то война, ну, любая война мусульман таким образом интерпретировалась, что тут мало их, а здесь крестоносцы, а здесь верующие, и бабах. Получается, эти вы победили этих, понимаете, ну, оно не работает в этой войне. Оно так не работает. Этих мало, там много саранчи, орков, так сказать, как они называют. И здесь мало. Поэтому я этому не верю. Это мы живем сейчас не в те времена, и живем в 21 веке. И плюс, поймите, ни с этой стороны неверующие. Там манкурты тупорылые наши, а здесь вообще крестоносцы. Поэтому как бы вера, так сказать, ихнего, такой интерпретации к кресту, это, ну, не ислам. Это не ислам, поэтому как бы я считаю, эта тактика не работает здесь. Тебя меньше, там больше, и мы победим. Не работает. Если ты там даже бисмилля не умеешь говорить, оно не работает, я думаю. Что-то как-то это сказочная хрень, тема. И как начали орать, вот это тоже меня вообще удивляет. Европейцы начали орать, что Путин проиграл, поэтому сейчас что-то не может. Вот это какую-то фигню поймали, хайп какой-то, Путин проиграл, поэтому Украина вообще победила. Какой-то черт из Европы вылез, начал об этом тоже говорить. Взрослые мужики вроде бы дебилоиды, блядь. Тут сейчас пока еще никто не победил, блядь. И никто не проиграл, блядь. Позиции стоят на месте, блядь. Все на месте, домой никто не ушел, блядь. Поэтому здесь о победе вообще речи не должно даже идти, блядь. И речь должна идти какая, я думаю,
что Путин проиграл или там победил, ну, как бы неправильная интерпретация. Знаете, как, типа, это такой европейский, такой, ну, я так считаю, такой крысенышный такой мышиный ответ, знаете, он проиграл, он проиграл, вот, типа, понимаете, вот такой, блядь, типа, давать, типа, такой ответ, чтобы в себя чуть-чуть такой приподнять себе дух или возвысить себя, блядь, что вот Путин проиграл, все, он вот это не может, это какие-то еще аргументы он приводит, этого не может, это не может. Да, поймите одну вещь. Орда, когда стоит вот это, блядь, наши, да, стоят там наши, поймите, и говорить на них, что ты проиграл, это наоборот бесить их. Это бесить их. Зачем бесить этих долбоебов, когда у тебя, грубо говоря, нет такой силы против них, блядь. Это вот такой херня получается, как мультик, я вспоминаю какой-то там, пипи-пипи, там орет вот это, какой-то мультик, русский мультик, блядь, какая-то мошка там на медведя орет и об этом кричит, блядь. Проиграл, вот, типа, вот прям вот это мне показалось, блядь, вот этого долбоящера, который вылез сегодня откуда-то, я не знаю, с какой стороны он вылез, это сказал, блядь. Не знаю, что за хуй было это, Швеция, что ли, или кто это был, блядь. Откуда он вылез, блядь, сказал такую дичь. Поэтому победа, поймите, это когда победа? И Путина, и проигрыш Путина, и так далее. Это когда мы уничтожим, или там Украина, если осмелится ёбнуть по Москве, вот тогда будет победа. А сейчас ни та, ни эта сторона не победила, поймите. Вы остановите, как вот в Афганистане остановили, что вы хотите сказать, афганцев, вы победили, что ли? Там то же самое, блядь, шла Москва, допустим, и то же самое здесь Украина, блядь. Понимаете? Нет, она так не работает, блядь. Это не победа. Ни та не победила, ни это, блядь. Просто все остались на своих местах. И то, получается, в Афганистане никакая земля не перешла России, а здесь перешла. Понимаете, уже проигрыш Украины идет, блядь. Уже проигрыш, потому что в Афганистане земля осталась у афганцев, блядь. Выебали русских, они ушли. А в Украине остается земля. Крым уже, блядь, давно русский, блядь. Понимаете, вот где проигрыш у вас. А тут орут, блядь, петухи какие-то европейские, блядь, что Москва потеряла ориентацию, проиграла, блядь. Деньги про это, блядь. И плюс еще насчет концовки, минуса, экономики и так далее. Я этому тоже не верю. Поймите, если эти узкожопые, блядь, нахрен трясанут своих богачей, они еще лет 100 могут воевать, блядь. А у них там столько хватает, блядь, ресурсов, чтобы воевать, вы никогда не сможете сломать эту пидорасию, пока не... Я же всегда говорю, надо голову кобры убрать. Анаконда, это анаконда, кобра, как называете, это путинасоса. Пока вы голову не срубите этой аждахе, вы не истребите их. Понимаете? Не истребите. Поэтому, когда как-то, может, это как-то, блядь, дают надежду Украине, что, типа, все, он проиграл, вы победили. Чтобы успокоить украинцев, может, блядь, такая идет, может, такая левая интерпретация тупизма, блядь, когда говорят, что вот все, вы победили, Москва все проиграла, блядь. Поэтому здесь нет детей, поймите, нет долбоебов, тупых каких-то, блядь. И видя, что движуха России, блядь, идет, грубо сказать, треть часть, блядь, Украины заебенила она, блядь, и говорит, что Россия проиграла, и это надо быть долбоебом, я вам скажу. И плюс, Россия никогда не вернет то, что забрала, блядь. Не вернет, блядь. Вы что, где-нибудь вы видели в России что-нибудь возвратили нам, блядь? Нет. Поэтому украинцам я, сожалею, да, что вы столько бьетесь, и нихуя толка нету, блядь. Толка нету. Вот только так можно это говорить, потому что европейцы, я как понял, блядь, из-под тишка только умеют воевать, блядь. Очень трусливый народ.
Народ очень трусливый. У них те, так сказать, петухи ихние уже сдохли. У них нет тех Гитлеров, нахуй, нет у них уже этого. Они воспитали гуманоидов, блядь, тупорылых, нахуй. Понимаете? У них нет тех, блядь, так сказать, воинов, блядь, которых бы вы хотели бы видеть, блядь. Воины вот у вас появились в Украине, а за Украиной в Европе вы воинов не ищите, блядь. Одна бестолочь, нахуй, здесь. Голубизна, нахуй, здесь. Как нахуй, что? С голубыми вы пойдете воевать, что ли, блядь? Да они же там, блядь, в жопу долбятся, блядь. Как они могут стрелять или что-то делать, блядь, понимаете? Нельзя с ними воевать, блядь. Они не пойдут, они девочки, как девочки они, блядь, ёпта. Поэтому тут, наверное, я думаю, блядь, женщины и то лучше будут, нахуй, возле голубых, блядь. Боевой Ирак была. Поэтому, блядь, очень тяжело, блядь, нахуй, когда я смотрю порой эти новости, блядь, ложь, блядь, нахрен, блядь, в сторону всего нас, блядь, даже нас хотят облапошить эти ебучие, блядь, правители, блядь, успокоить, что, блядь, все, Путин проиграл и победила Украина. Ну, это смешно, блядь, так, сука. Как-то так, блядь. Так. В Пакистане какой-то дебилизм происходит. Оскорбили пророка, там то все, короче, поубивали друг друга, там что-то творится вообще жестко, короче, там женщина оскорбила, а потом кто-то защитил, потом этот защитник убил другого, короче, вот такая какая-то белоберда происходит там, какой-то психбольница, короче. То, короче, похороны. И вышло 5 миллионов, говорят, ну я и слышал, это уже не будем сейчас слушать, 5 миллионов, говорит, пакистанцев на улицу. А вот как раз-таки это рожа чувака. Hey, don't worry, and we rape them also. We're not just kidding. We're raping also, okay? Oh, you're raping also? О, Yeah. So он, you're in the army down there, or the military? вот, похож он на Яхуда? Yeah, I'm right now in this video chat in Gaza. You're in Gaza? You want to see Gaza? Yeah, show me. Don't be surprised. There are no house here. No Let me house. see. Yeah, I want to see what it looks like. Flat, all flat. You guys flattened it? Все уничтожено, говорит. Oh yeah. You asking about children? I will talk you. I took this picture from one of the houses that I was living. Okay? Okay. These are the children here. Those are the children there? Yeah. And if you Well- don't believe me, so there is numbers in Arabic. If of there's the day. kids, hold up. If there's kids who got guns because they know you're coming, bro, I don't blame them, dude. Look what you just did to Gaza, bro. Bro, you just need to shut up after you see this because you understand you're dumb ass. Bro, you just killed a bunch of women and children, bro. Yeah. We can't. Hey, you're a piece of shit, dog. Yeah. Hey, don't worry, and we rape them also. We're not just kidding. We're raping also. Okay? Oh, you're raping also. Yeah. Hey, bro, Be I'm nice, letting you very know. good. Hey, I'm gonna let you know right now. I'm streaming, bro. You are gonna be hated by every American, dog. Bro, I don't give a. I just show you a picture, okay? Короче, суть какая? Израильский солдат рассказал, что в Газе насилуют и убивают женщин и детей. Прямо он в лицо, в эфир сказал это, вот этому американцу в наколках. В прямом эфире один из стримеров поделился диалогом с мужчиной, который назвал себя израильским солдатом и заявил, что в настоящее время находится в Газе, где они убивают женщин и детей, а также насилуют их. И вот он в наглую там сказал в конце, слышали, наверное, сказал, я, говорит, да, мы, говорит, блядь, мы насилуем, говорит,
перед убиванием, говорит, мы насилуем, говорит, потом убиваем, говорит, блядь. Вот и думайте после этого. Вот и думайте, после этого, блядь, они насилуют и убивают, получается, как использованную, так сказать, резинку. И самое интересное, смотрите на его рожу, блядь. Но не похожи ли, блядь, на таких же, кого они убивают, блядь? Одинаковые, сука. Смотрите, одинаковые рожи, блядь. И возле меня здесь такие же, блядь. Понимаете, вот одинаковая рожа. Видите? Даже порой мы иногда говорим же, какие-то носы такие большие, туда-сюда. Нихуя. Есть, оказывается, и носы небольшие есть тоже. Видите? Обычные, круглолицые. Я ему не сказал бы, что он еврей, блядь. Я бы сказал бы, ёб твою мать, это же араб, блядь. Это же копия араб, блядь. Даже мимика лица арабская, блядь. Мимика лица. Вот эта их ебучая улыбка его, блядь, арабская, блядь. Даже волосы причесаны таким образом, блядь, нахуй. Даже волосы у них как бы, как сказать, блядь, ну как это, блядь, копия так же, блядь, можно сказать, блядь. И волосы такие же, блядь. Ёб твою дивизию, блядь. И вот они убивают, блядь. И тут получается вот этот американец в наколках, даже человек в наколках, блядь, добрее его, блядь. Понимаете, в наколках человек, мы обычно же, в наколках мы думаем, все, блядь, тюремщик какой-то, у нас же как бы так же в России интерпретация, блядь, тюремщик, все, блядь, какой-то алкаш-тюремщик, блядь, сидел, наверное, лет 50, наверное, блядь, подумаем мы. А это просто американец такой, ну, весь такой при выебонах, крутой, блядь. И он допрашивает натурального убийцу солдата, блядь. Теперь также можем это сказать. Вот, признание израильского солдата, видите? Можем сказать, что в Украине что, так не было, думаете? Сколько мы увидели видосиков, что насиловали даже взрослых женщин, блядь. Наши голодранцы насиловали взрослых женщин, блядь. На войне как на войне, значит, получается, насиловать можно? Кстати, сюда тоже я закидывал этот видос, уж я не знаю, где я увидел это. И здесь тут есть самое интересное. Закинул я это видео откуда-то, не знаю, с какого-то сайта. Как происходит это в Кавказе, так сказать, с кавказцами. А особенно именно с этим. Я тут закидывал, прям его видно было вроде бы. Получается, это с чеченцами. И там пишут, что не все же, ну, типа, ровные люди, туда-сюда, туда-сюда. Ну, допустим, ты на войне у путинасоса, ты ушел на войну, у тебя остались дети, ребенок и так далее. Ты идешь и там, получается, насилуешь, гуляешь, гужбанишь с другими. Это как можно, блядь, интерпретировать? И там как раз-таки в том видосике как раз об этом и написано, что это не подобает по-кавказски. Сидят, распивают вино и так далее, это не по-кавказски. Ладно, там башкортлар, татарлар там до такой степени обрусели. Но это же, блядь, не относится к Кавказу, чеченцам или там дагестанцам или кому-то, блядь. И там видео, блядь, как раз-таки это Тумсо, что ли, или кто, блин, откуда-то я закинул это видео, блин. Ну, сидят, кайфуют, да, и это все на видео снимают, блин. Вот как-то так, блин. Вот вам война, блядь. Зачем она нужна была нам, блядь? Разврат, блядь, пьянство, блядь, насилие, блядь, вот это. Зачем нам надо? Получается, ну, ладно, там, не дай Аллах, еще кто-то родится попутно, блядь. Ну, будет вот такой, блядь, семья из гуманоидов, блядь, непонятно, что там, где оно произошло, что произошло. Дичь какая-то, блядь, понимаете? Вот то же самое, как и здесь, блядь, в Израиле, блядь, в Палестине. Там насилуют этих, эти насилуют этих, короче, та-та-та-та-та, короче. Да, вы скажете, это же война, блядь. Но я думаю, блядь, ну как-то, блядь,
Когда ты, ну, воюешь, мне кажется, блядь, это вообще как бы не должно стоять первым этим, блядь, делом. Я считаю, блядь, так. Ты воюешь или ты, блядь, ебешься там со всеми, блядь, подряд, блядь. Как-то вот так, я думаю, блядь. И я думаю, это выходит от тех людей, когда это все происходит, насилие и так далее. Те, которые, блядь, более свободные, не лезут на военную, так сказать, стратегические места. Это те, которые где-то в укрытии живут. Они не воюют, кайфуют они, но числятся в войне, в кавычках. А так они где-то там живут, в хате, если у них там песни, пляски, вино и так далее, спиртное, кайф. Получается, значит, чепок рядом, как по-армейски, если будем говорить, чепок. Вот этот киоск. Так сказать. Ну вот шулайрак, дуслар, блядь. Поэтому Манашунды, еще раз вспомним, вот это развалина. По развалинам бежишь и пытаешься кого-то изнасиловать. Ну это же дичевая ситуация, блядь. Вы же, получается, из России, ладно, Израиль там напал, получается, и насилует палестинцев, женщин. Напал. А получается, вы же освобождать пошли. У вас же, бля, операция «И». Вы же освободители. Почему тогда вы насилуете освобождаемую свою нацию, блядь, нахрен? Вы же за русский мир туда пошли, блядь, порядок наводить. А чё ж тогда чпокаете чужих баб, блядь, там? Ладно, тут Израиль, ладно, убивать пошел их. А вы-то тогда чё, куда, зачем пошли, блядь? Убиваете, насилуете, как-то что-то, блядь, нахуй. Двойные стандарты, блядь. Ну мы-то знаем, что вы ублюдки, ну понятно, ну пиздец же, блядь. На. Ну вот как раз, да, про налоги, и как раз мне это попало. Смотрим внимательно. Вот, Прямо сейчас. смотрите. Значит, всем известно, 13% налог на доходы физических лиц. Вот. Это мы с вами из зарплаты оплачиваем. 30% медицинское, социальное страхование, пенсионный фонд и так далее. Это из нашей с вами зарплаты оплачивают наши с вами работодатели. 18% налог на добавленную стоимость в цене почти каждого товара. Итого 61% или 610 рублей с каждой 1000 рублей. Идем дальше. Налог и акцизы в цене бензина до 60%. Вы вдумайтесь в эти цифры. Налог на капремонт, налог на транспортные средства, налог на недвижимость по кадастровой стоимости. Итого около 800 рублей. Здесь комментировать нечего. Он надо знать. Вот вам. Представьте, да? Я до этого вам где-то рассказывал про Америку и налогообложение и бла-бла-бла. И вот вам. Как раз я его как-то попало, я его закинул, блин. Да, может, я вчера как раз закидывал это, значит, 15-го. Вот и думайте, сколько налогов там насчитал он, блядь. В итоге 13, подоходный там, 30, еще что-то. 60%, блядь, налог. Получается, и как раз я еще где-то еще видос дополнение смотрел. Нахрена, говорит, мы платим, блядь? Мне один товарищ ВКонтакте отправлял. Зачем мы, говорит, платим вообще государству, если дом, говорит, наш собственный? Наш дом собственный, говорит. Зачем мы платим, говорит, государству? Зачем вообще государству платить налоги, говорит, вопрос возникает. Если у нас все свое, говорит, блядь. Зачем? Вот система где. Мафия – это само государство. Зачем платить налоги? Зачем вообще с людей брать что-то, блядь? Я не могу понять. Вот на самом деле. Чтобы потом нам возвращать, я про пенсию вам рассказывал, какая наебка, да, ведь раньше в каких-то эфирах. И про пенсию тоже наебка. Зачем нам платить со своего дохода пенсии, блядь? Пенсии же вроде государство должно давать, блядь. По старости лет, там, по пенсионному возрасту. Зачем мы должны со своего кармана оплачивать это? Понимаете, тут до хрена что, блядь?
Не то, что там налоги, блядь. Получается, Фаразов, получается, мы платим налоги, чтобы потом как будто нам должны пенсию дать, блядь. Окей, а мы не дожили. Мы не дожили, допустим. И чё? Получается, один человек, не доживший до пенсии, остается, блядь, его деньги, блядь. А чё не возвращают тогда, блядь? Вы думали об этом? Вот почему наши деньги не возвращают, блядь, так сказать, до пенсии не дожил, умер до 65, до 70, они добавляют еще, да, и там, да за 100 лет сделайте пенсионерами. Нормально будет, что, 100 лет. Доживем, блядь, выйдем, не доживем, не выйдем, допустим, да? Но ты до 100 лет будешь платить, допустим, по 800 рублей. Ну, вот, или там 80% налога будешь платить. Всего. За все. За машину налог, за землю налог платим. Блядь, да хуя, что мы платим, блядь? Это он еще поверхностное перечислил. Это все, если платим за все, за воздух, за пердеж платим. И после этого вот и думайте, блядь, как бы тут Ульсенда, блядь, нахрен тебе как бы уже смысл нету, блядь. Что тебе что-то кто-то там заплатит тебе или что-то там, блядь. Дичь, понимаете? В Европе налогообложение огромное, но тоже как-то перебиваться можно. Здесь вот говорят 25-40, да, допустим. Перебиваться можно. Допустим, по здешним больно не могу сравнить, вот по этим сравню. По Норвегии. В Норвегии 30 тысяч крон было в 2015 годах. В 2015 годах 3000 крон было. Тьфу, блядь, пизжу. 3000 долларов зарплата, 30 тысяч крон, блядь. 30 тысяч крон в то время, грубо, почему-то мы считали это 3000 долларов. Вот как-то вот так оно было. И вот, оттуда, короче, ты отдаешь где-то 5000 крон. Это где-то 25-24 говорили. 25-24 тысячи остается тебе. 5000 отдаешь налогообложение. Вот такую хрень там, блядь. Получается, из 30 ты 25 себе оставляешь, 5 отдаешь. Вот как-то так было. А в России как, блядь? Вроде бы чуть-чуть зарабатываешь, и чуть-чуть вроде берут, блядь, а выхлоп все равно говно получается. Понимаете? А в Америке как? В Америке, получается, в год один раз берут, там, может, с какой-то процент, блядь, и они и возвращать умеют. Вот в чем прикол, блядь, лишнее. А у нас что? Никогда лишнее не вернут, блядь. Никогда. Скажут, блядь, еще не хватило, давай доплачивай. Ну вот, как раз, да, вот этот фильм, блядь. Вот как раз, блядь. Как считаете, должны или нет? Платим налоги, дом, за квартиру, за землю, вот эта вся дичь, блядь. Ну да, вот как раз чувак высказывался об этом. Налоги. Так, вот этот, теперь чуть-чуть давайте вот этот еще. Меня ошарашил вот этот список людей. И я вам сейчас прочитаю этот список, точнее, национальностей. Как обычно, Израиль. Это то, что у меня позакидано. Во время геноцида в Газе в Израиле служили 50 тысяч иностранцев. Теперь прикол, блядь. Но вы не подумайте, что тот иностранец. Нет, тот не иностранец, тот был яхудом точно. Декле Софит УК написано. Крупнейшая группа военнослужащих с иностранным гражданством в израильской армии. Интересно. Гражданство. Двойное гражданство. Множественное гражданство. Читаем. США. США. 12 135. Понимаете? 12 135 двойное гражданство. Помните, один видосик закидывали, потом что-то бурагозили, говорили.
что не-не-не, не может быть, не может быть. А в итоге, короче, может. Какой? Как бы Нетаньяху звал своих яхудов и вылавливал их в Америке. И притаскивал их, блядь, сюда, блядь, на убой, блядь. Считаете, у них тоже умирает же, блядь. И вот он оттуда пригонял, блядь, помните? Он какую-то еще такую хрень сделал, чтобы студенты тоже ехали сюда, на свою родину, защищать свою родину, блядь. Вот это. И вот примерно, наверное, такая дичь вернулась, вот 12135. Двойное гражданство США. Из них множественное гражданство 1207. Ну вот, и думайте, вот, или 12 тысяч вернулось, или 1207. Много жёнства как будто бы. Множественные гражданства, блядь. Второе место. Франция. 6127. Из них 337 только гражданства. Двойное гражданство 6127 и множественное гражданство 337. Окей, значит, нас интересует больше двойное гражданство. Россия 5,67. Получается, что туда? Вагнер подправили, блядь. Вагнер, блядь, получается, с ними служил, блядь. Это что за нахрен, блядь? Из них 102, оказывается, множественное гражданство. А так, двойное гражданство это 5,67. Получается, из Рашки тоже кого-то туда направили. Вот это интересный момент, блядь. Кто же это были, а? Узкожопые были? Или все-таки какие-то нелегалы, блин, российские? Или все-таки вагнеровцы? Или все-таки Божен жив, блядь, туда уехал, блядь? Что-то странно, блядь. Германия 3,901. Ну, их людей уже не будем считать. Украина убила. Я даже в комментарии читал, я охренел. В комментариях даже пишут вот так, блядь. Ну, смайлик вот так. Украина не ожидала. Кто-то пишет, не ожидали? Это не ожидали украинцы. Я же вам, блядь, всегда украинцам говорю, блядь. Вы заебали нахуй топить за яхудов ебучих. Вот. Пожинайте, блядь, плоды нахуй вашей любви, блядь. Украина 3,210. А чё ж вы, блядь, нахуй свою родину не защищаете? Поехали Сахал защищать, блядь. Ёбы дались или как, блядь? Или все-таки вот это двойное гражданство ваше в жопу вас, блядь, имеет, а? Вот этот момент я не могу понять, блядь. Или все-таки это яхуды с Украины поехали туда 3,210, блядь, двойным гражданством. Не могу понять вот этого, блядь. Россию тоже не могу понять. И Украину тоже не могу понять. Вы что, ебанутые нахуй? Или вы между собой воюете, или что, блядь, вы еще, сука, посягнулись, блядь, против палестинцев, блядь? Ну вообще пиздец, нахуй, уроды, блядь. Ну как можно вот с вами, блядь, потом дальше что-то васваситься, блядь? Дебилоиды, блядь, нахуй. И та, и эта сторона, блядь. Я херею просто, блядь. Порой я же говорю, блядь, хорошо, я уже больно перестал, блядь, топить за Украину. Постоянно Украина, блядь. Блядь, я очухался после того нациста в Лиссабоне, помните, блядь? После этого я нахрен, блядь, понял я их твари, блядь. Еще, блядь, в Париже кинули меня, считай, хохлы ебучие. Вот и думайте после этого. 3,210 хохлов и 5067 узкожопов, блядь. Кто там в этими паспортами, неизвестно. И самое интересное, это выводит американская хуйня вот это. Блядь, просто херею, блядь. Пиздешь, даже не Америка. Внизу прочту, от кого это. Источник армии обороны Израиля через Эллада Мана, Хацлаха. Дата запроса март 2025 года. Прикиньте, блядь, 2005 года запрос был, блядь. Это данные, блядь. Великобритания 1686, блядь. Румыния 1675. Румыния как Бухбармакен. Польша 1668. Польша, блядь. Польша, наверное, яхуды поехали с Польши, блядь. Эфиопия 1387, блядь. Это пиздец. Эфиопия, блядь. Эфиопия, блядь, ёпта. Вообще Канада 1185. Венгрия, блядь.
Венгрия 885, блядь. Венгрия, сука, 885. Этот, сука, хуй, блядь. Как этот, блядь. Венгрия, которая, блядь, в десна целуется с Путиным, блядь. А? Классно, да? Блядь, нахуй. Италия 828. Аргентина 609. Нидерланды 559. Я же говорю, это нацистская страна. Вот здесь моя нацистская страна, я же вам говорю, блядь. Бразилия 505, блядь. Одни, блядь, крестоносцы, блядь. Австралия 502. ЮАР 415. Бельгия 406. Австрия 319. Швейцария 372. Испания 372 и Чехия 309. Вот и думаете после этого. Это просто пиздец, блядь. В израильской армии служат более 50 тысяч человек, имеющих двойное или множественное гражданство наравне с израильским. Ну ты думаете, блядь. Все указанные лица проходят службу на законных основаниях в соответствии с израильским законодательством, отмечает британское расследовательское издание, которое опубликовало материал, основан на данных, полученных через запрос о свободе информации, направленный в армию обороны Израиля. Запрос был подан израильским юристом Эладом Маном, связанным с НПО Хатзлаха. Пол Херон, юрист из Центра защиты общественных интересов, заявил, издание Declassified не должно быть беззаконности в случаях, когда достоверные доказательства связывают британских граждан с серьезными нарушениями международного права. В случаях, когда лица с двойным гражданством служили в подразделениях, причастных к зверствам, власти должны незамедлительно провести расследование и, если доказательства соответствуют установленному порогу, арестовать и привлечь к ответственности виновных, как и в случае любого другого серьезного преступления, отметил он. Да. В пидорасии посмотрим, эти 5000 пидорасов вернутся, что же они там будут делать, нахуй? Будут ходить, наверное, вот я, блядь, нахуй убивал палестинцев, блядь. Вот как-то так будет оно звучать, получается, да? Потом говорим, блядь, а мы-то тут при чем? А мы-то тут при чем, блядь? Пол Дагестана топит нам за Палестину. Вот вам, блядь. Вот вам, черт возьми, блядь, вам пример, блядь, что там 5000, блядь, из России, грубо говоря, блядь. Если не больше, служат. Блядь, я не знаю, блядь, это я даже не могу представить, это какие стандарты получается, блядь. Миллион стандартное, блядь, лицемерие, блядь. Что Украина и Россия, блядь, в Сахале, блядь. В Сахале, блядь. Ну, я-то тут думаю, там, Израиль, блядь, хохлы тут, Израиль тут, блядь. Сука, я охуею просто, блядь. Да, вы сейчас начнете, наверное, отмазываться так. Нет, это же, бля, вот эти хазары, евреи там были. Да, хазары евреи туда поехали. Вы где видели, чтобы евреи сами себя убивали? Нигде, блядь. Редко вы найдете такого, что евреи сами себя убивают, блядь. Вон, евреи вот насилуют, ходят. Где-то там шароебятся, блядь, так сказать, в таких местах, где нет, так сказать, нападения. Потому что они нападали. Они нападают, вот, блядь, дальше больше. Просто, не знаю, слов нет, блядь. Самое интересное, в израильской армии служит более 50 тысяч человек, понимаете? 50 тысяч человек, блядь. Ладно, было бы 5 тысяч. 50 тысяч. Если не больше. Ну, вот это тоже еще мне закидывали, просто тоже дичь конкретная. Ну, как обычно, жертвоприношение детей Молоху в прямом историческом смысле. Сожжение в современном мире практикуется лишь в одной религии, и это иудаизм. Понимаете, вот сожжение детей в живом виде, дать этому Молоху похавать, короче. Нужно быть такими придурочными людьми, а? Вроде бы живем в 21 веке. Люди, мне кажется, с дикого образа жизни, там, сжигать, убивать друг друга. Мне кажется, уже мы вышли, блядь.
Нет, эти придурки до сих пор каким-то богам своим, каким-то шайтанам своим дают еще, блядь, так сказать, жертвоприношение детей, блядь. Но если об этом речь идет, значит, мы понимаем, это не просто эта речь откуда-то взята из-под, так сказать, паласа, блядь, выдернули пыль. А конкретной мысли того, что, ну, так сказать, евреи наш сегана кылмыйлар, блядь, bu dunyoda. И Эпштейн, блядь, и это, там все, блядь. И похавали, и попили кровушку, блядь. И, как говорится, все попробовали, блядь, нахуй. Сори. Вот, Зур Ашлах, тот день Габбасов об этом тоже говорил, вот дошли до него тоже. Как Москва заморила голодом сотни тысяч башкир, Зур Аслак. 105 лет назад, в феврале 21 года, в Башкирской ССР начался голод, который был спровоцирован, проводимый советскими властями под продразверской. Эта трагедия вошла в историю Башкир как Зур Аслак. Біздің туғанларына вещь қырғанлар енді, что я могу сказать? Мне кажется, вот я сейчас вспоминаю примерно, менің нәнәмні, получается, нәнәмнің әңкесін, нәрсәгәдір менің қорт-атайым, башқұрт, Стәрлібаштағы. Почему-то он женился или взял вторую, что ли, что-то в этом роде. А, говорит, первая жена умерла, и вот мы не можем понять, почему она умерла. Может, шел ашлықтан өлгендер тогда, потому что года-то вот такие получаются. Менің нәнәм 25 жыл или 24 жылда, допустим. Вроде 25 вроде бы. Вот 25 жыл. А Голодомор был после того, как она родилась. А получается, она родилась в 25-м, значит, они еще живы оставались. Получается, но первая жена, получается, умерла. Вот первая жена была этой бабушки или тех детей. Вот этот вопрос остается открытым, пока у меня нету информации. Получается, вот какая-то его жена умерла, значит, умерла по болезни или по голоду, вопрос остается. Понимаете, вот года больно близки. Почему? Потому что 25-м минем нәнәм туыла. А 25-шіне хатны, знаешь, она туған хатынға бетінде 25 яш была примерно. Если 1900 жылғы болған болса. Значит, минем корт-атам тоже где-то уже взрослый человек была. Понимаете, когда она родилась в 25-м году, получается, до этого же у нее братья были три сестры, или там 6 или 7 детей было их, если не больше. Получается, она была с конца вторая. Опасы бары, Мариям, Няням и Осия, короче. 3 сестры и 3 брата или 4 брата, вот это я не помню. Вот как-то так, блин. Получается, плюс она детдомовская потом оказывается. Мать, когда умирает, они попадают в детдом, получается. А ашлық 21-да болған. Значит, әңкәсі оны шир білән өлген, а вот бірінші хатыны нәрсәден өлген. Вот этот вопрос остается открытым. Значит, от голода умерла или от чего? Ну, что-то года вот сопоставимые того века. 20-го или 19-го. Какой век это будет? Ну вот. Я же нашел это, блин, алкоголизм, блин. Вот. Нисо, да, Нисо, видите? Нисо сам как раз-таки об этом и говорит, что мне, говорит, уже не стыдно об этом говорить. Понимаете? Вот поэтому я вам тоже вот пытаюсь же иногда говорю, так сказать, что вам может даже тоже некрасиво как-то туда-сюда так нельзя говорить, вы можете сказать мне, да, ну, өзімізді да халықларына күтлерін ашырға керек. Понимаете? Если мы это будем скрывать, это и есть то лицемерие, которое мы, так сказать, против этого мы идем. Мы же как бы
так сказать, триггерим, блядь, это лицемерие вот этих пидорасов, блядь, которые сейчас ведут свой лицемерный образ жизни. Если мы сейчас это будем скрывать, то же самое произойдет и с нами. Получается, мы одни вещи мы не видим, одни видим, третьих обсуждаем, а свое говно не видим, блядь. Вот тут то же самое. Затронем тему, о которой по причине менталитета говорить в чеченском обществе открыто не принято. Касается она тех катастрофических последствий участия в СВО с плодами, чем заняты участники священной войны. Ну да, вот этот видео я могу даже включить, но вы можете посмотреть сами, внесу в его группе там или моей группе. Уж врубать не буду, там, может, сейчас блоканут опять что-нибудь. Короче говоря, тут, короче, заблюрены, короче, рожи девчонок, а открыто только его лицо. Человек распивает винца, снимает себя на камеру, там тёлки сидят, короче. Ну, наверное, он свободный, может, не свободный, как бы, разницы никакой нет. Но дичь идет конкретная. Что бухают, ебутся по полной программе, и вот такая у них жизнь, вот такая у них армия, блядь, гребаная. Ну и по тюрьмам, да, точно, хорошо, я это, оказывается, рассказываю. В Подмосковье построить самый большой СИЗО в России. Разгрузить центр Москвы. Тут даже вопрос возник, я сказал об этом или нет, здесь я не знаю. Вопрос возникает сразу у меня другой. Для чего строят СИЗО и выгружают Москву? Для чего строится СИЗО такое огромное, как бы, для чего? Вот этот вопрос, блядь. Нахрена СИЗО надо? В начале февраля госэкспертиза одобрила строительство нового СИЗО в Солнечногорском городском округе на бывших сельскохозяйственных землях. Место удаления – это 71 километр трассы М-11 между деревнями Шапкино и Ожогино за центральной кольцевой автодорогой ЦКАД. Более километра от города, видите, ЦКАД, поняли? Центральная кольцевая автодорога. Я вам рассказывал, бетонка это. Более километра от города Солнечногорска и более 5 километров от ближайшей станции электрички. Это, очевидно, создает сложности как для родственников арестантов, так и для конвоирования их в суды или наследственные действия в Москву. Идея вынести часть СИЗО из центра Москвы обсуждалась в 2010-х годах, и потому что эти изоляторы старые, хорошо бы арестантам улучшить условия, потому что земля под ними в центре столицы очень дорогая. В центральных районах столицы расположено 4 старых СИЗО. Бутырка, построена в конце 18 века, Матросская тишина, также построена в конце 18 века, Пресненский СИЗО, начало 20 века, Лефортово, конец 19 века. Но Лефортово с 1 января попало в число нескольких изоляторов, переделанных из ФСИН ведомств ФСБ, так что его наверняка переводить в область не будут. Данной инфакция Солнечногорск СИЗО начнут строить уже в этом году, а закончить планируют к 2032 году. Охо! Постановление о строительстве премьер-министр Михаил Мишустин подписал в конце 2022 года. Это будет самый большой изолятор в России. СИЗО на 4000 мест также недавно построили рядом с Санкт-Петербургом Новые Кресты. По площади он занимает 35 гектаров, а в Солнечногорске будет 42 гектара. Новый СИЗО расположится еще дальше от Москвы, чем Новые Кресты от Санкт-Петербурга, но в остальном проекты похожи. Огромный, видите, да? Я такой первый раз вижу. Столько этажей, и это пиздец, это конура конкретно, я вам скажу. И такое чувство, видя вот это, вспомнил сразу, блядь, Асада пидораса из Сирии. Вам не кажется, что похоже на последнее вот это Сидная, там вот эти, на эти, блядь, Зинданы, которые Асад построил, блядь, все бетонировано там, блядь, где утилизировали, блядь, этих сирийцев, блядь. Вот точно такая же хуйня, блядь. Вот вам не кажется, блядь, как бы она не как обычные тюрьмы, допустим, в Норвегии и так далее, там от силы 2 этажа, блядь, а это прям
До хрена этажей, блядь. До хрена, пиздец, блядь. Это погибель конкретная, блядь. Как казарменная форма, блядь. Это, ну, как сказать, допустим, даже, да, если тебя в одном этаже будут херачить, убивать, блядь, на втором, третьем, четвертом тебя никто не услышит и не увидит, блядь. Что-то в этом роде, блядь. И это, ну, как сказать, блядь, я вам скажу. Это пиздец, нахуй. И самое интересное, блядь, готовятся, блядь, это к чему они там готовятся, блядь? Кого они собрались сажать, блядь? Понимаете? Если они готовят столько тюрем, они так и так есть. Но у людей жить негде, блядь. Но они построят конуру эту долбанную тюремную. Значит, они готовятся к полномасштабному возврату этих долбоебов, которые будут возвращаться, начинается убийство, начинается действие, народ возмущен, и в этот момент начинается посадка людей. Или вторая интерпретация такая, что когда эта вся дичь будет происходить, блядь, через какое-то время кто-то может рыпнуться против правительства, потому что все это уже накипело, надоело, блядь. Может какая-то хрень будет, так сказать, в народе, шум какой-то. И вот этих, кто зашумел, их будут засовывать, блядь. Поэтому для их готовятся места, блядь. Ну, короче говоря, готовится конкретно уже, ну, сказать, заранее для того, чтобы, ну, было уже не, так сказать, они могут и на старых тюрьмах держать, а не разгрузка Москвы и так далее, а именно к какому-то большому какому-то мероприятию они готовятся, понимаете? К какому-то колоссальному мероприятию. Почему? Потому что, ну, так сказать, новая тюрьма, блядь, именно в Питере и Москве, это уже какой-то звоночек, понимаете? Понимаете, это не где-то там еще где-то мы не услышали, ни Хабаровске, нигде не строится, мы еще не услышали это, а именно Питер и Москва, получается, они готовятся именно по этой территории на что-то. На что они готовятся, ну, пока мы не знаем, блядь. Аллах, блядь. К чему они готовятся, непонятно, блядь. Зачем им такой объем тюрем, блядь? Очень огромный объем тюрем, очень. И вот кто-то пишет, экс-член ОНКС Санкт-Петербурга пишет: сидеть точно лучше в современном, с отдельными туалетами, нормальной вентиляцией и нормальными прогулочными двориками. Кому что, блядь. При этом в Новых Крестах возник свой набор проблем. В СИЗО всегда нехватка сотрудников, и в гигантском изоляторе это еще более явно. К врачу не допроситься. О, видите, уже косяк. Книг из библиотеки ждут неделями, долго доставляют заказы из магазинов, не всегда адвокатам просто встречаться со своими доверителями, так как Новые Кресты на окраине, чтобы проскочить пробки на суды или следственные действия в Санкт-Петербург, арестантов вывозят в 5 утра, а вернуть могут к полуночи. В судах люди не по много часов сидят в конвойных помещениях, откуда часто поступают жалобы на избиение и угрозы, добавляет наш собеседник. Вот и думайте, блядь, после этого. Даже, блядь, в конвойном, блядь, помещении хуярят, блядь, вас. Как можно в этом государстве жить, блядь? Я не знаю, не могу понять этого, блядь. Фу, не дай Аллах, конечно, вот здесь пока такого я не видел, блядь, чтобы тебя прям в наглую хуярили, блядь, если ты не долбоеб. А так, тут даже долбоебов не хуярят, блядь. Вот здесь я, наоборот, хотел дать людям пиздюлей, нахуй. Меня останавливают, чтобы я не давал пиздюлей, блядь. Потому что мне будет хуёво потом, блядь. А подавно, блядь, в ментовке или где-то там пиздюлей дать, что-то я не видел такой херни. Было какое-то движуха, блядь, в Норвегии у меня что-то пытались на меня наехать 2 амбала, блядь, мента. Швед один, блядь, и другой норвег, короче, 2 долбоеба. Но пронесло. Ничего не смогли сделать, блядь. Как бы не осмелили, блядь, меня что-то тронуть, блядь. Ну, как-то вот так было. А так, ну, такого я не видел здесь, блядь, чтобы, блядь, тебя ебашили, блядь. А вот, кстати, это, как говорится, давление было в этом, как это, блядь,
Хорватии и всех вот этих дичевых нахуй странах, бичевых вот этих дешевых, блядь, ебучих всяких, Эстония, Хорватия, вот эти, всякие вот эти коммунистических странах, блядь, там есть такая хуйня. Там может практиковаться пиздюляторство. Там дадут тебе шапалах, дадут по шее, дадут, блядь. Вот в тех странах есть, блядь. И тюрьмы там тоже конченые, нахуй говорят, блядь, такие же, как и в Пидроссии. Такие же тюрьмы, блядь, с крысами и со всех хуйней, блядь. Не как вот это, блядь. Вот это, я же вам показывал, да, это тюрьма. Да, туалет, душ, все, блядь, внутри, блядь, в комнате. Кайфуй, лежи и кайфуй, блядь. Короче говоря, даже можно так подумать, что эти тюрьмы как раз-таки для убийц и строят, блядь. Придут, начнутся убийства, блядь, и вот им нахуй, блядь, апартаменты. Да. Ну, еще вот такая хрень. Чувак какой-то, я не знаю, читает намаз на какой-то доске, прям стоя, блядь, на автобусах, на поезде, блядь, ну какая-то дичь конкретная, блядь. Откуда он взял, блядь, какую-то хрень, чтобы он там, так сказать, блядь, на какую-то доску, и там он может читать, блядь. Откуда он это все притащил туда? Откуда он эту доску взял, блядь, туда? Что, он доску с собой носит, намаз читать? Доска, что ли, блядь, должна быть? Не коврик, блядь? Это же дебилизм. Интересно, блядь, вот Москва, наши дни, блядь. Это я с контакта копирнул. Мигрант-акробат провел политическую акцию намаз в московском электричке. Мигрант-акробат, блядь. Что за нахуй? Политическая, блядь, акция, блядь. Нужно радикально повышать штрафы, те, что есть, не останавливают мунафиков, сахаватов. Допустим, от 300 к, и если нет денег, отправка на принудительные работы для отработки хоть в зону СВО, копать траншеи. Как нам удалось выяснить, в электричке политическую акцию намаз проводит сотрудник ООО ПТБ «Берг» и инспектор транспортной безопасности. На вешалке там висит полотенце и форменная куртка. Во. Видите как? Получается, там еще комментарии какие-то были херовые, там не так суперские. Поэтому я думаю, что за доска, что за хрень. Вот. Видите, получается, уже начали таким образом делать какие-то практикующие проверки, блядь, против мусульман, чтобы как бы мусульмане, получается, чувствовали какую-то, блядь, не знаю, блядь, вину, что ли, блядь, или пытаются навешать ярлыков еще каких-то непонятных, блядь, делая такие, блядь, экземпляры, блядь, читают намаз, блядь, где-то там, блядь, на доске, блядь, в электричке, блядь. Ну, одну вещь я вам могу конкретно сказать, я в самолете читал, помню, туда-сюда, куда я летел, и поймите, Аллах Та'алям бізге айта, йотып-то намаз оқыды я. Йотып-то. И вот это то, что он творит, это уже показуха. Это конкретно показуха, доска у него откуда-то, ну, понятно уже, да, это как бы, так сказать, провели такой эксперимент, да, провели. Поэтому самолет, поезд, сидя, очень хорошие кресла, сидишь и читаешь намаз сидя. Проблем нету. Главное там таямун или тахарат какой-нибудь сделай и читай. Кто тебе мешает, блядь? Хоть лежа читай, хоть боком, хоть на верблюде читай. Ябит Аллах Та'алям. Хоть где читайте. Нас как бы этим не убедить и не удивить, блядь, что мы что-то где-то там должны присмыкать вам, блядь, нахрен. Нам похрен вообще, блядь, на ваши действия, мысли и так далее. Есть возможность постелить чистое место, постелить коврик, на коврике почитаем. Нету условий, прочитаем так. Проблем никаких нету, понимаете? И вот эти ваши, наущения, блядь, нам вот эти учения ваши, тупорылые, башкой своей крестоносовской, блядь, нам оно ничего не дает. Нам оно ничего не дает, блядь. Как-то так, блядь. И не нужно нам, блядь, как говорится, как отец или как там сын отца не учит, блядь. Так что не учите нас, блядь, нахрен. Как нам, блядь, читать намаз, блядь.
Так, вот здесь тоже прикол один. В тот день уже это было, конечно, старая новость, наверное. А ну вот, да, вот как раз. Фотка, ну что фотка, блядь. Правдивая, неправдивая, но примерно кладбище Мурманска тоже так же, наверное, выглядело в том, так сказать, спутнике. А здесь вот спутник показывает иранское, блядь, атомное, блядь, сооружение, вот это, да. И тут что пишут они? Иран засыпал входы подземный ядерный объект в Исфахане. Спутниковые снимки показывают, что все входы в тоннель на ядерном объекте Ирана в районе Исфахана оказались засыпаны грунтом. Об этом сообщил Вашингтонский институт науки и международной безопасности. По данным аналитиков, 2 входа полностью скрыты под землей, а у 3-го северно появились дополнительные защитные сооружения. Эксперты отмечают, что такие меры снижают эффект, возможно, авиаудара. Делают почти недоступным объект для спецподразделения. Ранее объект под Исфаханом был известен прежде всего как центр производства гексафлорида урана. Эти действия выглядят как признак нервозности иранского руководителя. Засыпанные тоннели – это не восстановление, а экстренная защита. Ну, что я могу сказать? Тут я примерно вспоминаю этот комментарий, о чем было там речь, короче. Опять-таки налетели узкожопые, налетели какая-то еще какие-то обезьяны. Короче, всякая дичь там. Кто за, кто против, блядь. Нам, вот, по сути, вот как нам из Башкортостана и Татарстана, нам похуй, что он там сделал. Но именно вот эти, я же всегда, я вам говорю, комментарии захожу, в комментариях вот эта демагогия меня просто убивает, блядь. И что они там пишут? Короче говоря, пытаются зачмырить даже вот это положение. Блядь, узкожопые, ну, блядь, явно уж на русском языке там пишется комментарии. Вот эти, они, кто это пишет, блядь, пытаются зачмурить это правительство, которое вообще не касается, блядь, нахуй. Так сказать, в тот же момент они почему-то становятся, нахуй, на сторону, блядь, американцев, блядь. В какой-то момент они встают, блядь, против, блядь, сука, Америки, блядь. Потом почему-то в этом моменте они за Америку, блядь. Иран хуёвый, блядь. И самые, я просто херею над таким комментарием, адекватные какой-то ответы были вот такие, блядь. Чё, говорит, это, говорит, всего лишь, блядь, рисовка, ну, как сказать, блядь, наебка, то, что он там что-то засыпал, блядь. А так, говорит, блядь, он уже давно, уже 1000 раз, нахуй, их запрятал, нахуй, говорит, куда-нибудь в горы, блядь, и ты хуй найдешь их, блядь. Вот как-то так, блядь, кто-то ответил, более-менее, кто, наверное, понимает. Ну, вот это более-менее, я думаю, более-менее достоверный ответ. Почему? Потому что, имея, блядь, врага, блядь, и так далее, вот так просто в ходы засыпать, блядь, или там показать, что ты ходы засыпал, не трогайте меня, типа вот так, я в домике, блядь. Но это, я думаю, блядь, с ядеркой не катит это, блядь, нахуй. Потому что если вы, знаете, видели, если даже любая какая-то хуйня, ну, дойдет до какого-то, так сказать, момента, я думаю, блядь, оно все равно до какой-то точки, блядь, оно в земле, оно не в земле, блядь. Если цель есть, блядь, оно уничтожится. Поэтому это, я думаю, всего лишь это, ну, как сказать, ну, ложные, так сказать, движухи, короче. А так они уже давно их, наверное, вывезли, на самом деле, и куда-то спрятали, если они не хотят, чтобы их, так сказать, уничтожили. Я так думаю. А какие там подобия на него похожие, блядь, только, может, не явные, может, для понтов туда закинули и оставили, блядь. Если даже взорвется, ничего не будет, блядь. Как-то так. Сори. Ну вот, Бейбарс, короче, я вам до этого в эфире говорил. Бейбарс, вот как раз до него тоже дошел я. Бейбарс, и тут пошел спор, блядь. Вот, как будто бы он, GPT рисует, как обычно. И тут пошел спор, блядь, как говорится, между хуем и пиздой пошел спор, блядь. Вот, Бейбарс 1223-1227. Выдающийся мамлюкский султан Египта и Сирии 1260-1277. Из династии бахритов, тюрк-кипчак по происхождению. Пройдя путь от раба-воина
до правителя. Он укрепил государство, создал мощную армию, нанес ряд поражений монголам и крестоносцам, остановив их экспансию на Ближний Восток. Известен как справедливый правитель и строитель. Основные факты происхождения: родился в Дедж-Кипчаке, Половецкие степи, вероятно в Крыму, откуда был продан в рабство после монгольского нашествия. Военная карьера благодаря физическим данным и талантам стал элитным воином-мамлюком, проявив себя в битве при Айн-Джалуте 1260, где монголы впервые потерпели поражение. Правление, стал султаном в 1260 году, укрепил экономику, построил каналы, мечети, военные укрепления. Достижение получило прозвище «Отец Побед» за успешные войны против крестоносцев, взятие Антиохии и монгольских ильханов, а также подавление ассасинов. Смерть скончался в 1277 году в Дамаске, где похоронен в основном им комплексе. И тут как раз-таки про него говорится в комментариях, что он нифига там не оттуда был, он, этот Бейбарс, а был этим, как я понял, курдом, короче. Он был курдом тех земель. И никакие там ни мамлюки, ни это, и другие там ничего такого подобия такого не было. Вот как-то так говорится там. Ведь кому верить, хрен знает, блядь. И в итоге, что я хочу сказать? Вроде про него говорилось, блядь, то, что курд, который воевал в те времена, как говорится, за, так сказать, за власть, за какую-то там, ну сказать, блядь. Форма одинаковая. Трансляция чуть не закончилась. Что-то там выбрать форму. И вот, и получается, вот этот чувак, получается, воевал в то время, получается, на тех землях, и его почему-то причисляют, или если я не путаю, вроде бы он Бейбарс, ну да. Вот его причисляют именно к курдам. Потому что вот как раз-таки оно и так и есть. Потому что в тех землях как раз-таки и жили курды, получается. Курды и жили там, блин. Поэтому как бы такая странная интерпретация, почему-то его причислять к каким-то там, вот люди начинают писать какую-то дичь, блядь. Потом эту дичь нам приходится, блядь, или искажать, или, блядь, правильно, и хрен знает, блядь. И в комментариях конкретно там спор пошел в этих комментариях о том, что он был курдом тех земель. Был вот так в рабстве, то все, ля-ля тополя, короче. И вот он и возглавил те земли свои, как говорится, как свои, и, получается, вел свой, так сказать, вот этот бой. И самое интересное, они же как бы, получается, по исламу все это было. Понимаете? А он же, если получается курд, получается, если он был курдом, получается, значит, он был мусульманином. Значит, не было такого, чтобы они не были не мусульманами. Понимаете? Это все-таки уже 1260 год же это. 1277 года. Примерно по его ведухе. Притом это Сирия, Египет, ассасины как раз-таки. Все это как бы сходится. И как мы знаем, ассасины выползли из Сирии, блядь. Как раз-таки там и они образовались в свое время. Эти ассасины долбанные, которые в пещерах готовили вот эти имамы, недоделанные имамы, своих этих наемников, киллеров, ассасины, киллеры, и их вот они готовили таким образом, блин, чтобы на заказные убийства ездить. Так, вот в Португалии бывший христианский священник, принявший ислам, прочитал азан в церкви, который ранее возглавлял. Его голос привлек внимание присутствующих. Вот, бывший священник прочитал азан в своей церкви, вот, в Португалии. Понимаете, даже в Португалии кто-то решил, получается, прийти в ислам. Очень, очень познавательно, так сказать. Ну, а вот здесь, конечно, вот этот дебилизм тоже я принципиально загрузил. Беларусь. И въезжаем в Российскую Федерацию. Видите, да?
Почему-то Беларусь, блин, асфальтированная, а в России нет асфальта сразу. Въезжаем в Российскую Федерацию. Вот и все, вот и думаете после этого. Пол Башкортостана такой. Грубо говоря, может весь Башкортостан даже такой, блядь. Что, блядь, асфальт и, точнее, блядь, во сне мы видели, блядь. Грязь везде, блядь, колдобины эти, блядь. Ну вот даже вот житель Татарстана. Вот это же хайп везде пошел, блядь. А насчет квитанций, да, вы помните? Насчет квитанций там по 3-4 суммы квитанции, блядь. Рубрика «Экономика России» продолжается. Тут, значит, мне пришла квартплата. Вы что, сука, за однокомнатную квартиру 8 тысяч за январь? 8 тысяч? Это что такое? Мама моя пенсионерка за двухкомнатную квартиру ей сегодня пришло 11 500. 22 тысячи пенсии у старушки. Но, самое интересное, они предлагают решение проблемы нам. Сразу, тут же мы видим. СВО. Записывайтесь на СВО. Звони, все твои долги и проблемы решим мы. То есть сначала они нам создали эти проблемы и тут же предлагают решить. Прям самые лучшие, по лучшим законам рэкета. Классно, классно. Держимся, ребята. Круто, да, блядь? Житель Татарстана показал квитанцию за коммуналку, на обратной стороне которой размещено объявление о призыве на СВО. Это прям, блядь, знаете, рекламный ролик, блядь, получился, блядь. Получается, не можешь заплатить за квитанцию, нахуй. Приходи, нахуй, в армию, блядь. Мы вам оплатим все, блядь. Как это? Тает может, блядь. Ну вот, 11 февраля житель Нижнекамска опубликовал ролик, в котором возмутился стоимость коммунальных услуг за свою однокомнатную квартиру. Мужчине пришел счет на 8 тысяч рублей. Его также удивило, что на обратной стороне квитанции размещена реклама. Единовременная выплата, указанная в объявлении, 2,9 миллиона рублей. Также там есть призыв: звони, все твои проблемы с долгами и документами решим мы. Круто, блядь. Реклама контрактной службы на квитанции ЖКУ появилась в ряде регионов еще в 2023 году. Среди них, например, Республика Башкортостан, блядь, опять, Санкт-Петербург, Саратов, Тульская область, блядь. Ну, охеренная, блядь, нахуй, реклама, блядь. Сразу, блядь, чтобы вас загребсти, блядь. Ну да. 2900, блядь, видите? Вот. Даже тут, блядь, фотка и это, блядь, 2900, блядь, ну заебись. Так, это я загружал. Да, уже я это загружал вроде, нет? Вот это я не знаю, здесь в эфире говорил или нет, но я загружал его, конечно. Вот жизнь, молоко и хлеб. Это завтрак и это дом в Афганистане. Каменный век. Видите, глаза узкоглазые. Видите? Вот глаза узкоглазые, вроде бы не спиздеть, сейчас я их нацию скажу. Я всегда забываю. Хазара. Хазара. Вот эти хазара, узкоглазые они, живут в пещерах, блядь.
Это пиздец, нахуй. Это реально, блядь, дом, как бы, да, ведь это, как бы, у них нет возможности даже дом построить, блядь. Ну вот, какой-то весь он, блядь, пещерный, так сказать, блядь. Ну пусть у них это дом или кухня, я не знаю что. Но если там стоит печка, значит, как бы пытаются они эту пещеру отопить, блядь, этой печкой, блядь. Это пиздец, нахуй, блядь. Дожили, так сказать. Чундыхаль, дуслар. Поэтому, ну что я могу сказать? Жалко таких людей. Мы как-то более, оказывается, в цивилизованном мире, как говорится, родились. А там, видите, да, какие дети рождаются? Мелкие. Они вот недавно, грубо скажем, 5-6 родились и в пещере. В 21 веке, блядь, нахуй. И кто-нибудь вообще думал, даже если мы сравним сейчас вот этих пещерных афганцев, сравним с теми, так сказать, яхудскими палестинцами, палестинцы в пещерах не живут. Я вам скажу, палестинцы жили в обычных хороших домах, блядь. Не в пещерах, блядь. А эти до сих пор в пещерах живут, блядь. И самое интересное, блядь, Узбекистан, блядь, граничит, блядь. А Таджикистан граничит, блядь. А чё они не помогают, блядь? Почему они живут в пещерах, блядь? Наши братья-мусульмане, блядь. А вы в хоромах живете, блядь. Туркменистан рядом там. Как один пацан здесь был, туркмен. Тут туркменов тоже дохуя. Строит, блядь, дом. Ебануться там, блядь. Хашарат, блядь, хашарат. И ее, блядь, не знаю, блядь, как будто он там, блядь, будет вечно жить, блядь. Он дом здесь работает, дом строит такой, блядь. А рядом, блядь, соседский Афганистан в нищете, блядь. Поэтому надо менять правительство, блядь. Только после смены правительства может что-то произойти. И все. Только смена правительства. В Афганистане решили креативно латать бюджет. Власти объявили о планах выдавать иностранцам ВНЖ сроком на 10 лет в обмен на инвестиции. 100 тысяч за прописку у талибов. А Афганистан запускает свой золотой ВНЖ. Видите? Вас даже с мороженым встретят, если что, блядь. Так что ВНЖ Афганистана 100 тысяч долларов. Кому надо. Вот так вот. Так. А вот здесь я уж включать не буду. Индусский какой-то черт призывает мусульман. Индийский депутат призывает к уроку для мусульман по примеру Израиля в Газе, блядь. Вот такую дичь несет здесь. Ну, включать не буду уже, блядь. Потом. Вот здесь я в тот день посмотрел чуть-чуть, не досмотрел, что-то бла-бла. Ну, толком вообще никого нету. Вот Руслан Айсин о Татарстане с Булатом Сайфуддиновым. Вот они вдвоем разговаривают, как два друга акробата, блин. Как будто они вдвоем только что-то порешают, блядь. Понимаете? И самое интересное, я пару комментариев там написал, не знаю, удалили или нет. Я написал, блядь, у них было просмотров всего лишь 300 чем-то просмотров, блядь. Никого нету в их разговоре. Я просто херею. И кто был еще? Там несколько комментариев, тоже опять все казахи. Были только казахи, блядь. Татар, блядь, башкирт, он да юг вообще, блядь. Нахуй они никому не нужны, блядь. Я просто херею, блядь, над этим, блядь. Зачем они это говорят, блядь? Для кого они говорят? Вот это тоже поражает меня вопрос, блядь. И много чего говорили, но видите, я после этого я эфир еще не делал, но только делаю, да, уже не помню, о чем они говорили, надо сидеть, слушать их, это демагогия там огромная. Вот, поэтому я считаю, блядь, поддержки нету. У них вроде бы и подписчиков херово туча, так посмотришь, да, ведь
нету толком. Я же всегда вам говорю, не от подписчиков зависит, а от того, что по какому пути ты двигаешься. От этого, если тебе интересен наше движение, ты с нами. Нет, значит, тебе похуй. И все, блядь. Подписчик, не подписчик, тебе не интересно. Так, где еще что-то не читал? Ну вот, тут закидывал, давайте его тоже прочитаем, и на этом, наверное, будем потихоньку заканчивать наш эфир. Даже враг уважал его. Он 25 лет вел бой против империи, от которой дрожала Европа. Про имама Шамиля. Имам Шамиль – одна из тех фигур 19 века, к которым с почтением относились даже противники. После пленения в 1859 году Александр II распорядился обращаться с ним не как с узником, а с почетным противником. Шамилю было предоставлено жилье, содержание и возможность жить с семьей. Он был не только военным лидером, но и образованным богословом. Владел арабским языком, изучал исламское право, логику и философию. Его авторитет строился не только по насилию, но и на знания. Современники отмечали его необычный рост и физическую выносливость, а также личную храбрость. В сражении при Гимрах он получил тяжелое ранение, но сумел вырваться из окружения, эпизод, который надолго закрепил за ним репутацию человека исключительной стойкости. Внутри имамата Шамиль вел жесткую дисциплину. Он запрещал грабеж, наказывал за насилие над мирными жителями и требовал соблюдения моральных норм даже в условиях войны. Его пленение стало событием международного масштаба, о нем писала европейская пресса, называя Шамиля одной из самых ярких фигур Кавказа. Позже Александр II лично разрешил ему совершить хадж, редкий жест, говорящий о его признанном авторитете. Последние годы жизни имам Шамиль провел в Медине, где и был похоронен на кладбище Джаннат аль-Баки, одном из самых почитаемых мест исламского мира. История Кавказа – это не только войны, это люди, чей масштаб признавали даже враги. Где этот дух, как этот один всегда орет, дух Анкориджа? Где этот дух Кавказа? Где он? Поэтому побыстрее надо разбудиться. Просыпайтесь. Хватит уже, как говорится, спать. Хватит спать уже. Вот тут даже в фильме, в этом ролике пишется, он знал, говорит, 6 языков, оказывается. Совершив, так. Так, шундыхаль, дуслар, поэтому, наверное, будем закрывать. Короче, это все сегодняшний эфир. Да, здесь уже я... да, все, я уже здесь эфирил. Пришли к этому тупику, так сказать. Сейчас закрою тогда всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. 4:30 уже время, ё-моё. Будем, наверное, закрывать. 6 часов 55 минут я с вами сидел. 7 часов, грубо говоря, я с вами. Скоро уже этот сосед у меня проснется. Утро уже. Люди уже тут. А эти тоже не спят, вот эти двое меня достали сегодня. Они сегодня играют в Лиге чемпионов. Такие дела. Кто сидел, Семзур Рахмат,
короче, мы с вами посидели, хорошо, ТикТок не закрылся за все это время, удивительно. Потому что попытался меньше материться, короче, или меньше какие-то страшные вещи говорить там. Или там, если начинаешь говорить там, уничтожить что-то, уничтожить это, начинаешь, особенно если произнесешь это Путлера слово, все, блокируется ТикТок сразу. Китайцы сразу блокируют. Поэтому. И это Тартария без турдык, турдык, она у жерде, и народу было меньше, и тот Каин подошел, и его не признали, может, это и вы? Чего? Что-то тут странное. Гузаль Каттакходжаева. Почему русский? Русский язык является вашим родным языком? Я не понимаю русский язык. Вы знаете татарского языка? Что вы сказали? Татарские настройки. Эх, Манкурт кто-то пишет. Что такое? Бахрамулу Сарварбек. Понятно, короче. Ладно, Дуслар, короче. Будем закрываться, короче, Дуслар. Всем спокойной ночи или доброе утро, короче. У нас 4:30 утра. Я пошел в отбой, нафиг. Вроде никуда мне не надо идти, мозги никто не канифолит, короче. Что делать? Короче, потолок поливать, спать. Шандахаль, Дуслар. Ну, надеюсь, ничего не заблокируется. Максимально распространяйте. Где что там понравилось, оторвите кусок, пульните куда-нибудь туда-сюда. Ладно, доброе утро всем исянсов. Тыныштык ходим менде, исянсов айтам. Короче, увидимся, иншаллах. Как будет момент, выйдем поговорить. Вроде бы я то, что есть, все вычитал вам. Там уже другие каналы не стал лезть. Поговорили от души. Все. И комментарии я дочитал почти что. А что я думаешь, вижу? Ты поэтому я не знаю, что ты думаешь, с кем я разговариваю. Ничего же. А для чего это рассуждать? Я просто не понимаю, для чего прошлое воротить. А я не понимаю про ту же самую историю. Поверьте, вся она придумана. Сейчас до глаз поднялась аллергия. В рот ебал. Турция будущая империя, как была в прошлом. Сказочники, блядь, будущая империя. И с этим Эрдоганом у вас не то, что империя, блядь, у вас, блядь, трусов, блядь, мытых не будет скоро. Вот недавно, кстати, разговор был, блядь, давайте поговорим чуть-чуть про Турцию. Я говорю, 500 евро, наверное, в месяц, блядь. Какой нахрен, говорит, блядь, вот мне человек, говорит, наш близкий. 350, говорит, евро, долларов от силы, говорит, блядь. Все там, блядь, говорит, такие нищие, блядь, говорит, нахуй, Турции, блядь. Там пиздец, блядь. Как можно потом в этой стране говорить о демократии или о чем-то, блядь? Как можно после этого, как бы, особенно возвращаясь с начала эфира, к Кашапову говорить о том, что помоги, блядь. Я херею просто, блядь. Үзіні халқын баға білмеген, блядь, президент, блядь, оттаққа керекме, блядь.
Үзіні, блядь, нахуй, как это, блядь, халқына, блядь, бір яқшылық бермеген, нахуй, президент, блядь, что вы хотите сделать, блядь? Ну так, я удивился, конечно, я не ожидал от человека столько искренности, блядь. Ну, конкретно я вам скажу одну вещь, что не я только, оказывается, один, блядь, нахуй, среди татар и башкиртов, можно сказать так, что, блядь, что Турция, блядь, нахуй, нам нахуй не нужна, блядь. Я и больше убеждаюсь, блядь, нахуй, что... Я же вам изначально всегда говорил, что, блядь, башкирт, блядь, татарлар, блядь, не воспримут нахуй, блядь, Турцию. Не воспримут нахрен. Это Кашапов долбоёб бегал, и их тоже хуй, как говорится, положили на него, блядь. Поэтому я вам еще раз говорю, блядь, башкирт, блядь, татарга, все, кто не из Башкортостана, из Татарстана, блядь, все будут чурками будут, нахуй. Хоть в рот ебитесь, нахуй. Будете чурки, блядь. Особенно турки, блядь. Это тот еще Чуркистан, нахуй, блядь, который вообще, нахуй, блядь, к нам, блядь, какого-то касания не имеет, понимаете? Поэтому, ну, так сказать, блядь, нахуй, меня там, блядь, я лучше буду жить вот здесь, блядь, нахуй, ну, түріклерге, нахуй, Кашаповқа ұшап, блядь, барып ялынып, нахуй, келінді ярдан бер Башқұртстанымда Мәскеуден құтқарынды деп, мен ғұмырда бармайым, нахуй, блядь. Я лучше, блядь, вот так буду в нищете, нахуй, блядь, жить, нахуй, в таком рабстве, нахуй. Идти туркам просить что-то, я ебал в рот, нахуй, блядь. Потому что олар әлі үзіні, так сказать, нахуй, штанын, блядь, нахуй, алмаштыра білмегенлер, нахуй. Какой нахуй, блядь? Какой нахуй у них какую-то помощь просить, блядь, нахуй? Конченным Эрдоганом, нахуй, блядь, я не знаю, блядь, может, после того, как его ёбнут кто-нибудь, нахуй, уберут его, поставят нового президента, может, что-то поменяется. А так он нахуй не нужен, блядь. Нахуй не нужен, блядь, президент, блядь. Так что вот меняйте своих президентов. Мы вот Трешабас поменять пытаемся, но не получается. А вы, как говорится, сами попробуйте поменять президента своих, блядь. Вот попробуйте как-то, блядь, сменить нахуй. Кстати, этот еще один разговор увидел, но это мы потом посмотрим, послушаем, что тут там творится в Кыргызстане. Уж сегодня уже не будем об этом говорить. Чуть-чуть зашевелились в Кыргызстане. Посмотрим, что будет происходить. И чуть-чуть новости послушаем, потом расскажем про это. Может, другой эфир мы сделаем про Кыргызстан. Поговорим, что ж там будет, блядь. Почему же этот кыргызский президент своего, так сказать, блядь, друга убрал с поста? Почему же они так не поделили Кыргызстан? Получается, значит, один военный, нахуй, блядь, так сказать, главный военный, ну, главвоенный, или как это называется, блядь, главнокомандующий военными, а другой президент, блядь. Вот и думайте после этого. И получается, они убрали, ну, точнее, блядь, тот убрал, типа, чтобы не было кипиша, туда-сюда, короче, вот такая хуйня, короче. Ну, посмотрим, что будет. Почему же его убрали, что произошло, тарим-плыром, блядь, пока он был, блядь, в больничке где-то в Германии или, блядь, в Швейцарии, где там, блядь, отдыхал он, блядь, в больничке, этот его, так сказать, друг. Вот как-то так, блядь. Ну, посмотрим. На этом, короче, будем прощаться. Так что Турция не будущая империя, блядь. Если Турция захотела бы быть империей, блядь, она бы создала бы у себя сперва нормальную страну, блядь, а мне бомжатник устроила, блядь. Все турки, нахуй, как с тонущего корабля, съебались все, блядь, живя в Германии, еще тут еще Нидерланды заполонили, везде эти турки, блядь. И из-за того, что, блядь, в Турции жопа, нахуй, все курды здесь, блядь. Почему курды здесь? Потому что, блядь, турки не дают жить курдам, блядь, там. Затраханная страна, блядь, нахуй. Вообще щели, притом затраханная, блядь. Как можно в такой стране жить, блядь? Это, представьте, то же самое во время Каримова, сейчас более-менее, да, но не лучше, во время Каримова Узбекистан. Вот представили Узбекистан во время Каримова. Вот Турция такая же. Турция вот копия, она во время Эрдогана такая же, и до Эрдогана то же самое, и сейчас то же самое, блядь, один черт, нахуй.
Я никогда не видел, чтобы человек поехал, я поехал в Турцию и разбогател нахуй. Или там что-то вот, чего-то добился. Пф, блядь. Бомжи, блядь, половина бомжей, блядь, сюда приперлась, живут нахуй на, как иждивенцы, на дотации нахуй Европы, блядь. Все турки здесь, блядь. И они здесь только богатеют. В Турции они нихуя не богатеют. Они сюда приезжают как беженцы. Как-то так. Поэтому, я же говорю, блядь, я еще не увидел ту страну, где бы правители не гнобили свой народ. Я не увидел еще ту страну, где в стране есть человеческий порядок. Нет такой страны. Так что, блядь, вот мы пытаемся эту страну найти, ну, и нам тоже пока еще не удается. Шундырах халь, дуслар. Поэтому не зарьтесь в Турцию. А, еще ведь разговор такой был еще, как раз таки, я еще ляпнул уже это сегодня в кое-каком, блядь, чате знаком, блядь, сказал, чтобы татар хам башкортлар, блядь, Турцияга шопмасынлар нахуй. Пәтекләрен сатырга, блядь. Вот прям так сказал, посмотрим, что они ответят. Пока еще не ответили мне. Вроде бы. В другом эфире я вам скажу ответ. Имеется в виду, Башкортстандағы қызлар Башкортстанда башқұртларға күйеуге шықсын, Татарстандағылар тоже татарларға күйеуге шықсынлар. Нихуй, блядь, пәтәкләрін нахуй, сіләкләрін ағызып нахуй, блядь, Турция буында йөрүгә, блядь. Күтләрегезне кысып утырыгыз нахуй өйдә. Мына шулайрак, блядь. Вот надо привести порядок нахуй. Дома у нас тоже. Бардак этот. Разошлись, блядь. Шараюбятся по всей земле, блядь. Пәтәкләрін сатырға. Хайванлар. Как-то шулайрак, дуслар. Шуларга будем, наверное, закрываться. Вот этот ТикТок тоже уже колбасится. Уже надоело уже вот этими всякие херовины, головоломки, кусочки головоломок проходят, уже надоели. Ну, все, Изянсол. Короче, как, иншаллах, темы появятся, выйдем на эфир. И батарейка садится как раз. Рахмат-Зур, будем закрывать. Сейчас я этот закрою, YouTube посмотрим, сколько людей было.